Так, как обычно, это сезон Башкортостан ЕГТ, как говорится, ночной дозор. Стрим о многом, стрим о свободе, стрим озатлык үшін ауылға Башкортостан һәм Татарстан. Башкортлар һәм татарлар. Так, бүгін бізде 2 YouTube канал и 1 TikTok. TikTok'тағыларға тоже задание берілген. Кімге қызық. Вот. Так. TikTok білән мен, наверное, білмеймін, сөйләшмеймін, потому что только язышабыз. Кімге қызық, язығыз. Так, сағат 9-дан 22 минут үтә. Итак, бисмилля. Башладық. Бүгін бір каналымда Var Фаламей кешәсе дедік. Икенчесендә Кая урысларга китеп яшәргә. Ең мөһим нәрсәләр бүгенге вопрослар ул, как обычно, урысларга каршы сугыш, урысларга каршы сөйләшү. Шунарга нәрсәкәй сораулар бирегез, задавайте вопросы. Буду стараться отвечать, потому что сегодня у меня три прибора деген кебек бөтенесе занят, и я не смогу где-то что-то читать, поэтому как-то сопутствующие вопросы задавайте. Будем будем это делать. Вот, первый уже посетитель Кильян уже, Рахмат. Этот салям. Мана уже так, справа ютубта 4 кеше, тиктокта 3 кеше, а слева ютубта что-то беркем юк. Ну, ярар. Ну, как обычно, мана мен теге ана каршыда күршене үйе. Шулай иттереп башладык. Самые такие глобальные моменты, то, что увидели, услышали сегодня, и вот это мы хотим рассказать. Ну, я как самый главный интересный момент увидел. Байрам Куштау Байрам деген группадан миңа телеграм группага келип төштү нәрсеге бір видео. Как я на днях говорил вам о том, что нужно бомбить Башкортостанны Белый домом, где Хабиров сидит, и также Татарстанны, где этот Минниханов сидит. И мне Рота Башкорт отвечал, что типа нет, типа мы не террористы, мы не будем там, типа обычные жители сдохнут. Ну, менять там ярар. Дидим да, именно бүгін бір көту кеше онда уже шул теманы сөйлеген, но онда что-то непонятно, тауышлары теге искаженный, как робот сөйли. И там я не понял, о чем они говорят. Какое-то движение LNRCK деген движение, он есімде жоқ қазір енді ол сөзіне. Короче, в итоге они вот призвали, как говорится, чтобы посторониться там людям, что они будут наносить удары по объектам, как это, инфраструктуре города. Ну, я за это, как говорится, надо долбить обязательно. За свободу Башкортостана и Татарстана нам никто на блюдечке не принесет, поэтому нужно готовиться к войне, нужно готовиться к конкретной атаке деген кебек, потому что без Москвы хоть как должны будем взять. И вот, потом второй вопрос, то, что помню, да, буду говорить. Ну, это пожизненный этот вопрос про, что мы знаем, что узкожопые они нацисты. И тут получается им вопрос. Я даже задал это на ютубе. Куда пойдут узкожопые, если они, как говорится, если они живут на наших территориях? Получается,
Этот вопрос я косвенно по разными путями постоянно озвучиваю, постоянно говорю. И именно куда идут и куда пойдут, как говорится, люди, которые, так скажем, считают себя узкими. Если узкие, получается, живут в Башкортостане и в Татарстане, значит, им нужно, как говорится, искать место, или они будут скитаться по долам, по степям, нахуй, как евреи, блядь, будут искать, нахуй, куда же их, нахуй, блядь, этот приведет, блядь, нахуй, ихний, блядь, полководец, блядь, Путлер, нахуй. Поэтому все регионы, которые, нахуй, узкожопые считают, что это Россия, нихуя подобного. И все регионы, которые, как говорится, они захватили когда-то, это наши республики. Поэтому, значит, когда вопрос задают Россия для русских или там Москва для москвичей, тогда надо нахуй вам определиться. Ублюдки, значит, вам нужно где-то жить, где-то внутри этого болота, нахуй, московского, как лягушки ебучие, и не квакать, нахуй. Всем нужно вам тогда туда сплотиться, как евреи гондоны в Палестину захватили, а мы, это, как говорится, вам даем, как говорится, свободу, пиздуйте свою москалятину, болото свое, и живите там. Живите там, и мозги нам не ебите, нахуй. До Сахалина. Чтоб, нахуй, вашего духа не было никакого. До Сахалина мы вас, чтоб не наблюдали. Особенно в Башкортостане, в Татарстане вы нахуй не нужны нам. Шуканганларыгызны тоже забирайте. Которых Иван Грозный крестил, их тоже забирайте нахуй. Они нам тоже не нужны. Потому что эти пидоросня тоже вроде пиздят по-татарски, а носят, блядь, на шее кресты, блядь. Нахуй нам кресты. Поэтому какой привет, такой ответ. И потом, вы же, как говорится, жестко нахуй сейчас вот решили нахуй через ебаную нахуй русскую общину переть, да ведь нахуй? Ну, давайте, об этом тоже уже я говорил, русская община образовалась нахуй на какой почве? Я на днях только об этом озвучивал. Тогда надо нам тоже марши устраивать. Башкортостан, Татарстанга, Чечне, везде надо марши устроить таким образом, чтобы нахуй ответить вам. Вы же любите нахуй на публику отвечать там, или там, как обычно мне тоже пишите постоянно, ублюдки, о том, что, блядь, надо вот тебя на бутылку, тебя сюда, туда, блядь, или там на видео будешь извиняться нахуй. Ну тогда давайте вы тоже нахуй, начните нахуй извиняться. Или нашим нужно тоже вставать и создавать нахуй вот такие, блядь, общинные строи, блядь, первобытного нахуй класса, да? Первобытный строй надо спускаться нам и создавать нахуй башкорт, движение татар, чечен, Дагестан, черкес, там все, буряты, якуты, давайте просыпайтесь тогда. Давайте дадим отпор нахуй, пусть эти пидорюги нахуй, узкообщинные нахуй строй, поймет, что, блядь, нахуй, нехуй лезть, блядь. Что, блядь, эта узкая община нахуй в Башкортостане, в Татарстане вообще не выебывалась нахуй. Че вы нахуй, блядь? Белые воротнички, что ли, нахуй? А мы что, типа, черный люд, что ли, как Алсынов говорил? Нихуя. Из-за этого, нахуй, из-за этого, только то, что, блядь, у нас сейчас много манкуртов, вот поэтому только мы сейчас в проигрышном варианте. Но когда, нахуй, мы их, блядь, поставим, рано или поздно, или ебанем их, нахуй, и сами уже встанем, нахуй, вот тогда мы будем разговаривать с вами по-нормальному. Когда вы нахуй будете нахуй стоять перед башкиртом и татаром, когда вы скажете нахуй я русский, ну мы скажем нахуй пиздуй тогда в Москву нахуй. Вот и все. Вот примерно вот к этому вы и идете. А Путлер ваш нахуй к этому подвел вас нахуй. Поэтому скоро получается не наши будут кланяться манкурты, а вы нахуй, суки, будете кланяться у нас нахуй в Башкортостане и в Татарстане. Вот так вот. Из-за этого, нахуй, вам, наверное, быстрее, блядь, нахуй, сейчас надо подумать, нахуй, потом, чтобы, нахуй, манатки свои с Башкортостана, с Татарстаном, нахуй, не пришлось собирать. А мы это создадим, нахуй. Беспощадно, нахуй, будем это делать, нахуй.
Беспощадно. Выебнулись нахуй, уебали нахуй. Вот и все. Разделяй и властвуй. Все нахуй ваши методы нахуй будем припоминать вам. Чтобы нахуй мало не показалось вам, блядь. Как говорится, мы не жадные. Все отдадим обратно вам. Все. Все дадим нахуй в таком виде нахуй, в каком вы нам преподнесли. Саламат сізмі, братья башкиры. Саламат, Аллаха шүкір. Да, болото нахуй их не ждет. Их, блядь. Так. Hello, hello. Что за америкос нахуй? Американцы, суки нахуй. Быстрее оружие даем нахуй украинцам. Тоже мне. Так. Опять это нахуй. Смотри, как он нигде. Он где живет. Это, по-моему, в окна. Как ему не злиться. Айдар какой-то. Айдарчик. Айдарчик нахуй. Давай. Доминал нахуй. Так. Вот так вот. Такая вот тема. И, конечно же, что там творится нахуй. Вчера тоже обсуждал, сегодня тоже уже, блядь, роют нахуй. Кто на кого нахуй шестерил. Опять, наверное, нахуй ФСБшная игра, блядь, нахуй, с этими Ходорковскими, нахуй, навальнягами, нахуй. Эти навальнисты ебанутые, нахуй, блядь. Все навальчата, блядь, нахуй, ноют, блядь. То, что они, нахуй, что-то там откопытили, нахуй. Эти, нахуй, блядь, шкерятся, нахуй, типа не мы, нахуй. Этот сыр-бор, нахуй, начался у них. И никак не могут, блядь, даже, нахуй, мы не можем понять, о чем там, блядь, у них, блядь, что они копают, мы не можем понять, нахуй. Что выкопали, непонятно, нахуй. Если кто понял, блядь, отпишитесь. Валейкум ассалам. И вот, сегодня чуть пораньше вышел, думаю, наверное, народ уже все-таки выходной завтра, не будет спать уже, дрыхнуть не будут, и будем, как говорится, сөйлешерге, особенно Башкортостан, Татарстан, блин. Мы как бы пытаемся и везде, и в Инстаграме, и в Телеграме, везде, лишь бы вас информировать, туганлар. А сіз что-то күтегізні күтәріге уйламайсыз вообще. Кушылмайсыз, ни хрена, блядь. Лайки даже не пишите, комментарии не пишите. Как эти узкожопые постоянно про это говорят, я тоже уж нахуй, наверное, буду так говорить. То, что вы не подписываетесь. Шулай. Так. Вот так. Так. Тут опять началось сыр-бор, опять это всякое шушера начало залазить. На чужом горбу хочешь в рай заехать? Убогому ничего не понять. На каком чужом горбу? Хлопина, блядь. Опять ты вылезла, блядь. Вчера тоже вроде ты была, блядь. Короче, этот тему я описал. И слева, и справа в ютубах разные темы. Но суть одна, блядь. Избавляться от русни. Вот так вот. Сегодня не могу прочитывать, потому что все аппараты нахуй заняты. Так что задавайте вопросы. Но самая тема, но то, что я постоянно говорю, я в ТикТок сбрасываю, в Ютубы, то, что есть. Да, кабинетчики набежали, это точно, блин. Избавляться надо от таких, как ты. М.
Понятно. Илина, давай избавься, как говорится, от нас. Избавься. Иди, как говорится, дальше. Вот так вот. Поэтому, блядь, тем очень много. Все этот я как-то вот сегодня все это сделал. Сейчас резко все этот в голове уже не укладывается. Столько информации, блин. На этот. Самая главная тема то, что все Навальный ответили, и Руслан Габасов, и все вроде бы ответили, но вроде бы и эти, как это, блин, нация тяжелая, эти, ну, короче, которые Ингрию хотят сделать, Питер, которые хотят отжать, как их было, Ирзя, короче, тоже сегодня что-то там говорила насчет этих, то, что наезды идут на приезжих, потому что тематика вот этого нацизма, как говорится, надо же на кого-то распространять. И вот получается, он говорит, что как они эти уебки, нацисты нахуй, путлерские, блядь, могут различить кыргыза с тувинцем, если они долбоебы нахуй, блядь, в глаза их нахуй не видели, блядь, нахуй. Если они не могут, блядь, хуй с пальцем отличить, они как будут отличать, и тут получается сыр-бор пойдет. В итоге, короче, мы ждем, как говорится, конкретной нахуй революции. Надеюсь, народ подымется уже в конце концов, и будет огромная нахуй освободительная революция нахуй. И в этот момент, как говорится, будет шанс полностью избавиться от узкожопых. Поэтому все, что делается, им, получается, дает, как говорится, возможность, наоборот, проиграть. Потому что Путлер, нахуй, и в Курске, нахуй, облажался, грубо говоря. В итоге, короче, все, блядь, у него, блядь, информация, которая лезет, нахуй, со всех щелей, нахуй, это все ложь. Постоянно это подтверждает Майкл Наки в своем канале. Поэтому вся тематика, которая происходит из России, вот Башкорт, блядь, Татаргай там, блядь, это все ложь. Вы хотя бы чуть-чуть, блядь, уже ох, блядь, Корана различать научитесь уже, в конце концов. Вы, надеюсь, вы уже понимаете это, что, где, когда. Кто кого, блядь, ебет и дразнит. Поэтому bizga hozir срочно birlashishga kerak. Срочно birlashib, tezroq shiqirga kerak bu Rossiyadan. Onun uchun men уже 100 aytdim. Butun boshqalar da aytadi endi shuni. Bizga nechikdir jiyilirga kerak. Sanak bilan bo'lsa da jiyilirga kerak. Sanak bilan bo'lsa da. Butun zindonlarni, turmalarni ochirga kerak. Turmadagi kishilarni chiqarga kerak. Другого у нас варианта нету. Другого варианта у нас нету. Поэтому, исходя от этого, нам нужно сплотиться и с Дагестаном, и Чечней, и с Мордвой, и марийцами, со всеми, со всеми. Получается, все регионы, получается, чужие, а Русня, получается, решила их присвоить таким образом, что, блядь, везде, нахуй, свои щупальца, нахуй, спустила. А когда, блядь, вопрос кто-то там в интернете задавал тоже, а когда им бежать придется, вы куда будете бежать-то, блядь? Узкожопые. Все же в Москву поедете, нахуй. Болото свое. Понимаете? Поэтому вам бежать только в Москву. Поэтому вы там давайте сделайте нахуй себе нахуй какие-нибудь там спальные мешки нахуй в болотах нахуй, чтобы не утонуть нахуй. Вам же придется со всей России туда бежать, понимаете? Вот в чем прикол. Вы на наших территориях не нужны. Сам МСС. ТикТок. Вот. Так. 20 kishi слева, 35 справа. Шулай. Ну, ertaroq boshladim, наверное, kechroq tog'ini boshlarga bo'lgan, наверное. Nolay desang, soat 1 ujuqlarga yotdilar, что ли. Boshqirdiston. Ishib tashib yuraymi ekan Boshqirdistondagilar. Diskoteka bo'yinda. Siginib. Так.
Вроде бы Руслан Габбасов тоже что-то о чем-то говорил. И еще где-то что-то говорили насчет Хабирчика. Что народ, как говорится, недоволен, само собой, с этим нахуй выбором. Но его же Путлер поставил. Поэтому я считаю, блядь, поводов и, так скажем, причин до хрена башкорт bilan татарга восстать. Поэтому наша задача сейчас кровь из нос каким-то образом нахуй или делать нахуй диверсии везде, как я и говорил в тот раз, взрывать, как говорится, все здания, Алабугу, дроны, все заводы, которые причастны к военной обороне, все взорвать нужно, Башкортостан, Татарстанда, нахуй. Все взорвать. И все дороги взрывать. Полный коллапс надо нахуй делать, чтобы шумиха пошла. Только тогда может что-то произойти. А так ни хрена ничего не произойдет. Кымылларга керек, сілкінерге керек уже. Қашанға қатты сіз нахуй отырасыз, блядь, молча. Тезірек біз шу ұрыстан құтылсақ бит енді өзімізні müstakil davlatni qura boshlaymiz. Siz anlaysizmi shuni, yo'qmi? Qozog'iston bilan yo'llarni ochamiz, butun boshqa davlatlar bilan yo'llarni ochamiz. Mana mingada qaytarga yo'l ochiladi, понимаете? Siz, как говорится, o'ylaysizdir, bu narsaga shulay qilana ekan deb menga. So'rovlar boshingizda yuriydir bet. Потому что меня да мындай shit ilda o'tirib turgan что-то неохота. Siz bilasizmi? Если что, meni da, наверное, menigina tugul, boshqalarni da butunisini kim shitga chiqib to'yganlarni butunisini Boshqirdistonga qaytib yashaysi keladi. Siz o'ylaysiz narsa, biz bunda rohatlanib yashaysiz buni. Nihoya. Bu da bizga Alloh taolamdan bir intigu. Chiday olamizmikan? Buna bizga sabrligimiz yetirmikan bunda chidab yasharga? Yo'qmikan? Onsinda ulagan kishilar bormikan hali? Siz onda yashaysiz-da bet naxu manqurt состояниесida. Sizga похуй butunay bir. А bizga-то yo'q. Поэтому, как кто-то мне задал недавно, кто уезжает, все начинают такую тематику. Да, конечно, будут начинать. Потому что нахуй в свободной стране каждому хочется жить. Чтобы туда-сюда ездить. Понимаете? А когда ты понимаешь, что тебя, блядь, в аэропортах, нахуй, тебя будут шмонать и так далее. Смысл, нахуй? Смысл в такой стране жить? Страна должна быть свободная, демократическая. Вот тогда будет свобода слова и так далее. Подряд, нахуй, всех, блядь, сажать, нахуй, за то, что он что-то сказал, нахуй, закуштал. Я думаю, нахуй, это полный идиотизм. Кишины гумрын алырга. Мына сегодня тоже где-то проглядывал, но толком не понял. Мына судятся и сидят 90 киши также. И Алсынов, и за ним сколько людей? 90 людей. 90 семьи, точнее, да, ведь? Гаиля, 90 гаиля кіріп кеткен шунда. И шунардан соң нәрсе сіз ойлайсыз? Башқұрт bilan татарға мен мына алып тұрайын енді мына сізден мен. Нечек енді мына сен мына, допустим, қурқырға мына мен сізге мына ир кіші кебек айтам мына, әйме. Мына қурқырға можно қойта. Қошан? Допустим, где-то бір 15, ну, даже армияға қатлы. Давайте армияға қатлы айтам. 18 яшқа қатлы қурқырға можно. Қараңғыдан, там, гопка мужиковтан, там, или что-то в этом. 18-ге қатлы қурқырға можно. Хуй с ним, блядь. Ну, 18-ден соң, блядь, бір нәрседен қорқып білмей уже бұл дүнияда бүтін әйбірін біліп біткен боласың, что туалетта нахуй жәннеклер жоқ, нахуй қараңғыда кірсәң де бір нәрсе білмей, как говорится, свет қобызмасаң да бір нәрсе білмей, бисмилла дейсің кіресің да қоясың, что, блядь, нахуй за углом, то, что тебя там какое-то нахуй чудовище не ждет. Примерно я вам привожу, да, ведь нахуй? Но 18-ден соң нахуй уже, блядь, бірінен қорқау қалмасқа тиіш. Шунарға мен сізге айтам. Сіз нәрседен қорқып отырасыз? Нәрседен башқұрт bilan татар қорқа, мен аңламайм. Военкоматларга мына хазыр у вас это электронная повестка уже началась. Уже все, говорили, осенью начнется. Вот началась электронная повестка, блядь. Все, уже с октября уже жесткая будет. Что вы думаете? Она уже мне в Telegram тоже скинули информацию, что
уже Руслан Габбасовка Йозалар. Всякие комментарии, что уже загребают Башкортостанда потихоньку всех. Что, в чем проблема? Какого-то чувака, короче, ехали, говорит, какой-то чувак автобуста Уфадама куда-то кирган и кого-то упаковали в маске, без знаков, без ничего деген. Это что за хуйня нахуй? Что за беспредел бара этот Уфада, Башкортостанда? Мен білмеймін, мен аңламаймын, столько этот сливается информации, прям кішілер язаны. Оно ведь Руслан Габбасов не выдумывает, ему нахуй это нужно, блядь. Без башка, блядь, да коткан мында уже, блядь. Столько информации переживать невозможно. Вот, мындай бір посетитель язан нәрсекей. Я была в Башкирии в прошлом году в Уфе. В ЖД вокзале меня шмонали. Мына шулай? В ЖД вокзале по жизни в Уфе шмонают. Потому что, блядь, нахуй, там одни какие-то нацисты, нахуй. Одни нацисты, блядь. По жизни, нахуй. Минда укырга йөргәнемдә шмонали. Это 2000 каких-то годах, нахуй. Заебывали, нахуй. Электричка шмонали. Везде шмонали. Постоянно что-то делали, требовали. Ну, сколько можно уже терпеть? Объясните мне. Сколько можно уже вот эту всю тематику терпеть и думать, что, блядь, все это нахуй так и должно быть. Оно не должно так быть. Любой человек, который приезжает в Башкортостанга и Татарстанга, должен себя свободно чувствовать, а не шмонать всех, блядь, по цвету кожи. Почему какие-то узкие общины, нахуй, Башкортостана, Татарстанда правят всем балом, блядь? Всем парадом правят. Почему мы не можем там править? Почему, кстати, тема вспомнил, вопрос где задавал. Армянлар и урыслар турында. Где что-то должно я задавал. Вот прикиньте, Башкортостанда назойливый нахуй бізге проблема ясаючылар кем ол? Урыслар и армянлар. Понимаете? И получается, везде они, а мы в нижних нахуй планках, блядь. Ниже плинтуса мы. Біз, блядь, теге урамда даже бір нәрсеге сотырға, сүт котығын сотырға, Башкортостанда проблема. Менты гоняют. И обещавилярно. Не дают торговать своим товаром. Да хрена таких, блин, проблем, если уж говорить внутри. Почему вы, когда один раз, я говорил, постоянно говорю, битинда, сугушта издеваются над нашими, никто не выходит вот такими лозунгами. Зачем башкирта в армии бьют, зачем татара в армии убивают. Биркем чекмей. Конечно, не нужно выходить 90 человек, как Алсынов. Надо выходить 9 тысяч, 90 тысяч. Вот тогда будет цель. Онда туксан кеше шигу не файдасы бар. Всегда нужно выходить столько, сколько правительство не сможет осилить. Если надо стрелять нахуй. Отжимать у ментов нахуй все оружие нахуй. Их плен брать. Что они сделают? Ничего. Siz anlamaysiz birodarlar. Boshqirdiston, по сути, mana qarasag'iz, u zo'r territoriya tugul. Zo'r elin territoriya tugul. Ona bir narsa ishlay olmaylar ular nahvoy. Если xalq ko'tarilsa, u territoriyani nixuya ular bosib ola olmaydi. Потому что u zo'r tugul, ularga kira turgan yeri yo'q. Bizni ortimizda Qozog'iston, ular boshqa kira olmaydi, boshqa yerdan kira olmaydi. Bizni bir yog'inda Tatariston, bizga qaysi yoqdan kirgan mo'shtalar? Shilaba yog'idan kirgan mo'g'utlar. Tatariston yog'idan kira olmaylar. Чунки biz tursak Tataristonda turadi. Понимаете? Место, по сути, нас захватить даже не смогут они, когда если мы туда встанем внутри. Они не смогут на нас напасть.
Вы этого не можете понять. Я не знаю, почему, блядь, нахуй, мне это нужно говорить. Почему, блядь, нахуй, нормальный теге офицерлар, нормальный нахуй, который үзүнүн халкына, блядь, теге рахмы келгенлер, нәрсеге шулар сүйлөмөйсүң, блядь. Сиз нәрсе нахуй күтөсүз, блядь. Какого хуя вы, блядь, идете служить, нахуй, блядь? Как один, нахуй, Рустам, блядь, Гандон, инвалид какой-то Татарстанда, как его звали, фамилиясын білмеймін, нахуй, шығып айтты. Вот, нахуй, вот так, типа, надо служить, блядь, типа, хвастался, блядь. И, типа, призывал, блядь, татарларны. Такой амбал, какой-то хуеплет, нахуй, инвалид уже, блядь. Он призывает, нахуй, татарларны, блядь, идти на погибель, блядь. Нахуйнан нам бізге ондай маңқұртлар керек бізге. Не говоря там еще муллалар, да, и всякие другие, блин. Я не знаю, вот, олар нәрсе думает, они думают, что по жизни они будут за Путинами, что ли? Я не верю, что они смогут за Путиным жить. Вот я представляю этих всех, блядь, долбоящеров, нахуй, которые, блядь, вот они потом, как же они сами поведут себя, Экен? Они будут извиняться, Экен, перед нами? Как это будет происходить? Вот это мне интересно. Сейчас-то они, блядь, за русских, нахуй, спрятались, а потом-то их уже не будет. Узкожопых не будет. И как это будет происходить у них? Вот именно, Путин не вечен. И Навальня-то точно не придут, нахуй. Если попрет Навальня-то, мы реально уже встанем, нахуй. Нам нужно поэтому подготовиться, блядь. Подготовиться, бізге қойдадыр, бізге любой вақыт, чтобы, нахуй, бізге оқша болырға тиіс, блядь. Құрал алырға. Құрал болса, кіші табылыр, блядь. Когда-то мне говорили, что кіші табырға керек, құрал деп. Yok, құрал болса, кіші табыла екен. Я уже больше начал убеждаться к этому. Потому что, нахуй, кто против Русни, их много, просто они молчат. Им просто нужно, как говорится, показать, что нужно делать. И куда идти. И кулына тұттыруға құрал. А бізде yok құрал. Бұл құралны қоядыр еще бит әлі алып сақларға да керек. Нам даже положить места нету. Купить ты купишь, а положить куда его? На какую территорию положить, чтобы оно оказалось на Куандыкском коридоре? Ковра самолета у нас нету. Я это говорил всем уже, блядь, с кем я нахуй пытался, блядь, насчет этого все продвигать. Со всех я уже как бы отошел, я уже с кем-то не хочу быть даже нахуй. Потому что заебали они. И Рафис Кашапов, блядь, я с Русланом еще не общался, и другой еще один был, блядь. Все какие-то нахуй пиздометы нахуй. Мнутся, блядь, нахуй. Да, блядь. А чё мнутся-то, блядь? Плюс еще у них движение больше, блядь, чем даже нахуй у нас, грубо говоря. У них больше, блядь, людей, которые нахуй их могут поддержать. И они даже не могут ничего сделать. Вот это меня удивляет. Тогда нахрена ты на этом пути тогда, если ты не можешь движняк сделать? Ой, мен эшли алмайм, мен юк әлі әзір түгіл біз, юк, ерте, давай ертеге, давай послезавтра, давай бір-екі жылдан соң. Таким образом, такие предводители нам не нужны. Бізге решительный предводительдер керек, который конкретно айта, все, давай, блядь, ертеге шығабыз, нахуй. Бітті, ертеге юлға шығабыз. Башқұртстанға кіребіз ертеге. Өлсек өлдік, өлмәсек юк, нахуй, кіребіз, қоябыз, бітті. Поэтому, если мы вот так будем сидеть, блядь, мяться, да тут, нахуй, блядь, пол Башкортостана, Татарстана уже сдохли, блядь, нахуй, Украина, да. И ничего не останется. Валейкум ассалам.
Да, только Казахстан поможет, Башкирия, Татарстан. Шуны айтам бит инде. Бездә ышаныч, mana нык ышанычлы күршебез бар. Шунарга безгә ябышырга кирәк, хәзер торырга кирәк. Сез шуны аңламыйсыз. Безнең, грубо говоря, артыбызда, алдыбызда, да хоть как. Без Мәскәү ягына карасак, артыбызда була инде. Артыбызда тыл бар бездә. У булса инде, допустим, бүтән җирең окружен, и син как бы уже все в западне. Но нет, бездә есть вариант, как говорится, тын ала торган җиребез бар. Но шуны бит инде кулланырга кирәк, шул әйберне. Шуны кулланырга кирәк. Надо резонанс создать. Ну вот именно, вот именно. Вот поэтому я и говорю, давайте, блядь, будем дронить. Я сегодня тоже где-то что-то откопытил, новый канал, засунул свои старые высказывания. Надо дронить. Только другого у нас выхода нету. Вот пока нет людей, значит у нас есть дроны. Мы дронить можем же? Можем. Мы нашел хотя бы дронларга, как-то нам надо собраться. Давайте дронить. Там никто реально не будет, как говорится, идти туда, там что-то делать. Дрон нужно просто откопытить такой, который будет лететь до туда. Допустим, рота башкорт какой-то нахуй, меня ушамады, мен сізге айттым бит инде. Они отказались дронить. Вот так, они отмазались, так скажем, грубо говоря. Поэтому, значит, нам надо кого-то других найти. Значит, это мы должны быть. Безге нужно собраться где-то на Украине, тогда уж выхода нету. Но дрон нужен, минимум 2-2,5 километра летающий дрон нужен. Есть ли такой дрон? Вот вопрос. Чтобы у него хватило зарядка или что, он на чем летает, я не знаю, на аккумуляторе, на бензине, на чем летает. Чтобы он долетел 2,5 километра, 2,5 тысячи километров, минимум. Еще плюс их собьют, само собой. Поэтому, когда дроны поднимем мы, минимум 1000 дронов должны лететь Башкортстанга и Татарстанга. Вот только тогда мы сможем разбудить, блядь, безнахолокно. Наверное, и то вряд ли. Скажут, ой, блядь, нацисты напали. Потому что халық зомби. Халықны уже миы кеткен уже. Мыйсыз тауықлар, блядь. Которым, блядь, только нахуй Россию надо спасать. Не Башкортостан они спасают, а спасают Россию. Нахрена? Так. Дұрыс айтасың, қардаш. Ну, шуны айтам бит инде мен. Шуларга тырышырга керек. Мен белмим, мен уже дұрысын айтсам, порой иногда уйлим мына сколько біз вещаем уже, әйме мына. Мен уже, наверное, допустим, если январдан башласам, грубо говоря, уже 9 ай сөйлейм да сөйлейм екен, 9 ай. Ну, 9 ай ішінде бит мен даже 9 кіші көрмәдім әлі менің Қырымда. 9 кіші yok, хотя бы айына бір мәртә бір кіші келсе де. Қоясың, шул 9 кіші де yok бит. Менің білә 10 балары, это уже результат. Onun үшін бит инде мен айтам, оны эшләр өчен безгә мына жүнне татар башкорттан инвесторлар кирәк, которые реально смогут там на дроны потратить и так далее, чтобы у него был интерес. Не так, что какой-то финансовый интерес, а именно интерес спасти республикаларно. Чтобы остановить вот этот бардак, который творится внутри. А не так, что... Думаете, что Украина столько надавали? Думаете, что это не в долг, что ли? Да это в долг, нахуй. На пожизненно, нахуй. Им, блядь, долги повесили украинцам. Они всю жизнь будут с государства платить это.
Поэтому, как говорится, в этом страшного ничего нету. Можно договориться с любым государством, которое нам нахуй даст оружие, и чтобы мы туда вошли. И потом мы нахуй с бюджета, так скажем, государства, когда уже отделимся, сможем легко им все вернуть. В этом нет проблем. Но для начала нужны люди, чтобы автоматно тотып баратырған кіші керек. Әзгені оңни тұрған кіші керек. Оны как-то, ладно, да, мы в армии были там, знаем, а вдруг придет, который даже в армии не был. Надо как-то, нам же еще чуть-чуть надо, блядь, білерге аны, блядь, қойдан отауыл нәрсе ішлеу. Получается, значит, полигон нужен нам. Как кто-то мне говорит, вот там уже готовятся, офицеры готовятся. Где нахуй готовятся, блядь? Вот именно, Путлер истребляет малый народов. Очнитесь, люди. Татар тілі қазаққа ұқсайды екен. Ұқсай, конечно. Так и всему свое время. Слава Украине. Да. Героям слава, да? Так говорят у вас. Олға Украина, олға Башқұртстан, олға Татарстан. Давайте уже күтіні көтерейік енді. Жетті бет енді уже шулай нәрсеке мысқылланып. Мен еще бір нәрсеге айдан алып тұрайын. Ну, мысқылланып шу соғысқа баруны айтқан, а? Не үшін барасыз екен шу соғысқа мысқылланып? Сізде, блядь, әзгені болса да, блядь, ғұрыр деген нәрсеке жоқ ма? Әзгені, мына мен мужик, мен ол соғысқа бармын, допустим, деген нәрсеге жоқ ма екен? Мен шынарға алып тұрайын. Ну, не до такой степени же, нахуй, блядь, постоянно думать о деньгах, блядь. Что ты, нахуй, с этими деньгами будешь делать, блядь? Кровавыми. 200 мың береміз, блядь, нахуй. 2 миллион береміз. У ақша білен нәрсе ішлейсің? У пулны нема қыласың? Онасыны. Так. Ой, блин. Украина будет платить долг России. Сука. Кутағаны тұтырсың, нахуй. Будет платить, нахуй. С Рашки будем, нахуй, все выкачивать, нахуй. С московитых, нахуй. Московиты все будут платить. Я же говорил уже в других эфирах, нахуй. Путлера, нахуй. Лукашку, блядь. Всех, нахуй, пригнать туда. Кадырова, всех, нахуй. И в стеклянную колбу. Голых, нахуй. Вот там они будут жить в памперсах. И все будут любоваться. Еще будет одна комната, нахуй, для гостей голубых, иностранцев. Вдруг, если захотят они, как говорится, кайфануть, нахуй, пустим их по кругу, блядь. Вернее, Россия будет за Украину. Вот эта тема, да. Вот я и говорю. Поэтому с любых сторон надо будет доить, нахуй, эту рашку-пидорашку. Но, в каком понимании доить? С регионов, нахуй. Не знаю, как это будет происходить, но я бы, нахуй, с регионов, нахуй, нихуя ничего не дал бы. Потому что, нахуй, это не наша, нахуй, война. Вот надо будет, нахуй, все с Москвы брать только, блядь. Вот все, что есть у них, нахуй, вообще, если у них есть что-нибудь, блядь, в болоте, если найдете что-нибудь, вот оттуда будете забирать. В болоте, все, раскопки будете делать. Я всякое думаю, все там есть, нахуй. Они напиздили еще, со времен, нахуй, Ивана Грозного. Напиздили они там. В Питере поищите, там, везде. Хоромы там, да хуя. Золото всякое лежит тоннами. Вот оттуда надо будет вывести, там пару вагонов заберете, и все, скрыты мы с вами будем. А с Башкортостана нихуя не будем давать. Своих проблем до хуя. Только с Москвы все дерите, нахуй. Можете вообще, я же в тот раз говорил украинцам, Москву полностью забирайте, нахуй. Сделайте, нахуй, рабсия, блядь. Рабовладельский строй у вас будет там. Все рабы там будут ваши. Все, мы вам отдадим их, нахуй, бесплатно. Нахуй они нам не нужны. Так что создадите там огромную, нахуй, арабскую, нахуй, Москву. Как они говорят, гастарбайтеры, ну вот там будет у вас
рабстрайтеры, блядь, нахуй. Оттуда будете выжимать все. Надо будет там Украину строить. Как раз оттуда всех узкожопых будете забирать, строить Украину. Вот как Чечню строили, вот с московских болот будете забирать этих ублюдков. Пусть строят нахуй. Наших манкуртов, окей, тоже отдадим нахуй. Наши манкурты тоже нахуй не нужны. Можете забирать их тоже на Украину, на стройку. Пусть ебашут. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, эти страны должны вмешиваться в сохранение Башкортостана, Татарстан. Ну, должны вмешиваться, но не могут. Под колпаком они, вот в чем проблема. Я бы с удовольствием, конечно, бы этого хотел бы. Ну, как? Как? Но, конечно, можно было бы такой вариант сделать, конечно, если бы я мог бы до них достучаться, до их умов, да, ведь? Я бы, наверное, такой выкидон сказал бы. Вам, начиная вот с Казахстана, заканчивая до этого, Туркменистана и всяким вот этим Мирзияевым, Узбекистану и так далее, Кыргызстану и Таджикистану, я бы сказал бы так. Вам с узкожопыми нахуй дальше жить придется или с нами? Задайте вопрос, я бы сказал бы. Вот тогда посмотрели бы, что они ответили бы. Вот поэтому им нужно вот такой ультиматумский вопрос задать. Вот где наше общество такой вопрос задать? Ни Руслан Габасов, ни Рафис Кашапов, никто не может задать такую хуйню. Они все уперлись, Туран, Туран, Туран. Да, блядь, до Турана нахуй еще нам самим надо выйти, блядь. Туран они хотят, блядь. Губа это, как это, не треснет нахуй, или как там? Щека нахуй не треснет? Сосать у русских, блядь, еще. Что начнет, блядь, регион, чтобы нас, как говорится, да, вопрос такой еще такой интересный будет, конечно. Все-таки же у нас и язык близкий и так далее. Нам бы вот именно какая-то помощь, как говорится, была бы от них. Но, увы, они скажут, как мне кто-то в комментариях писал, ну, это вы же, нахуй, Туркестан, когда захватывали, нахуй, вот, типа, татары же притащили всех там, точнее, русские татар потащили, а татары были, оказывается, переводчиками между узбеками и этими пидорасней, нахуй, узкожопами. И вот они, блядь, моментами, нахуй, в комментариях мне такие были. Ну, я их, нахуй, удалял или что там я делал с ними, не помню. В итоге вот такие были, умники такие, с Узбекистана. Но если уж это мы будем вспоминать, нахуй, тогда мы, блядь, нахуй, вообще, нахуй, блядь, пересремся между собой. Если мы такие вещи, блядь, будем вспоминать, нахуй, то будет, нахуй, не то, что, нахуй, блядь, любой скажет потом, ёб твою мать, лучше я с узкожопами остался бы жить, нахуй, чем в одиночестве. Вот этого, чтобы не должно быть, понимаете, чтобы потом эти московиты, нахуй, не ржали над нами, нахуй, когда мы начнем грызться, блядь, как, допустим, Кыргызстан с Таджикистаном, грызутся они, блядь, нашли, нахуй, блядь, поле грызться, блядь. Вот такие, нахуй, ебланства, нахуй, нам не нужны. Я в тот раз уже один раз говорил, метр земли там, тут, блядь. Я поэтому я говорю, иншаллах, если я живой останусь, я говорю, Казахстан, когда земли свои будут брать, если какая-то сука с Башкортостана, как Руслан Габасов, блядь, с Татарстана какой-то Рафис Кашапов будет выебываться нахуй насчет Оренбурга, насчет земель каких-то, которые принадлежат Казахстану, мне ортага турбираман, блядь. Я еще раз это повторяюсь, нахуй, на все 3 эфира, блядь. Какая-то сука, если там выйдет, скажет, блядь, Башкортостан габит относится Оренбург. Я где-то постоянно вижу такие карты, вижу такие вот, постоянно. Даже у меня где-то загружены такие карты. А я хули, блядь, я откуда знаю историю, блядь. В итоге, если такая тематика будет, нахуй, башим кисерга он кишлерны, нахуй. Сразу заткнуть нахуй. Потому что из-за какого-то 1 метра, нахуй, без камбагал бомимес. Потому что нужно вспоминать издалека одну суть, нахуй, всего вот этого дерьма. Допустим, тот же башкирт, который хочет отжать, допустим, тоже территорию Оренбурга, допустим, когда будет дележка, да, и там Куандыкский коридор,
само собой, это мы должны оставить это пополам. А вот другие какие-то территории, налево, направо, Челябинск, там, Оренбург и так далее, если какая-то сука с нас скажет, блядь, подобие там какой-то, ну, который будет бороться вроде за землю, но в то же время у него будет мнение свое, блядь. Но этим мнением мы не будем соглашаться. Потому что, нахуй, припомнить надо одну вещь, самую главную. 500 yıl нахуй yaşadın mı Башкортостан, в каком этом размере ты сейчас живешь? Бәләкәй размерда yaşadың мы? И если сиңа налево-направо Челябідан и ондан Кушыла екен, и Казахстанга үтә екен бір жер, шул вакытта, если сен ызгыша торган булсаң, аның белән сугыша торган булсаң, нахуй, сен безгә кутакка да кирәкмисең. 500 ел сен чыдап яшәгәнсең шул территорияда. Хәзер инде син уже на пути, блядь, разделения, и ты, получается, начинаешь, блядь, делить территорию, нахуй, с Казахстаном. Это, нахуй, не по-братски будет. Это вообще, нахуй, какая-то хуйня будет. Поэтому вот таких, нахуй, сбросов, если где-то там увидите, нахуй, такую тематику не надо поддерживать. Такой, нахуй, нам не нужно. Потому что нам, по сути, нашу Башкортостан уже жеткен. Просто суть других, почему забирать, если оно раньше нашим дедам принадлежало, Челябинск, там какая-то часть, допустим, направо, блин, в сторону Татарстана что-нибудь принадлежало, там в Перем, наверх, в север принадлежало, эту тематику мы должны взять нәрсәгә, урыска калмасын. Урыска калмасын дип аламыз без уны. Без уны ала торган булсак та, урыс ул җирләр белән нахуй не использовался. Понимаете? Поэтому тут должна быть речь. Лучше же отдать казакларга, чем урыска досталось. Мына шундай логика белән нахуй поступать надо такие дела. Также марылар белән, чувашлар белән да то же самое. И мордвой. До Саранска до Саратова. Вот эту тематику там тоже самое надо будет развивать. И также с Дагестаном и с Чечней. Чтобы главное, блядь, все территории были забиты нами. Промежутков между нами только должны быть мы сами. У нас между нами это другого. Брат, я за тебя рад, за то, что за свою страну переживаешь. Рахмат. А другого варианта нету бездә. Без бу дөньяга килгәнбез икән, шунарга да без көрәшмәсәк инде, без нәрсә өчен без монда туылганбыз вообще? Инәбез, атабыз безне нәрсәгә бу дөньяга китергән? А аларны Аллаһ Тәгалә нәрсәгә китергән? И поэтому если мы сейчас это замнем, струсим, вот именно главное слово струсим. Если мы струсим, то дальше я не знаю, что будет. Так и так мы с этого трусиного нахуй трусов не можем выйти. Саратов. Ну шуны айтам бит инде. Без бит инде күрәсез, историяны белмибез. Bütün тарихлар, блядь, учып киткән, һәммә нәрсәне югалтканнар бу хайваннар, без белмибез. До сих пор же, да, нам они внедряют какую историю? Где-то тоже натыкался. История в школах. История в школах будут, где оказывается уже новая история о новой России. Где Украина уже как бы получается типа, точнее вот эти Донбассы, Луганский, блядь, уже в России, Крым, Россия. Вот история ихняя, понимаете? А где та история, которая была до этого? Сейчас эту историю, блядь, детям не будут давать. Будут нахуй внушать им нахуй, что Крым наш там, трали-вали, Донбасс наш и так далее. Ну так, 90-е тоже много переживали. Ну, 90-е много переживали, но, блядь, где они? Они ничего не сделали, блядь. Нам надо сделать тогда. Bizning otalarimiz ishlamagan ishni biz qilaylik shuni. Nimaga biz, блядь, qo'rqamiz? Вот этого я удивляюсь, от этого я удивляюсь, блядь, что, блядь, вот, что, нету, что ли, сильнее меня людей, которыми, нахуй, правит его этот сила? Нет, что ли, таких единомышленников? Я не могу понять, блядь. Башкир, блядь, татар до такой степени въелись в бытовуху, блядь, что ли? Где они, блядь? Вроде на Башкортостане, Татарстанга, допустим, когда ты если проезжаешь или был там, вроде татар, башкортлар бар. Ишитәсең, какие-то звуки есть они вроде бы. Проводят сабантуи, проводят это все. А вот когда им говоришь, давай выйдем из России,
Никого нету. Типа у них до такой степени вот этот в этом в зародыше, блядь, уже оторвали нахуй. Оторвали, зародыш-то уже оторвали то, что они без России сдохнут. Ну, как всегда пример буду приводить Дагестаном. Дагестан говорит, мы дотационники, блядь. Дотационники, это примерно может быть сейчас в данный момент дотационником. Везде разруха, это Палестина, которым даже еду не дают. Взрывают все как говорится, вот этих, блядь, Красный Крест. Как, кстати, вспомнил, Россия, да, Красный Крест взорвали, твари. Помощь, получается, нахуй. Вообще, который Красный Крест, европейский, такой, всемирный Красный Крест, они взорвали. Эти узкожопые. Потом говорят, мы не бьем, блядь, по каким-то объектам. А они, блядь, в помощь, нахуй, кому-то везли помощь, взорвали, блядь, на днях, блядь. Где-то услышал. Понимаете? Он ушулай бламринда. После этого как можно их называть? Как можно с ними вообще идти воевать? Когда первый раз в 2002, каком, блин, 22 же началось это хрень. Когда я услышал то, что одежду надо покупать военным, я был в шоке. Одежду. Солдат идет, такой рахатланып инде шундай хурсан shunaqa шотланган, шулай шотланып сугышка бара. Одежда сотып алырга кирәк икән. Бля, уму непостижимый әйберләр. Кием дә сатып алырга туры килсә инде, әскәргә солдат барса, әскәрләр сугышка барса, ну, мин шундый сугышка бараммы? Мин шундый җиргә бараммы? Может, тогда им и это надо купить, там, бандаж, там, зеленка, йод. Это тоже, наверное, они покупали. По сути, оно им и не нужно, потому что так и так уходят в мясо. Как, кстати, сегодня тоже услышал, то, что все, которые шли, на мясо только шли. Любое движение шло на мясо, оказывается. Тупо. И там говорится, что они шли пешком, потому что дронят. Вот где-то в новостях сегодня услышал. Эти долбоебы все идут, оказывается, на захват территории пешком. Ни на БМП, ни на Матаях, ни на чем, потому что их атакуют дроны Украины. Эти придурки идут пешком. Конечно, там никто не остается в живых. Конечно, это логика командиров этих батальонов тупорылые, которые реально отправляют людей на смерть. И башкир белән татар шунарга готов барага, шундай идиотский сугышка, где, блядь, в 21 веке со стороны Украины летят дроны. Там, наверное, любой адекватный человек должен развернуться. Нахрена я здесь? Он должен задать это. Мы вам же это освещаем. Новости освещают. Эти узкожопые, дождь, блядь, всякие эти Ходорковские освещают вам все. Новостных этих ресурсов до хрена. Вы что смотрите, придурки, блядь? Солдаты долбанные. Куда вы идете? Мен аңламыйм. Вообще мен аңламыйм. Блядь, сезне логически, блядь, мына 18-дән 50-гә хәтле алыйлык яшыгызны. Мына шу 18-дән 50-гә хәтле кешеләр, сез кайсы, сука, мәктәптә укыгансыз? Ташбашлар, блядь. Ну, минеке бит кенә бит инде, блядь, 9 сынофны бетергәнсездер бит инде, блядь, нахуй. Я не могу понять, вы как можете идти просто, вам сказали 200 тысяч, сдохнешь нахуй, 5 лямов дадут. Ну, там. Вот поэтому идете? Я просто поражаюсь от всего этого, то, что происходит. Это ладно, блядь. Башкир, блядь, татар бара. А урыслар зачем идут, если на то пошло? Узкожопые-то зачем идут? Вот, узкожопые тут есть? Алло, гараж. Вот вы-то что идете, придурки? Вы что, блядь, нахуй? Вражки, нахуй, вам не хватает, блядь, еще вы Украину захотели забрать? Да, Россия прорастает новым территориям, факт. Ну, но эти новые территории, нахуй, не ваши.
Не ихние, блядь. Вот в чем прикол. Не ихние. Точнее, не их. Как кто-то сказал, ихние не говори, неправильно говоришь. Их. Не их. У них территория, я не знаю, блядь, там людей нету, там никто не живет. Если помните, блядь, Саху, Якутию, вот эти, Туву, все, вот эти территории, Алтай, они начали давать. Север этот весь давать начали гектарами, если помните, бесплатно. Иди, говорит, там развивай что-нибудь. Блядь. Как можно, блядь, в голое место, блядь, отправить людей и говорят, развивай там что-нибудь? Че можно нахуй там в тундре, в пустыне где-то там, блядь, хрен знает где, блядь, что-то развивать, блядь, гектар земли. Если там местное население ничего не может делать. Там весь, вот как один товарищ, Дустом Башкорт, дальнобойщик, говорил, поехал, показывал эти все. Да там, говорит, он, альхамдулилля, он мусульманин, говорит, все алкаши, перепились там. Вот это весь, вот это чита, вот это все, вот эти, вот они же эти, тоже зомбаки в голову нахрен, все же на войне тоже. Буряти, это все, вот эти. Они же как бы многобожники. У них-то вообще уже крышняк сношенные. И вот они, говорят, все алкаши там. Весь вот этот Дальний Восток, это алкашня там одна. Потом говорят, как говорится, в комментариях, трущобы в Казахстане. Вспомнил, кстати. Трущобы, говорит, в Казахстане. Это Габасову кто-то комментарий писал, я увидел. Нечаянно так. Зашел. Трущобы. Трущобы вот именно в России, нахуй. Если всю Россию облазить, там, я не знаю, блядь, где только нормальные люди живут. Только живут вот в этих регионах. Дальше Башкортостана там уже не живут, там нищеброды. Одни нищеброды. Пол России это вот эти и есть трущобы. Как в Мексике, блядь. Потом они говорят, блядь, в Казахстане трущобы. Не халам-балам. В Казахстане, в Узбекистане там нет трущоб. Харомы, мына мен Қазақстанда да өттім, Өзбекстанда да өттім. Харомы, мені аузым ашылды онда, ондай ызбаларны көріп. Таштан, притом, таштан. Мұнда Россияда шіріп біткен ағаштан, они говорят, трущобы. Шіріп біткен нахуй, буранелері теге, 100 жылғы, блядь, буранелерді, они еще нам что-то говорят, что, блядь, в Азии трущобы. В Азии вот это пахса үйлер, они больше стоят, чем эти гнили деревянные, блядь. Ничего с ним не происходит. Как цемент, блядь. Трущобы, блядь. Халявничек. Салям. А что тебе дождь? Нет, что-то, блядь, не успел прочитать. У христиан есть то, что нет у ислама и буддистов, это праздник День Покрова. Покрывают или платок, отмечают осенью, но не вникают в суть праздника. Раньше в этот день устраивали различные показы платков. Понятно. Ну, сейчас вот эти все попы все грабят. Они что, христиане, что ли? Шайтаны одни шайтаны там, они же даже свою веру предали. Если даже они фиг с ним, блядь, верят, хрен поймешь как, блядь, но они же даже в это не верят. Они ни во что не верят. Трущобы понятия относительные. Ну, брат, тебе надо прямое видео, обращение ко всему народу, надо бить тревогу. Вот именно, я не знаю, как это все делать, я не знаю, как до них достучаться, я уже устал, я уже во всех щелей, как говорится, говорю, я не знаю еще какой эфир есть, куда можно еще засунуться, чтобы там высказаться.
Башкортостан, Татарстанга, я думаю, ничего не доходит. Может, доходит какой-то 1%, а 99% не доходит ничего. Мы все постсоветские страны в полной жопе. Ну, потому что Путин есть. Если Путина этого черта не было бы, ничего не было бы, у вас было бы то, что нормально. Потому что есть, как говорится, вот мафиозный клан. И этот крестный отец нахуй всем, блядь. Этого крестного отца нахуй надо, сука, уже выжить, блядь, с московитов, блядь. Башкира Акын назовите, через них, если часть мангурта разбудить, уже маленькая победа. Toplarını kurdum men Lexus'lar. Land Rover'larda yürüp халық аңғара. Шуны айтам бит инде. Шуны айтам. У них такие тачки, блядь, я же говорю. Я как раз в Москве когда был, я охеревал, когда мне говорили то, что у этого папа там последняя модель. Я же вчера же тоже об этом говорил. Вот так вот. Поэтому они, я не знаю, просто, блядь, сделали эту церковь бизнес-платформой, куда народ, типа, приходит, типа, Шукунарга и сливает бабки. Вот и все. Вот и все. А потом говорят, что мечети там террористы. Блин. А здесь кто? Здесь кто, блядь? Bizde хоть мәчеттә кешеләр намаз укый, Аллаға шükür. А эти придурки что-то там творят со своими свечками, блин. Лази, аулы и кишлаки. А овражки что, не аулы, что ли? Это название села, если что, да? Аулы и кишлаки, блин. Ой, блин. У вас этот аул московский огромный. Что, не аул, что ли? Кстати, в Москве там сколько-то миллион говорили, то ли 7 миллионов, то ли, блядь, или, блядь, дохуя миллионов людей, блядь. И половина из них же все, как говорится, с Азии, как вы любите. Черные. Харахалак. Порой думаю, может и на Москву как-то, блядь, содействие, действие какое-то делать. Может Москву поднять, блядь, чем Башкортостан. Москва, наверное, быстрее подымется. В Москве надо поднять народ весь. Всех азиат нахуй на уши поставить. Все, туганлар, басагыз дырга керек. Берем Кремль. Вот они, наверное, блядь, за 3 часа возьмут Кремль. Я точно знаю. Со всех районов съедутся и все, конец нахуй, Кремлю. Надо, наверное, эту тему подымать нахуй. Как кто-то говорил, Москва-Абад. Москва-Абад надо сделать там. Москва-Абад пусть будет. Только не Абад, блядь, как это, блядь, у евреев, блядь. Ну, именно Москва-стан. Как теплый стан. Примерно так. Походу дальше своего кишлака нигде не был. Не отличает хрен от трамвая на ручке. Что-то не понял, о чем, блядь, базар. Men Liretskiyda ko'rdim. Tarilar tak osib keldilar. Shuna ko'ra ruslar ko'rib shuni tagala durust yo'lga ruslar islom dinini kushalar. Не знаю, не знаю. Так. Что этот? Да, придет время, возьмем Московию. Шунай там это. Кыргызов нужно позвать. Вот именно. Кыргызы сносят за один раз президента. Вот именно. Что-то они тоже, блин, что-то они этот, присели что-то. У них этот президент тоже что-то муму делает, что-то. Что-то он прессует народ. Меня уже ушами ана президента. Надо снимать. Кыргызларга надо этот сообщить. Мында кыргызлар бар мекен?
Надо сносить вашего президента. Что-то он мне уже не нравится. Что-то народ прессует. Надо нормального поставить. А то поставили какого-то тюремщика ебаного. Тоже борзеть уже начал. Кланы свои строит, блядь. Кулга алды инде опять. Ауызбіршілік yok-то. Yok, конечно. Yok, вот именно. Кыргызларам что-то там натворили. Этого муллу, короче, чуть не убили там, таджикского тоже, приключения там. Тоже как-то странно все идет там. Но кто, конечно, это сделал, опять-таки, мне кажется, это не народ сделал, а вот этот сам президент сделал, мне кажется. Вот к этому идет. Потому что что там этот Кыргызстанда это русня что-то шарится конкретно. Этот президент, блин, залег в сторону узкожопых конкретно. Причем здесь киргизы? Ну, новости сегодня были такие, что кыргызы этот чуть не замочили таджикского имама. Вот так вот. Ты красавчик, брат, продолжай, надо будить народ. Вот, надо шел, но что-то, блин, не могу разбудить никак, ни одного даже в данный момент. Все как бы пассивные, очень пассивные на этот. Ой. Пацаны, это запись. Запись чего? Я не понял. Это ты про Дальний Восток орал? Что там в Туркменистане? Демократия? В Туркменистане? В Туркменистане тоже такой же педрила нахуй, как и Путин, блядь. Один черт там творится. У вас что, демократия, что ли? Узкожопые. Чмо гратия у вас там, блядь, чмо. Син, брат, aytali menga. Boshqirdiston big ko'p bit sug'ushga ketuvchilar. Кыргызский фанат президент Брежнева. Ну да, русские колхозники и деревни вымирают, алкашня. Башкортстанда. Татарстанда да шулай инде. Ну, Башкортстан и Татарстан один черт. Икисіне да кетерлер. Мында еще, блядь, Миниханов, блядь, по 2 ляма начал давать. Сейчас все с Башкортостана прутся в Татарстан. По 2 ляма ехать. Так что я не знаю даже, как это все это объяснять. Они гастарбайтеры ушли, киргизы твои, и все в Россию. Урысларда урысларга айдай керек. Валейкум ассалам. Вот именно, вот именно. Еще кто-то мне коммент писал, насчет этого тоже скажу. Узбеклермада бар мекен. В одних YouTube этих видосах порой иногда я что-то высказываю, допустим, не вылазит, бір минут, допустим, дается там в этом шоте, и переходит это второе мое мнение, и продолжение предложения может на второе видео. И какие-то вот нюансы получаются, да, у меня. И дальше, как оно крутится, мимбит бельмим. И тут, короче, сыр-бор. Начинает писать, сен урыша бельмисен, оңнамисен. Это узбеклерге хочу донести одну вещь. Allohga shukur, men o'ruschani da bilam, o'zbekchani da bilam, totar, boshqirchani da men bilam. Как говорится, boshqa tillarni da Allohga shukur bilam. Но когда я снимаю, где попало, там, мысль приходит, я какую-то часть могу озвучить на одном куске видео, другой на другом.
И тут, получается, одно видео они схватывают, узбеклер бетинде куб, и пошло-поехало, начинается там лайки, 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 и в итоге, короче, негатив. Siz ona ma'nasini olnag'iz. Mening kanalga kirgach, YouTube kanallarimni qarab, ma'nasini olnag'iz. Men o'zbeklarga qarshi bo'lib chiqam. По ихнему мнению. Men o'zbeklarga qarshi bo'lsam, я бы вот как Путину озвучиваю нахуй, вот так я, наверное, озвучивал бы. Я бы говорил бы, все, узбекларда bizga dushman, туда-сюда, aytarim. Но, блядь, не в этом суть-то дело. Именно узбекларga, что я хочу донести, в любом видосе, примерно, в разные, конечно, бывают моменты, о чем я озвучиваю. Но самое главное, Россиядан chiqib ketigiz degan bilan men boshlaganman. Потому что сколько давления я это видел Россияда, да. И хазарда потом, когда я в это дело вошел, уже я могу высказывать. Раньше, если я мог это просто людям говорить, давай, дуслар, бунака туда-сюда. А сейчас я уже могу на публику это говорить, поэтому мне как бы легче даже это говорить, потому что уже будет услышано всеми. И поэтому, когда вы пишете какие-то негативы, siz boshda аңлаңыз, bir video qara, ikkinchi video qara, что-то не то, не понял, uchinchi video qara, вот аңлап жеткәчкенә син javob ber menga. Mana men shu вот күбесе рахмат deya, kimdir aybat deya, давай olg'a deya, вот mana shulay. Shunarga sizga ozgina даю, как говорится, понять, что тут bizning dushman, как всегда я говорю, урыс qana. Баламутят воду, это урыслар. Когда вас говорят чурками, нахуй, что мне это думаете приятно? Менде узбекта инде. Меня, шо, меня рахатмакан меня вот это слышать? Нет, конечно. Я за это постоянно в Москве, нахуй, рамсил и дрался, блядь, за это, нахуй. Потому что, нахуй, это меня бесило, блядь. Когда они говорили, чё, нахуй, чуркой, мы разъебывали таких, нахуй, там. Когда они такие темы выкидоны делали. Менты, не менты, нам было похуй. Потому что в то время не было войны. А вот когда началась война, и ты такую тему сейчас загонишь там, тебя загребут, и ты будешь виноватым, и тебя заберут в армию. Легкий способ нашли, понимаете? Поэтому, как говорится, надеюсь, вы поняли меня. Я как бы для всех ответил это я сразу. Что безнен душман, бетонобезге, только Москва. Если мы избавимся от Москвы, вы сможете своего президента поменять или там по попе его нахуй отшлепать, чтобы он нормально себя вел. Или, блядь, как кыргызы, будете менять их нахуй. Вот примерно так будет. А вот пока есть Путин, вы не сможете это сделать. Потому что и мы не можем. Вот так вот. Поэтому, как говорится, вот этот марионеточный нахуй лагерь нужно заканчивать. Как кто-то раз говорил, аждаханы бошын алырга керек. Путин это аждаха. Шул аждаханы бошын алсак, потом гана біз құтылабыз ашкал-дашкалларынан, башкаларынан. Всех марионеток нахуй, слуг народа, блядь, всех уничтожим. Вы думаете, мы от Путина, если не избавимся, мы сможем Хабирова убрать? Нихуя. Хабирова уберем, другой придет. Какая разница? Как же вот в Дагестане, нахуй, они радовались, хуякс, нахуй, дагестанцы убрали, теперь что? Урус, блядь, нахуй, у них рулит. Даже нет своего достойного дагестанца, что ли, там? Вот какое унижение они получают за свое слово. Мы же, как говорится, эти дотационщики, блядь. Представили бы, если... Назаров будет, Башкортостанда, Назаров это, или как это? Назаров, блядь, черт, блядь, вместо Хабирова. Вдруг его поставят. Тогда Башкорт, блядь, татар что сделает в Башкортостане? Тоже молчать будете? Давайте вам пригонят. Рустам Хамитов был. Потом этот Алсуна Папаса хотел быть. Сафин. Марат Сафин, Алсуна Папаса и Самакемаля. Хз, блядь. Вот это Сафин хотел быть в свое время. Выдвигался. И всегда был Са. Уфана хотел взять. Сафин. Но вместо Сафина быстренько этот гандон Путин нашел этого Рустама Хамитова. Мы помним все моменты, как было. Просто милого вакыта яшаем, бәләкәй емәле. Нихуя не понимал.
Что там творится, блядь? Не до этого было как-то мне. О, Ника, салям. Ника, как жизня? Так, что там? Урус гомір бойы шулу. Шуны айтам бит ана, шу. Путлер не аждаха, он Кощей. Вот именно. Сен Россиядамысың? Мен Россияда түгел енді. Россияда мындайны сөйлесең, блядь, меня бы давно уже нашли бы. Грохнули бы. За пакетами. Я по поводу пакетов и правда так платят. Может сходить? Мен аңламай қалдым ненде пакетларны. Аджа. Валейкум ассалам. Төре. А это так черные пакеты стоят? Черные пакеты, черные пакеты. Что-то меня не вкурил. Отошел от темы, наверное. Шундыхаль. Так, чуть-чуть комментарий посмотрим-ка. Кто что пишет. Рахмат, нормально, үзегізничек. Пойдет. Вот пытаюсь хоть стримами как-то донести до людей, что и чё почем, как говорится, дальше. Но бүгін кеше бик әз утыра енді. Бүгін кеше әз. 21 кеше слева и 17 кеше справа. Наверное, все одни и те же люди сидят. О, резко туғызға түшті даже мына мында справа. Шығып кеттілер. Ой, шулай. Шунарға білмеймін енді туғанлар. Тиктокта 7 кіші отыра. Бош қатқан енді. Мына күнді біз выдвигаем эту всю тематику. Так, мына ой көріне. Ой яртыдан өткен енді. Зурайған ой. Бізде хавалар салқын болып кетті әлі последнее время. Нық. Как бы мында сентябрь и шундай салқын келді. Мындай уақыт только бізде, білмеймін, Башқұртстанда где-то было, наверное, в конце октября только можно было бы увидеть такой холод. А здесь прям охереть можно, блин. Зима пришла как будто. Түнде 6 градус, 9 градус шулай. Қазір где-то 15, наверное. Отлично, не жарко и не холодно. Да, ну да, классно, вот именно, хорошо, дождя нету, а то тут ЗБ делает этот дождь. Все-таки во Франции дожди, они, оказывается, пожизненные как будто бы. Бесполезно доносить до них, кто по мне уехали уже. Алматада да салқын түштіме? Сәлем Алматаға. Алма ата деген жыр бар бит енді бізде, татарша жырлағанбыз бит енді. Алматаға что-то деп татар жыры бар бит. Алматаның нәрсәседер деп. Блин, память у меня куриная конкретно. Вот дофига что сегодня вроде слушал, читал. Не помню, о чем еще нужно было поговорить. Ну, задавайте вопросы какие-нибудь, если вы помните, о чем там обсудить. Обсудим, бергеляшеп. Что-нибудь такое по теме нашей, как говорится, Башкортостан, Татарстанга. Что-нибудь касаемое. Как дальше быть, деген кебек. Ты одновременно 3 стрима ведешь? Ну да. А чё мелочиться? Сразу 3 стрима. Был бы еще пара телефонов, еще бы сделал бы. Просто украли один телефон. Да, как на России фанатеет манкурты, это сюзюк инда. Сюзюк. От карлика, во-во. Какие есть башкирские блюда?
Башкирские блюда? Башкирские блюда, ну, само собой, как казахларда енді этот бишбармак, а так үлеш енді, үлеш, лапша. Ну, у нас, наверное, башкирт ашаргасы татар белән уже слиты до такой степени, что у нас больно не различишь. Шулай. Ну, мин яраткан әйберләр инде, иң яратканым инде бу бәлеш яратам. Губадья и так далее. Бля, опять этот Крым наш вышел. Крым наш, долбень, я не казах. Что ты мне казах пишешь? Я с Башкортостана. А то начнешь на Казахстан гнать. Тормоз, бля. О, валейкум ассалам, башкорт брат. Халляр малляр. Ну, еще одну тему, еще раз припомню, нәрсәкәйләргә. Школ башланды бит инде балаларга. Вроде сегодня или на днях где-то что-то натыкался. Еще раз повторюсь. Может, я говорил уже об этом. Но насчет того, что в школах, это каждый день, мне кажется, говорят об этом. В школах, как говорится, вашим детям Башкортостана, Татарстана могут приезжать эти недоумки, нахуй, вагнеровцы, и будут давать уроки какого-то, блядь, этот, блядь, обществоведение, блядь, или что там, нахуй. Какой-то урок, да, блядь. Познать, блядь, военное дело, блядь, будут учить, нахуй. Блядь, школда будут учить, нахуй, как детям воевать, блядь. Чтоб кирякнул. Где-то еще, помню, что-то винеточку видел, блядь. Винетку. Винетка, получается, и бүтін винеткада біз теге мотор иттеріп киініп барып винетка түшәйік. Мында винеткада они все в пилоточках, дети, эти, блядь, в фуражках, блядь, ментовских, блядь, военные ларинда, бүтін бала, блядь. У бокшада это дело происходит, ну, в детском саду. Это где нахуй? Это шизанутая страна, блядь, помешанная на войне, блядь. Какой нахрен патриотический нахуй им жизнь в садике надо? Это им надо, нет? Тут Ресейда так и так, блядь, агрессия, блядь, на каждом шагу. Все, блядь, орут, чурки, блядь, это, понаехали. И тут, нахуй, еще военную тематику со школ, блядь, точнее, с садика, блядь. Это зачем надо? Где вы такое видели вот здесь, в Европе? Когда вы говорите, блядь, гей-парады и так далее, блядь. Нет тут такого гибанизма, что, блядь, нахуй, учить будут убивать детей. Наоборот, нахуй, говорят они, блядь, что психологию ломает это все. Здесь, блядь, сады, детские сады, школы, блядь, нормально, адекватные. Да, пусть они там говорят, там, может, блядь, вот так надо делать, вот так надо делать, какие-то уроки непонятные, но, блядь, ну явно эти уроки не убивать. Если даже уроки идут о чем-то там, по-мусульмански не подходит, само собой, я не согласен этим тоже. Есть какие-то дебильные уроки там, не шершеря, туда-сюда, вот это начинает тут балаболить. Есть такие моменты тут, оказывается, но... Блять, ну явно же, блядь, не автомат учат, блядь, заряжать, блядь. Или собирать туда-сюда. Поэтому срочно башкорт белән татарга нужно отделяться, чтобы безнең мәктәпләребез иман белән үстерә торган булырга тиеш. Иманлы мәктәпләр булырга тиеш. Бездә мусульман мәктәпләре күбәяргә тиеш. А не такие какие-то, блин, где оружие держать. Учат. Зачем нам тюремщики, нашим детям будут что-то учить? Вот этого я не могу вот в голове у себя обосновать, когда я это услышал. Поэтому нам надо заканчивать. Пока балалар үсеп бетмәде, кемдә бәләкәй, кемдә зур, пока они не вкурили, вот в течение этого года, туда-сюда, 2 лет нам надо войти и забрать Башкортостанны. Җитте болай утырырга, блин. Җитте болай, бу хәл түгел утыру. Башкортны баласына автомат тотырга нахрена нужно? Әле әтәсе белмәгән нәрсәне бала белергә тиешме, бәләкәй чактан?
Получается, biz g'umurda avtomat o'tirg'a o'rganmaganmiz. G'umur bo'yi mana 40 ga kelib, 50-60 ga kirganlar. А bola уже этот садик-то, там, школда уже автомат должен разряжать, заряжать. Это что за нахрен? Или там еще будут рассказывать им, что там на войне бывает, и это, и это. Может, еще научат убивать, как правильно? Не знаю, вот такая тематика Казахстанда, Узбекистанда бар мекен шулай мәктәптә? И ладно, оларны да әйтмим. В Америке или где-нибудь есть такая тематика? У детей учат автомат собирать. Дуслар, мен білмеймін енді бик көп возмущение бар вот интернетта, но ничего противиться России никто не хочет. Это до такой степени зомбаки, что вот этим вагнеровцам, как говорится, разрешат в школу приходить. Где родительский контроль? Где вы нахрен пишете там друг другу по вайберу, по ватсапу, группы ваши сраные? Коя сезонда? Пишите, бастуйте, хоть за это бастовать шығырға керек. Вот причина. Причин до хрена. Мой ребенок Башкортостаннан шығырға керек. Не будет нахрен изучать этот урок, блядь. Залупитесь. Шул урокка бір бала бармай тұрған болсын. Договоритесь со школами, с классами, что на этот урок никто не пойдет. Пусть этот Вагнер маньяк придет, посидит и уйдет. И так пару раз делайте, пару месяцев, и все поймут. Не поймут, бунт делайте. Вот вам причина, кстати, бунтовать. Тут точно, блин, нету Алсынова, тут нету как раз-таки всяких террористов. Ничего нету, это просто залупа по учебной теме. Не доебутся, блядь. Реально не доебутся. Вас не на что, блядь, тут обвинять. Ни агенты вы, ни террористы, никто вы нахуй. Просто родительский контроль. Вы не хотите, чтобы ваш ребенок знал с детства военную херню эту. И все. И вот с этого и начнется революция в России. Легко и просто. Сделайте причину. Вот я просто херею, блин. Я бы с удовольствием, наверное, бы вывез бы оттуда бүтін туғандарымны, если уж на то пойдет. Но они тоже такие же манкурты. Вот в чем прикол. Понимаете? Поэтому, когда они там услышат мои туғанлар, о чем я говорю, рано или поздно, вот я им в лицо говорю. Если это они будут Уруска топить, ну, значит, все, они тоже такие же манкурты. Пощады не будет, нахуй. Тут надо вести конкретно холодное движение, как Сталин, гондон. Уланда, блядь, как говорится, не пожалел за генералов. Вот у нас то же самое должно быть. Пощады не должно быть, брать тугангада, потому что все равно в гробу, как, так скажем, лежать будем сами, по одному. Оларга біз жауап бермейміз, олар бізге жауап бермейлер. Мына шундай хладнокровный болмасақ, бізді сігіп кетелер, блядь. Уже сігіп кеттелер бит енді. Остаться в живых, блядь. Вот мы пытаемся остаться в живых. Какую-то адекватность в голове пока держим. То, что мы пытаемся, блядь, не стать этими манкуртами. Хотим выйти из этого дерьма. Но людей мало. Я не знаю, как этот народ собрать. 100 мәртә уже тырыштым чакырырга мынандай Европага келегез дидем. Бір-екі кеше келді, но они тоже не по той теме. Они тоже хрен знает за что топят. У них в голове другая топка. Шулай. Сейчас, Эзгана. Так, что Китай говорят, Дальний Восток, это ханшайней. Ну, Китай, если заберет, пиздец там, значит, тувинцам будет. Пиздец будет им, блядь. В рабство Китая пойдут они. Как уйгуры.
над всей территорией рвануть, тогда может успокоиться все. Вчера заходил, слушал, сегодня листал, попал. Что можно поменять, если ядерную бомбу? Ну, насчет ядерной бомбы, ну, я за. Вот я за Москву. В Москву надо ядерную бомбу, честно. Маленький такой эквивалент. Маленький такой, чтоб внутри Москвы только бабахнуло нахуй. Огромная дыра нахуй. Чтоб туда, блядь, прям провалилась куда-нибудь туда. В этот, в космос, блядь. Все. И хватит. Чтоб никто нахуй потом никогда в жизни не вспоминал про Москву. Чё? Вот так было, что. Чё? И все. Хуй его, блядь. Чтоб все забыли про Москву. И вот тогда как раз этот вопрос возникнет. Куда пойдут узкожопые? Где они будут жить? На чьей территории будут они жить? Вот тогда они будут нашими гастарбайтерами, нашими нахуй беложопками, белыми жопками мы их наживать будем нахуй. Чурками, белочурками. Белые жопки нахуй потом приедут к нам, Башкортостан, Дагестан, Казахстан поедут, везде они будут искаться, себя будут искать. Где же нам остановиться? Вот тогда мы и поговорим. Поэтому давайте тогда готовиться не дронить, а уж все-таки ядерную бомбу бабахнуть по Москве. Вот так вот. Идея тоже хорошая. Я за. Я за любой кипиш, как кто-то говорил мне. Я за любой кипиш, блядь. Лишь бы Путина не было. Вот так вот. Сталин тоже русский? Сталин не русский, грузин, но манкурт. Грузинский манкурт, блядь, нихуя. Новая тема вышла, блядь. Грузинские манкурты тоже бывают все-таки, оказывается. Так, тикток назган оқимын, тиктокта кішілер келіп шықты, рахмат. Тиктокны туда-сюда почитаем, чтобы сіз ашуланмадыңыз. Так, как дела? Найдем с этого, начнем. Құдайға шүкір, менде сатқындар, орыс құлдар көп. Вот, как раз мына Казахстан, Узбекистан турысында мен ты раз тоже один видос снимал. Там наехали на меня, типа. Короче, былай болды. Мен мұны сөйлемедім, мен қоядыр сөйледім енді, но сөйлемедім. Мына бір видео келіп шыққаны, короче, и в один момент я топил, чтобы какого-то узкожопого с Ташкента отправили. Я тогда сказал, там тоже недоговоренные мои эти были, смски, или я не помню. Ой, бля, негатив я там поймал. Мына шул вақытта мен айттым, Ташкент, если жибара кого-нибудь, это получается, значит, они под Кремлем. И тут пошло-поехало, типа он же русский был, отправили туда-сюда. А мен айттым, разницы нету хоть кем. Если русского отправили, и наших могут отправить. Деп мен поставил такой им ультиматум. И наезды пошли. Теперь, через какое-то время, выходит такое другое сообщение, блин. Я его комментирую. Что, блядь, что-то происходит, и этих узкожопых, короче, нужно с Азии, наоборот, отправлять, короче, на войну. И потом я говорю, ну, значит, надо отправлять узкожопых. Вот идея, короче. Вот, второй коммент уже вышел после слов Лукашенко. Лукашенко Кутакбаш айтты, короче, нәрсеге Узбекистан белән Казахстан анда утыра, безгә ярдәм бирми диде. Мен шунда потом айттым. Понимаете? Разная тематика же. А мында узбеклар все в одно слили, и давай на меня нахуй наезжать. Аңламыйлар, понимаете? Теге сөйләгән әйберне мәгънәсен аңламагач, ты начинаешь бурагозить, блядь, какую-то хрень, блядь. И в итоге олар айта, этот, ты вот так говоришь, потом вот так говоришь, блядь, в одном случае вот так оказывается, а в другом случае вот так. И вот я теперь вам тоже объяснил, чтобы понимали, что я, как говорится, веду диалоги как есть. Вот приходит информация, я иду дальше. Оно может заперед прийти, мы же не знаем, блядь. Но суть барбар в том, что
Азиядан вот именно нужно отсеивать. Башкирт, блин, татарны жибермегез сугышка, а урысны жиберегез. Я согласен. Как этот черт сказал, белорус, блядь, почему они не помогают? Помогайте! Отправьте как раз этих релакантов сраных, блядь, на Украину, блядь. Пусть украинцы их выебут. Вот и все. Надеюсь, ответил. Так, сәлем, Башкортостан. Жақсы, удачи, бауырым, ауырма. Исан сау. Рахмат. Открывать татаро-башкирскую диаспору в Европе. Да, я с удовольствием открыл бы. Ассаламу алейкум. Так. Сөйлеме азық түрінде сағындыра. Сен қайда ол? Башқұрт, сен қайда ол? Аллаха шүкір, өзің нешік, мен Аллаха шүкір тоже. Охуеть. Скажи, я казак, кутағым жемесін. Этому? Ну. Да, там пишет этот, каждый день он заходит. Забывай его заблокировать. Крым наш, деп шыға, брат, ташпаш. Пропаганда войны это уже все край. Все край. Ну, шулайна. Военно-патриотическое воспитание убийцы будут преподавать на Раше в школах. Да. Вот. Как раз вот на Кише более, так скажем, профессионально описал эту тему. Да, патриотический урок, где балаларға детский садтан, бірінші школда, нәрсекейден, мектептен, ниндейдер класстан начинают уроки обществоведения. Блин, какой-то, помните, урок был такой, где какой-то тупойский урок, где ты обществознание, что ли, вот какую-то хрень несешь там. Как бы урок, знаете, какой? Там как бы география, но это не география, а география плюс какое-то мировоззрение. Вот такой урок тоже был. Вот обществоведение вроде бы оно и было. Как о каком-то дерьме там постоянно разговаривали. Не помню уже, о чем говорили мы. Не сяял уже ütlemedim. Так. Орысларны дун қайтарамыз. Так. Алла берсе. Так, біздеке манкурттер сық. Біз тоже автомат собирали. Алға бауырдарым. Алға. Так. Алға түркілер. Жеп кетті орыстар. Ошыны айтаман да, что орыстарын бүтінісін күтіне тиіп шығарға керек. Как они вот выселяли, получается, чеченцев, крымских татар, всех выселяли, так же их надо выселить обратно нахрен. Ой. Шу, вот этот президент тоже продажная шкура болгач, невозможно народу свои амбиции реализовать. Мына шунсы алама шул. Узбекистанда да шулай, Казахстанда да, Кыргызстанда да, вот в чем. Под колпаком все мы. Поэтому с этого колпака надо выйти уже. А мында Европаға келген урыстар, что они говорят? У них другого варианта нету. У них другого реально варианта нету. Олар айталар Путин алама. Если мне это конкретно, меня это нужно говорить, это понятно, мен урыс түгел. Но олар айталар Путин алама. Путин яман, и все. Вот эта тематика гнут они. И еще меня убивает то, почему-то я, получается, как-то еще на птичьих правах живу, а они как-то быстрее это движение делают. Вот в чем прикол здесь, понимаете? Еще один фишка тут есть. У европейцев тоже своя есть фишка, короче. Мин мусульман, а улар, блядь, куттак башлар, крестоносцы. И получается, крестоносцам как бы дают флаг в руки быстрее. Вот эта тематика тоже тут есть. Так что как бы сильно не обольщаться, блин, Европа, блин. Шунарға питенімда мен бит яшисем да келмей, дұрысын айтсам. Но выход нету. Поэтому хочется, как говорится, быстрее, блядь, взять Башкортостан кулға, оларға и үйге қайтып яшарға, блядь. Тыныш қана. Без узкожопых.
Олга түркилер. В татарском школе отменили татарский язык, и то никто не вышел. Шуны айтам бит энди, мына шул Татарстанна вот именно никто не вышел. Пару вот этих людей выходят с надписями. Я постоянно, когда общался вот этими Рафисом Рафис Габбасов говорю, этим Рафис Кашаповлар, блин. Вот они говорят, вот мы выходили. Чё выходили? Один-два человека выходит. Один-два выходит, никто не выходит. И они, еще раз повторюсь, вот они пытаются через турков это все сделать. Да, сен өзіңнің тотарың тұрмағанда түрік сені тотарыңды тұрғыза, что ли? Вот он же мне сказал, 20 человек найди, говорит, потом поговорим. Типа, на войну. Вот я 20 человек не могу найти. Нос утереть хочу ему, этому старику. Сказать, вот я 20 человек нашел, которые хотят вооружиться. Дай оружие, Дирге. Вот 20 человек, которые хотят нахуй зайти нахуй Башкортстанга. Но пока я еще не нашел этих 20 человек. Вот так вот. А эти 20 человек нужно нам собраться здесь, в Европе, потому что у нас другого варианта нету. Мы не можем в другом месте собираться. Крайняк или, если не хотите Европу, Казахстанга керек, или Узбекистанга, Казахстан, Узбекистан. Но оларда да гарантии yok, потому что башкортлары в любое время могут сдать, понимаете? Опасно. Опасно верить правительству. Люди-то помогут, но над ними тоже есть, как говорится, эти полицаи продажные. Получается, им, наоборот, неудобное положение мы создадим потом. Туганларга. Своей этой демагогией. У меня в селе башкирский обязательный все еще. Ну... Мәктәп бармыны синде селода? Мен аңламадым. Башкорт. Синде мәктәп бармыны? Мәктәп юк та инде Башкортстанда. Мин дә Башкортстандан да инде. Мен келгенде, мен Өзбекстаннан көчкәндә, уже мына айтам, мына Казахстанга да айтам, мына бөтенесенә, я постоянно об этом говорил. До 2000 года мен көчтем. Уже башкорт, татар мәктәпләре югые. Но без, теге үзебез инде теге татар нәрсәкә булгач, мы могли мәктәптә татар телендә сөйләшергә. Потому что бөтенесе татар, башкорт шулай. Онда урыс югые толком. И получается, дәресләребез бөтенесе урыс телендә. Только бер генә татар теле әдәбияты, татар теле или татар теле әдәбиятымы кирәе. Все, бетте. Мана шундый хәл. Онда югые бернини дә нәрсәкәй. Школ югые, школ урыс телендә. Виж, я не видел, что башкорт телендә школ бар или татар телендә. Юк, шундый. Мин кайда? Мин киттем аннан. Син кайда? Ильнас, Спайн деген. Испанияда, что ли, сен? Испанияда, что ли? В Китае нет рабства. В Китае рабство есть или нет, я не знаю. Уйгуров же мочат там тоже, кстати. Постоянно что-то мудачат их. Мин про власть татаров говорил, а не про тебя. Вот, шунарга мен аптырайм кишилерден. Так, Башкортостанда правительство тоже манкурт. Само собой. Хабирчика вообще надо, блин, көміп ташларға. Сорян, брат, власть везде манкурты. Так, понятно. К сожалению, да. Мин Башкортостандан, Олга Башкортостан. Давай поговорим. О чем? А вам не опасно писать? Мне нечего бояться. Ну же, хорошо, тогда просто наслышано о России, что творят у вас. Нет, это то, что еще этот башкорт тикток как era? Сен нәрсәкә башкорт
Онда сен раздай это, как ты заходишь тиктокка нәрсеге Башкортостаннан киши утырмый. Закинь меня в группу, чтобы Башкортостанга тикток мой попал. Если ты как-то заходишь, и если ты заходишь с Башкортостана, надо всем раздать там побольше, чтобы они могли тикток использовать. Какой-то через какую-то хрень там, через бот что ли заходят дегенерия меня. Если публично в Твиттере или в ВК, то да, жди полицию. Офигеть. А ТикТок в РФ заблокирован. Ну, а что, ничек ты используешь? Через VPN заходите или вы за границей? Бар. Без VPN сижу. Ну да, там не через этот, мне говорил один чувак. Через какую-то фигню, короче. Я не знаю, через какую фигню. Ну, короче, через какую-то фигню говорил он. Помощь языку, найти спонсоров и переводить сказки, мультфильмы на башкирском и татарском. Да, есть один такой чувак, я где-то его видел, короче. Башкирт, который топил за Навального. Сейчас он в Америке. Этот, блядь, долбоеб, блядь. Я его нормально даже не скажу, блядь. Вот у него на канале, где-то в Ютубе я наткнулся, блядь. То, что он мутил какие-то мультики на башкирском, туда-сюда что-то продвигал, и все, сейчас нахуй его нету тоже. Блядь. Но чувак топил за Навального. Понимаете, о чем говорит это? Это нужно быть, блядь, каким-то кукушатником, блядь. Потом меня это, блядь, мы не навальнисты, блядь. Тут не поймешь, половина кто, навальнисты, не навальнисты. Башкирна Татаргада больно верить нельзя. Непонятно. Они говорят то, что вот, типа, мы против войны, но с русскими. Вот как можно понимать? Они против войны, но с русскими. Ну, это как минимум логика, как Кремил Лайбер. Вообще. И вот все почти так. Минимум 99%, а все такие. Э, Все. Может, 1% только может, вот которые поняли это и отошли. Ну, из них можно даже говорить, наверное, это больше всего, наверное, мусульманлар. А башка мусульманларга сүз который вот этот, помните, Оскан районынан телеграм-группа Оскан района, я вам загружал его тоже. Эдуард, который собирает, блин, деньги из пенсионеров, отца всех, и на эти всякие мангалы, короче, мангалы делает, всякую ересь, эти сети строят какие-то, ярдан беряларинда, еду отвозят или что-то там, банки, склянки на войну. Короче, помогают сдохнуть. Так. Сталин грузинский еврей. Ну, если он еще грузинский еврей, ну так понятно тогда. Тогда понятно. Если он еврей, то значит нам было, значит, с тех времен хана. С тех времен, значит, нас, мусульман, значит, не зря, короче, на войну кидали. Наших дедов, всех-всех. Всех этот, сумели этот, как говорится, поубивать. Получается так. Ой, долго. Так. У нас в РК уйгуры в большинстве тоже сепаратисты. Так, что они делают? Ну-ка. Топят за совок и Россию. Писец, короче. Я больно этот. А вы в какой стране? Я во Франции. С уйгурами я здесь тоже пару раз встретился. С Кыргызстана уйгуры. Да тут вообще, я же говорю, вот здесь я что понял, короче. Думаешь свой, там, ну, как бы говорит на нашем языке примерно, думаешь свой там, или там хотя бы на русском говорит, думаешь свой, да? Вот здесь я в другом городе, когда жил,
встречал уйгуров на намазе, короче, на этот, после Рамадана. После Рамадана намаз был да, зор таки. Намаз был да, спорт этот, комплекс, ну, это, футбольное поле, да, на улице. Здесь же так проводят. И вот, короче, пошли, ну, я там наткнулся. Ну, встал, и рядом кто-то заговорил на русском. А, вы что, русский, Дида? А это, оказывается, сыновья этого уйгура, короче. А он, оказывается, уйгур и наполовину татар. И я говорю, о, давайте, что, познакомиться. Я говорю, мне работа нужна. А он мне что говорит? Типа, да-да, я тебе помогу. И все, слился, короче. Тут вот в Европе есть такая тема, короче, кто сюда добрался, у них, оказывается, метод такой, блин. Моя хата с краю, все, не приставай. Ярдам беру деген нәрсе yok екен мында. Мына, я, допустим, нелегал, и мне, чтобы работать, мне нужно по-черному работать. И в итоге, получается, они все отнекиваются. И узбеки, и казахи, и уйгуры. У всех одно и то же отмазка. Типа, у тебя документов нету, мы не можем тебе помочь. А сами работают все поголовно по-черному. Вот такая вот тематика здесь. И я уже второй раз нәрсекеде Европада бетінде мен шуны аңлап жеттім, что мында шундай отброс население едет, оказывается, отбросы, я их отбросами называю, которые чисто едут наживиться. Вот только так. А эти уйгуры, само собой, откуда-то с Кыргызстана приперлись, конечно, политически они приперлись, там, наверное, их давили там или что-то еще понадумали, нахуй, всякую ересь там, придумали они, и по такой теме приехали. И они, получается, получив документы, получается, уже тебя не узнают. Вот здесь вот такая тематика. В России такой темы я никогда не видел. Любой кошеге можно было помочь. Любой кошеге можно было помочь. А здесь, оказывается, такая тема не работает. Мында ярдам беру юг. До этого, помните, я возникал там против турков и так далее, а про наших больно не говорил. Думаю, ладно уж, чмырить не буду. А потом дальше больше хораптырам. Даже вот в моем городе есть один узбек, который работает с французами, он постоянно говорит, у меня нет работы. А сам работает. А вот так просто помочь кишиге шақырып, давай айда бірге ішлейбіз деген киши юк. Я еще не встретил таких. Все какие-то жлобы, все какие-то единоличники, эгоисты. И вот такая тематика. А когда ты сені документің юк, бір нәрсе юк, мында Россия түгел. Это не Азия, где можно за взятки работать. Там ментам дал, туда дал, и ты работаешь. Нихуя. Здесь или у тебя есть знакомый, ты работаешь без палева, или у тебя нихуя никого нету, ты сидишь дома. Вот так вот. Это так, чисто мои проблемы свои личные. Шундыхаль. Так, что путинисты, что навальнисты не любят совок и узких. Что навальнисты ничего хорошего народам РФ. В Казахстане уйгуры и дунгане любят совок и русских. А, вот так было, да? Да, дунганца тоже я встречал. Я охуел, думаю, что за дунганец, кто такой? В Норвегии. Я в свое время был в Норвегии. И, короче, дунганца встретил. Ёпарасоте, думаю, кто такой, что такое, блядь? Говорит, я, говорит, китаец, блядь. Но дунганец. Ну, короче, дунганец, но родом из Китая. Блядь, думаю, что за хрень, блин. Я охуел. Но сам говорит он, то ли с Кыргызстана говорил он, то ли с Казахстана он, так и не понял, короче. Я тогда увидел дунганца, первый раз в жизни. Ну, так посмотришь, не китаец он, на китайца больно не похож, я не знаю, я не понял. Короче говоря,
этот удивительно было, конечно. Вот в Европе реально всех можно увидеть, наверное, кого даже не увидел. Не увидишь нигде. Если не сталкиваешься со всеми. В Европе все есть. Тоже, тоже он в Норвегию что приперся? На работу. Его какой-то узбек позвал на работу, и в итоге он приперся. А потом его менты взяли, потому что он приехал по черному работать. И тот узбек не смог ему помочь ничего. Взяли и засунули в обезьянник депортационный. И все, и отправили домой. 5 лет депорт, как у всех. Хотя в Казахстане уйгур много, среди них много неблагодарных, всякую чушь казахам пишут. Да, я вот это увидел, короче, какие-то, как мне пишут, огорченные, как мне пишут, обиженки, я их буду говорить, уж буду, огорченки, огорченки какие-то пишут, в ТикТоке постоянно там воюют с казахами эти уйгуры. Вот так вот. Я не знаю. Менің туғанларым уйгурлар бар, Узбекистанда. Все нормально живут. Никакого, блядь, выебона, ничего нету. Я не знаю, блядь. Они эти, блядь, как это... Не могу понять их. В Китае их давят, они сюда бегут, короче, ну, типа их ебут нахуй в Китае. Потом они приезжают сюда, а в итоге, получается, они, значит, в других местах не могут тихо, мирно жить. Тоже удивительная, странная какая-то патология у них тоже, непонятная. Но, как говорится, пытается выжить, я так понял. Но в Андижане уйгуров дохуя и больше, кстати, я вам скажу. Считай, все, что ли, в Андижане уйгуры. Но они, я не так, я их знаю, они не такие. Вот здесь, в Европе, которую я встретил, я охуел, я же говорю. Потом здесь, в моем городе, тоже я встретил. Мать с дочкой такие ходят, между собой что-то разговаривают. Тоже, оказывается, уйгуры. Разговорились. Мен айтам, іш бармы дiyem. Yok, біздің атабыз да ішсіз утра. Деп резко отмазались и убежали от меня. Вот такие вот люди здесь. Уйгуры. Здесь уйгуров хуево туча, кстати. Все откуда-то нахуй прибежали, блядь. Беженцы. Они плюс не приехали как казахи с визой на работу. Они реальные беженцы. Вроде бы нахуй ни войны, ни хуя. Беженцы, понимаете ли. Что, в Кыргызстане их ебут, что ли? Удивительно, что-то вот странно тоже. По какой логике они сюда приперлись? Вопрос интересный тоже. Ну, тематики разговаривать очень дохуя, конечно. Здесь, если разжевывать, все, весь СНГ, вся Россия, вот здесь, я же говорю, весь сброд нахуй здесь. Шуны içinde Минда Юриминда. Тоже один сброд. Приехал с Башкортостана. Дунганцы, мусульмане-китайцы. А, понятно. У них язык китайский и традиция мусульманско-китайская. Вот оно что, да? Понял, китайцы. Угу, угу. Пиздец. Да, я что-то иногда натыкаюсь, как в Китае китайцы ебут мусульман китайцев. Мечети там им не дают намаз читать. Такая тематика тоже иногда наблюдаю. Китайские мусульмане. Даже им покоя нету там. Ну, китайцы, потому что нацисты. И вот этот где-то натыкался, если это правда или нет, Яджут-Маджут, который будет вылазить из-под земли, говорят же, из Китая выйдет. Есть тут мусульмане? Правда или нет это? Яджут-Маджут из Китая выйдет, говорят. Ну вот, мне кажется, из Китая оно и выйдет, если это правда. Потому что конкретно там же весь сброд собранный китайский, который жрут, блядь, все подряд нахрен, что двигается. Как этот Трамп сказал, блядь,
котов, говорит, сажали. Наверное, блядь, там, где котов жрут в Америке, может, китайцы живут нахуй? Поэтому котов всех и сожрали там. Да, из Тяньшаня говорят. Тяньшанские? Тяньшанские эти. Понятно. Что вы думаете о геноциде уйгуров в Китае? Ну, я как и в Палестине, я сразу в тот же момент сказал, что надо спасать их. Но потом в дальнейшем вот здесь натыкаюсь на них, да, ведь на людей, да, ведь я понимаю, что они уйгуры нахуй, как вот тут пишут, неблагодарные реально люди. Получается, значит, в Китае их не просто ебут нахуй, блядь, в лагеря какие-то нахуй посылают их и так далее. Да, людей жалко, понимаю я, мусульмане и так далее, но причину надо найти, почему это происходит, блядь. Причина. И я считаю, блядь, пострадавшие люди там, приехав сюда потом, они должны как шелковые ходить, я думаю. Не кабениться нахуй. Если когда-то тебе люди помогают нахуй, и ты потом после этого ты еще кабенишься, получается, значит, ты свои страдания переплюнул нахуй. Это то же самое, что вот, допустим, любого это коснется, любого нахуй. Допустим, вот на Украине война. И они увидели эту войну. И вдруг где-то что-то происходит, и надо помочь человеку. Но ты же видел это, а ты проходишь мимо. Это как называется это? Вот я понял от уйгуров вот эту тематику. Получается, нахуй, значит, уйгуры тоже, блядь, нахуй, получается, или они такие, какая-то часть, приехавшая сюда, охуевшая какая-то, или они просто, нахуй, забивают, забывают им помощь. Шунарга и там битинда, когда этот говорят эти узкожопые нахуй насчет того, что в Европе нахуй там помогает или не помогает там или что-то в этом роде, я вам вот реально, вот я вам доказательство, что побывав в разных странах Европы, я вам могу рассказать, где как кто дышит. Конкретно, вот я, Аллаха шукр, увидел во французах, что нет у них нацизма. Вот реально нет нацизма, чем в других странах. В Германии присутствует, в Норвегии присутствует, в Бельгии присутствует, в Бельгии ООН, и там нацисты. В Норвегии то же самое. Швеция 50-50. Германия, блядь, 200% нахуй нацисты, нахуй. Пидорасы те еще немцы. В Испании более-менее такого нету. Они такие тоже добродушные. Португальцы вообще там, наверное, нет такого нацизма у них, потому что все черные там. А в этом, в Италии, итальянцы вообще, блин, даже менты добрые, блядь, в Италии. Если ты не нарушаешь, там, не воруешь, не бандит, допустим, да, я думаю, ну, если ты не какой-то там бандит, да, если ты адекватный человек, блядь, проходимец, да, даже мимо проходишь через них, нихуя. Вот я 2 раза проходил через них, нахуй, ничего нахуй не делают. Блядь, есть у тебя документ, нету, им похую. Это уже очевидно, что народ классный. Нет у них нацизма в Италии. Хотя во время, блядь, немцев был, нахуй, соратник, нахуй, итальянский, блядь, фашист, блядь. Как там их, блядь, не помню, блядь, македонский какой-то. Монсеррат Кабалье, блядь, какой-то. Не помню, как его звали, блядь, этого нациста. Узбекистан ассалам, ва алейкум ассалам. Я сейчас в Европе. Да-да. Так, казахи в Китае прекрасно живут. У них автономия, своя казахская школа, казах телевидение, радио свое. Ну,
наверное, из-за того, что есть казахстанская а, республика, поэтому они, наверное, китайцы не могут рыпаться на вас. Я так думаю. А у уйгуров нет своей земли. У уйгуров, по сути, нет своей земли. Они то же самое, как и евреи, блядь. Туда-сюда, как хуё. Моисей их носит туда-сюда, блядь, тоже, наверное. Такая же тематика, блядь. Сіз қай сияқтан? Мен Башқұртстаннан. Мы казахи. Я же говорю, вот уйгуров в Узбекистане, которые с Узбекистана, вот с моих краев, я не видел, что они какие-то, блядь, левые какие-то странные. Есть, может, и среди них тоже какие-то, блядь, с парадоксами, блядь. Но вот здесь, блядь, я когда их встретил, я охуел, блядь. Потому что я в Норвегии тоже уйгура я видел. В Норвегии тоже был один уйгур. У него было и норвежское гражданство, и американское, какое-то канадское, что ли, нахуй. Короче, у него несколько паспортов было. Вот он был адекватный вроде бы. Но вот он родом откуда был, я не знаю, блядь. Не знаю. Короче, как семья их воспитала, так и есть, наверное. Семья не без урода. Кутакбашлар везде есть. Дунган, история отец, араб, мать, Хань, Южный Китай. А, да? Нихуя себе. Уйгуры, как узкие, не хотят казахский язык учить. Хорасан выйдут. А, не хотят учить. Понятно. Да, братец, надо русских угомонить. Ну, само собой. Узкожопых надо угомонить, не то слово. Вообще, истребить тоже можно. Они же наших истребили. Вот надо истреблять, я думаю, тоже потихой. Мужиков только надо истреблять. А женщин оставить нахуй. В Афганистан отправим женщин. Пусть там будут афганские русские дети бегать потом. Как раз в Афганистане их любят. Беленькие такие. В Казахстане русские вроде как стараются казахский выучить, но тупенькие многие, тяжело дается. Конечно, тяжело им дается. Потому что они же, блядь, нахуй, невъебенные, нахуй, этот узкий язык у них же, блядь, нахуй, в крови, блядь, и они не знают, нахуй, произношение, получается, наше и так далее. Они же постоянно мне говорили, не бельмес, не бельмас, и не бельмес. Вот так. Мне когда натыкались где-то и говорили, кто ты нахуй? Я говорю, я татарин. А я им, блядь, все нации по-разному говорить мог, блядь. Одному татарин скажу, другому узбек я, кому-то башкирт я говорю. Они говорят, не бельмес. Мы не бельмес. Вот это только слово знает, не бельмес, и все. Как балбесы нахуй. Им вояличие. Да, вот именно нахуй, выучат язык твой и живут. Они, блядь, я же говорю, вот здесь даже, блядь, чисто, блядь, наверное, приезжают те, которые, блядь, как-то, блядь, связаны с Францией. Потому что, блядь, здесь был со мной один мудак, нахуй, с сыном, блядь. Он сейчас вот здесь где-то, блядь, в Мелюзе живут, Мелюз. Мелюз, блядь, тут есть город. Там, я вроде правильно сказал, Мелюз. И этот, блядь, долбень из Москвы, блядь, пидорюга, блядь, из Москвы был. В прошлом году ему уже дали нахуй позитив. Ну, как бы позитив это документ. И вот с сыном он нахуй. И у него сына зовут, главное, знаете как? Иммануэль, блядь. Иммануэль Макрон, блядь. Иммануэль его зовут. И вот, ну, малыш инда, бола инда, матур инда. И вот они переехали сюда, блядь, Милюс. И как он переехал, он в моем лагере был. Мы общались как-то. Он избегал меня. Он типа верующий. Христианин, оказывается, он, кстати. И он, блядь, мудак. Как переехал, сразу меня нахуй куда-то нахуй швырнул.
Все, перестал нахуй общаться со мной. Потом, через какое-то время мне написал, как ты там, что, уехал, не уехал там. Я говорю, я тоже переехал, я говорю, в другое место. Вот так вот. Короче, этот москвич, блядь, Саша вроде его зовут, блядь, сын Эммануэль. Почему-то нахуй приперся с сыном, а не, блядь, женой. Я говорю, а где твоя жена-то? Она говорит, в Грузии осталась. Бля, я говорю, в каком смысле Грузия осталась? И вот, короче, я понял такую фишку, короче, они провернули. Они типа в разводе, говорит. Но я не верю их не развод. Там разводилова была именно по той схеме, чтобы здесь они боялись. Они же как бы, мы же все были первооткрыватели мобилизации. И все боялись, и чеченцы, все, но перлись. Потому что обычно тоже, вот чеченцам тоже здесь не дают документы. И в итоге, короче говоря, этот долбоеб жену оставил там, и как отец-одиночка приехал, чтобы нахуй получить документ, потому что он мобилизации боялся. И в итоге, короче говоря, они вот этой тематикой, отец-одиночка, он получил документы. Но он знал, наверное, эту фишку провернул. И поэтому после этой такой фишки, уже потом, когда он получает документы, вызовет свою вот эту мандавошку, жену. Вот такая тематика. А так, как будто они разведенные, и он отец-одиночка. Вот такую фишку они провернули. Так что кто-то, если захочет, вот вам секрет такой есть. Провернуть такие темы здесь тоже можно. Так что, если что, пишите, я научу вас дохуя что можно проворачивать, если хотите переехать сюда. Но это по той теме уж высказываюсь, кто хочет переехать в Европу. Поэтому ходов, выходов дохуя. Здесь главной коррупции нету, но есть фишки, по которым можно следовать и, как говорится, добиваться. И вот, исходя от этого, узкожопые нахуй реально могут пролезть хоть куда. Видите, какие хитровыебанные твари? Получается, разные методики действуют здесь и приезжают. Одни говорят, типа они навальнисты, другие говорят, нахуй, пописты, нахуй, или трамбисты, нахуй, или сосунки, блядь. И в итоге получают они документы. А мы, как мусульмане, хуям пополам, ничего не берем. Ни чечен, ни башкирт, еще никто не взял. Кстати, вот здесь тоже вот живет наш брат башкирт, он как раз-таки с высшим образованием, он как этот мулла, имам, да, ну так скажем, как сегодня высказывался, я вам загружал видео, Ишмурат Кады Ишмурат, что ли, говорят, да, Кады, да, Кады Ишмурат говорят. Ну, про какого Ишмурата говорят они? Короче, говорят, что бомбить будут Башкортостан. И вот если о нем говорится, что-то интересный вам момент. Про какого Кады они говорят? Кады и Шмурат. Вот этот вопрос возник. Не знаю. В каком городе ты? Я, что ли? Алейкум ассалам. Я во Франции. Ну, город я здесь не могу в эфире сказать. Потому что врагов дохуя. Узкожопых. Так. Маджузы выйдут с Хорасана. Хорасан выйдут. Айтма кайда турасан. Шуны айтаман да? Шуны айтаман. Вот так вот. Моя тиктокта кендер сураяпты, да? Я думаю, наши русские скоро сами выгонят. Че? Уйгуров выгонят. Русские еще с казахами уживаются, но уйгуры, узбеков и таджиков вообще терпеть не могут. Нам, казахам, говорят, зачем вы столько узбеков, уйгуров впустили. Придурки, блядь. Да-да-да. Поэтому я же говорю, побыстрее нам. Поэтому надо быстрее, нам надо избавляться, получается, от этих узкожопых и открывать территории Башкортостана с Казахстаном. Срочно, срочно нам нужно вот эту связь надо наладить конкретно, чтобы
у нас и как бы жизнь изменилась, и торговля пошла, и так далее. Развитие как бы, да, ведь наше было, а не то, что если москалята пытаются нам внедрить, блядь, там с Хабировым и так далее. Вот так вот. Поэтому нам нужно срочно вылазить, ой, и делать революции любые. Так, комментарии по чуть-чуть почитаю. Так, в Ютубе. Если учить иностранный язык, то английский международный язык. Ну, насчет языкового барьера в Башкортостане и в Татарстане однозначно нужно французский учить, английский, немецкий и такие. Русского языка вообще не должно быть. Русский язык мы должны, я как в тот раз говорил, на 100 лет забыть. Мы должны забыть этот русский язык, и между нами общение должно быть, я не знаю, или, ну, мы сами собой, этот Казахстан с Узбекистаном, мы сами собой, конечно, будем на своих языках разговаривать. Вот с этими, с марийцами, там, со всеми, вот с ними на каком будем разговаривать, вот в чем вопрос тут. И я считаю, наверное, нужно делать, как вот здесь в Европе и в Норвегии, везде, где этот видел, получается, нам дают везде, где мы там, допустим, беженцы или что-то в этом роде, нам дают хоть в ментовке везде переводчика нашего. Ну, это узкожопых нахрен. И в итоге избавиться от вот этого нам нужно просто использовать переводчика. Получается, какого? Допустим, нам нужно будет с марийцами поговорить, или там, допустим, с чеченцами. У нас будет переводчик. Так, башкирт, который знает чеченский, и чечен, который знает башкирский. И таким образом у нас будет диалог. Допустим, с труднодоступными языками, допустим, теми же там, дагестанскими языками, 36 языков и так далее. Вот исходя от этого мы должны вот такую именно игнорить русский язык. Вот наше поколение уже мы говорим, иногда выхода нету, но вот дальше поколение, оно должно вот таким образом развивать. Переводчики должны быть с двух сторон. Вот как раньше они действовали. Кто-то же был, гонцы какие-то там, переводчики, писари и так далее. В Орде даже, да, в Орде. Вот, в Орде как они общались между собой? Явно был какой-то там слуга народа, да, так скажем, переводчик. И вот у нас тоже неприкасаемый чувак должен быть такой, переводчик. Значит, мы должны, значит, открывать такие школы языковые, где будут изучаться чеченский, ингушский, дагестанский, все языки, все. Но не вмешиваться, нигде русский язык не должен вообще вылазить. Урыс тілі вообще болмасқа тиіш. Мына шунда гына, может быть, мы забудем. Точнее, не мы, мы уже хуй забудем, блядь. Мы, имеется в виду, дети наши. Вот только тогда мы сможем искоренить полностью русню. И в то же время, конечно, переключиться на другие иностранные языки, которые в цивилизованном мире. Тот же, как этот Путлер, черт сказал, китайский язык, допустим, там, корейские языки и так далее. Вот имеется в виду вот так. Я так считаю, потому что избавляться, точнее, оставлять узкожопый язык в нашей среде, это будет то же самое, что мы боролись, вроде бы, да, ведь, а язык есть. Потом, чтобы нам не утыкали, а что тогда ты на русском пишешь? Или там, что на русском говоришь? Говори на своем. Я, если на своем буду говорить, а ты узкожопый, ты-то меня не поймешь, придурок. Вот так я думаю. Поэтому, как говорится, вот нашли ответ. Вот почему иностранцы, Европы 28 стран, американцы, мексиканцы и так далее, все пользуются переводчиками. У них же нет такого, что они поголовно все знают. Вот во Франции, допустим, любому французу подойти, он скажет, у меня французский не хуже английского. Говори на французском.
Я не знаю, английский они говорят. Принципиально. Я вытаскиваю телефон, переводчик, и приходится вот так говорить с ним, потому что я не знаю. Не бельмес. Вот так вот, туганлар. Поэтому как бы вы тоже какие-то там можете писать в комментариях, идеи какие-то, может я где-то, может ошибаюсь или что-то в этом роде, мы можем как бы это тоже обсудить на всю публику. А как бы запись-то идет, и оно как бы, если сегодня люди не сидят, то может завтра прослушают и так далее. Так, Азербайджана ученые тюрки договорились, алфавит латынь будет. А, насчет этого, да. Насчет латынского алфавита, оказывается, я услышал, что и Казахстан перешел на латынь. Вот, это классно. Мы как раз об этом сейчас сегодня тоже это в Телеграме обсуждали, моей группе, ну, моей группе в Телеграме обсуждали насчет латынского алфавита, но там есть какие буквы, э, вроде почти на татарском все есть, может, но не все, точно не знаю, как-то корявые буквы я увидел. А на татарском языке в кириллице оказывается 6 букв наших есть. А казах тілінде 9 букв. Понимаете, казах тілінде 9 букв наших личных. А так скажем, в татарском, башкирском 6. И получается, в дагестанском, чеченских языках там еще больше может быть. Там потому что есть, я вот где-то натыкался на чеченском или на дагестанском, есть буквы, которые подобие как на английском SH, такие слипные там, типа ши, жи, пиши, буквы И, там говорили же, вот типа двойные, тройные буквы. Здесь вот тоже, допустим, в норвежском тоже такие вот левые другие буквы свои были, другие буквы есть, которых нету в английском. Вот такие буквы, получается, они, ну, так скажем, коряво сделаны на латыни. Какие-то дифтонги, вот эти сверху пятачки какие-то сделаны. Вот так, эту тему нужно еще проработать до конца, потому что в английском такой корявости нету, потому что в английском нету наших букв левых, имеется вот это латинском алфавите. Да, французы не любят английский, да. Кстати, вот во французском тоже есть корявые свои буквы. Кстати, по идее, иногда французские звуки похожи на татарский, знаете, вот. Может, на казахский, на башкирский. Вот, по сути, наверное, нам французский выучить будет нетрудно. Потому что ихние слова такие, там, жушан, жу, жумасан, жума, короче, жу-жу, 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 вот это, джоджа, 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 вот что такие вот такие слова комедийные. Ну, а для нас, наверное, это произносить нетрудно вообще. Ну, а я читать не умею даже на французском. Вот читать геморрой, произносить проблем нет. Читать надо научиться еще, потому что они напрямую вот так, допустим, как английские буквы, латинские буквы, которые мы умеем читать. Вот, допустим, вот здесь на экране у меня в ТикТоке написан супернова. Супернова, ага, мы понимаем, супернова, там, September, November и так далее. А на французском оно, блядь, так произносится, там язык сломаешь. Но произносить-то мы сможем, а вот читать еще надо научиться. Вот геморрой. Поэтому я считаю, что с детства нам нужно преподавать сразу все языки, прям в школе. С садика надо начинать, и все языки должны быть у нас. Не только один какой-то английский, а все языки. А, и выбор у ребенка не должен быть. Все языки должны принудительно проходить. Потому что, если мы будем только уклон делать на английский, то они не смогут прочитать даже французский. Даже немецкий с норвежским можно прочитать, как английский, да, ведь, а французский ни хера нельзя прочитать. Также и нельзя прочитать итальянский, итальянский более-менее можно прочитать, кстати, испанский нельзя прочитать, потому что испанский с французским, они почти одинаковые. Поэтому нам нужно как-то такую тематику тоже проводить, что все языки мы должны хотя бы научиться читать. Пусть хер с ним за там 11 классов они не учат досконально, но хотя бы они будут читать. Вот, допустим, захотят они в Испанию поехать, они умеют читать. Пусть даже перевод не помнят, но читать они смогут.
Вот до такого концепции мы должны донести наших будущих детей, школьников. Они, как мы, тупые, блядь. Как помню в Узбекистане, когда нам первый раз пришла учить этот английский в 3 классе. Потом резко его отменили, потому что больно тяжелый. Потом вроде в 4 или 5 только начал приходить английский нам. Понимаете, до такой степени отсталость была какая. Монашулай. И, кстати, как бы у меня почти все в семье учителя, и как бы я только такой не люблю учиться, как говорится. Я всегда, как говорится, убегал от учебы. Шулай. Французский и есть башкирский. Я в шоке. Да? Кто его знает? А может и есть. Жушан жума сан жума. Ну, вот типа того. Сендерде башкурт мәктәптәре бармы? Юк, конечно, бездә башкурт мәктәбе. Кайдан булсын инде? Ого, марийцы. Да, язык ни при чем. Ну, да, про марийцев, ну что, про марийцев я уж так пример приводил. Кстати, марийцев тоже очень много в Башкортостане. Да, язык ни при чем. Так, язык ни при чем, я не понял. Так. А, язык ни при чем. А, ну да, да, что-то я говорил. Не успел ответить. Да, и да, вот если вот человек, если он, получается, тут этот, из Франции человек, французский знает он или нет, неизвестно. Вот так. Так, потом будет третье поколение человечества после нас. Ну, надеюсь, если, как говорится, если мы сможем перебороть, как говорится, вся Россия переборет этого Путина и узкожопых, короче, если мы сможем их перебороть, то у нас будет будущее. Если нет, то будет у нас, блин, разброс. Вот такие, как я, убежали, как чеченцы в свое время убежали от войны. Вот такой разброс будет, где у нас будет непонятная ситуация. Поэтому нам как-то надо сплотиться. Вот в Европе есть тоже, есть татары, башкиртлар есть, но они не сплоченные. Я вроде бы принципиально и группу сделал в Телеграме, короче, там башкиртлар, татарлар во Франции, я сказал. Ни хрена там толком никого нету. Потому что им не надо это. Они до такой степени обрусели, они не понимают сути, получается, вообще, что такое нация. А им хорошо с этими узкозадами, им это нормально, у них это нормально. Вот в чем. И у них логика такая атрофированная, блядь. У них, блядь, одна полушарие мозгов, блядь, работает только в сторону русских, а другая у них вообще не работает. Она привыкла в блядской жизни, как они живут, в этой блядской жизни жить. Поэтому я и говорю постоянно, Башкортостанга, Татарстанга, блядь, где нахуй наши алимы? Где наши ублюдки, которые читали нахуй много книг? Где они, блядь? Почему нам, блядь, аульским пацанам это нужно говорить, блядь? Почему они не ведут вот эти дискуссии, блядь, нахуй, про развал России, блядь? Где они, нахуй? Я же говорю, пальцами можно посчитать. Вот один только, блядь, татарин, нахуй. И то непонятно, полупокер. Этот Руслан Айсин в Турции сидит. ХЗ, блядь, историк, блядь. Не знаю, за что топит, блядь, тоже непонятно. Призыв егошний, блядь, такой. Так себе, когда, понимаете? Нулевой, блядь. Больше он демагогию несет, там, история, это рассказывает. Нахуя себе история киряк бізге? Ты конкретно, блядь, сперва подыми народ, блядь, на восстание, а потом уже, нахуй, про историю втираем потом в дальнейшем. Там, в учебных заведениях, в независимом Татарстане. А сейчас нужно конкретно сплотиться, поднять народ
на восстание, и все, отвоевать свои земли, а потом, что хотите, то и делайте там, блин. Хоть бегайте голышом, как говорится. Но сейчас нужно нам конкретно встать. Вот украинцы почему-то встали, потому что нахуй, как говорится, и к ним пришла беда. А в эту беду наши идут зато, блин. Салам от казаха. Валиким салам. Башқұрт бауырлар, Алла сізге мұстақылдық берсін. Рахмат. Салам алейкум. Шулай. Шунарға туғанлар мен білмеймін енді. Мына мен орысша сөйлеймін енді, мында тіге украинларда отырған, может кімдір отыра. И тіге Кавказ кішілері отыра, біздің тілні білмейді енді. Шунарға пытаюсь на русском уж говорить, на общественном, так скажем, пока. Пока. Пусть будет пока, в нашем языке, так скажем. Никто не все понимает. Қазақша жесең же, жемесең жеме. Шуны айтам бит енді. Біз айтам бит енді, француз тілін, я думаю, если мы сесть там, сесть, күтті қысып отырып йотласаң, үйреніп бола, бүтін бірін үйреніп бола. Мен айтам бит, мына менің бір бәлекей племянницам бар, қазір енді зур өсіп кеткен енді ол. Короче, она в садик, когда ходила, она учила французский. И в то время я не думал, что я бы тоже когда-то я что-то, блин, что-то меня будет что-то касаться Франции. И мы всегда там, ну, туғанлар ішінде күлейік, блин, вот, типа, француз тілін бля, вот, блин, деп, вот так, короче, да, ну, восхищались, да. И вот реально, короче, оказывается, видите, языки нужны. А их, менің опам енді учила ее, короче, с детства. Молодец. Вот так вот. Поэтому зацикливаться только на русском языке, я считаю, неправильно это. Вот как постоянно пример привожу, Узбекистанда все поголовно учили русский язык. Меня вот это убивало. Менің балам Россияға бара ішли, урыс тілін білірге тиіш. Нахрен сеңа, блин, Россия. Никто этого не говорил в то время никому. И в итоге, получается, потом, надеюсь, сейчас уже они учат английский, само собой, и другие языки. Вот так. А так вот они перлись только русские классы, русская школа, вот так вот. Да, империя... Да, Руслан Асин татарист. Ну да, нет, империя должна прекратить свое существование. Правильно. Нахрен нам нужна эта империя, блин. Этот маразматики навальнисты, блин, они меня уже достали, реально, блин. Әлігі өздерін бір-біріне күтін кәулей башладылар енді бұлар. Бір-біріне күтін шықилар, короче. И в итоге получается остаться, как говорится, последний герой, да, как обычно. Кого-то хотят вывести на чистую воду, и в итоге, короче, от одного, короче, нападавшегося, так скажем, который хочет тоже пол России оттяпать нахуй, Ходорковский, блядь, и эти хотят, как говорится, его убрать. Вот и все. Тут такая тематика идет. Или в оконцовке еще скажут, ФСБ хотела убрать. И все. Получается, тут мында хрен знает, на кого они свалят. Вот посмотрим. Вот вчера дискуссия, сегодня, вот там месяцок решится этот ответ конкретно уже. Пусть они пересудятся, и кто прав, кто виноват, мы посмотрим. Каждый, кто там такой мутирует такие вещи, у них деньги есть, они могут решить коррупционным методом, конечно. Но в Европе, наверное, они не смогут перекупить, но тоже тут продаются тоже люди. Тут тоже можно купить, кого захочешь. Просто побольше надо чемодан иметь. Да, Карфаген должен быть разрушен. Да коммуняк вообще надо забыть. Вот этот еще есть маразматические понятия.
до сих пор пытаются вот эти старики-разбойники про коммунизм вспоминать. Нам, молодежи, да, так скажем, это коммунизм, барма, юхма, он нам нахрен не нужен, по сути, этот сраный коммунизм. Потому что мы, как говорится, уже знаем, как батарейка садится, знаем, что в коммунизме мы уже, так скажем, какую-то четверть, какую-то свою жизнь прожили. Наши родаки все вот так ушли уже из жизни. Бабушки, дедушки. Хвалили притом они. Меня вот это убивает. Хвалили они. Чё хвалить-то? Зомбаки, короче, тоже. Они тоже зомбаками и были. Поэтому нам нужно отличиться от своих предков. На Башкирт, Татарга, да и другим тоже это касается, и по всей России. Отличиться тем, что мы не должны подстраиваться под русню. Потому что мы цивилизацию увидели, мы в цивилизованном мире живем. Железной занавеси нету уже, железная занавес закончилась. Мы должны выйти из этой, блядь, амбуланции. Психиатрия, нахуй. Лоботомия, блядь, нахуй. Это лоботомию, нахуй, нам нужно уже покончить, нахуй, раз и навсегда, блядь. Вытащить этот, нахуй, ебаный скальпель с головы, нахуй. С мозга нашего. Он там уже заржавел у нас, блядь. Нужно у Бога просить, и, возможно, когда-то оставят на земле. Какую нацию оставят, это Бог решает. Хоть собери всех джиннов, ангелов, всех людей, будет то, что решит Аллах. Иншаллах, само собой, так и будет. Аллах верса, Аллах Талям, как говорится, этот решит. Он, потому что до нас кто только не был. Кто только не был. Если уж в дно углубляться, там земли Атиллы. А Аттила кто был? Неизвестно. Где они? Неизвестно. Все ушли. Македонские, как говорится, открытой рукой похоронили, говорят, и открытой ладонью похоронили. Типа он взял весь мир. И где он? Тоже внизу, 2 метра. Все. Вот просто нужно понять, что народ, мы всего лишь, как говорится, это 100 лет жизни. 100 лет. Все. После 100 лет приходят другие народы. Можешь говорить даже так. Потому что мы не знаем, этот народ этот останется или нет. В оконцовке. Но хотелось бы остаться. Если даже на то пошло, вот один день когда-то кто-то подымал тему, то ли Руслан Габбасов, то ли кто, про индейцев Америки. Ну, их тоже всю жизнь мочили, и отобрали их земли. Вот индейцы Америки. Ну, сравните, говорит, сейчас индейцев и нас, башкиртов. Кто в каком положении, в плачевном. Не только башкиртов, да всю Россию. С Якутов до Чечни. Кто как живет. У индейцев, оказывается, прав больше в Америке, чем у нас. Нам только вон Хурасхан дали пососать, и все. Петушок окровавленный. Сосем. И идем на войну. А индейцы уже пережили это. Потому что демократия в Америке. У них нет такое понятия, что мочить надо их до сих пор. А у нас есть. До сих пор надо мочить. То на Украине, то в Грузию отправляли, то еще куда-то. Где война, туда мы едем. Нахера нам это надо? Просто обидно то, что Башкирт, Татарда, вот именно вам обращаюсь, тут вообще есть в Ютубе Башкирт, Татар? Я не могу понять даже. Уже столько мало людей осталось, я просто поражаюсь. В ТикТоке больше людей сидит, чем в Ютубе. Поражаюсь тем,
что вот им говоришь, говоришь постоянно, да, ведь вот я говорю, говорю, там и другие говорят, и Руслан, и все говорят. Но движника нету. Почему? Я не понимаю вот этого. Вот, допустим, за тех братьев Рахмат, Аллаха шүкір, Казахстаннан, там, и кто там топит с Украины там, да ведь, вот за Башкортостан, за Татарстан, большинство этого, с Казахстана, да ведь. У них, как говорится, независимая страна. Им, по сути, не нужна эта вся тема. По сути, да, ведь вот так, если подумать, да, ведь, это я Башкор белән Татаргай там. Я уже говорил об этом. Но им именно, как говорится, хочется нам помочь. А мы не можем никак вот эту, получается, поддержку схватить и понести его. Мы не можем вот это. Почему мы не можем? Нарсяге, в чем проблема наша? Проблема до такой степени, что мы этот боимся вот этого страха. Страх, из-за страха мы боимся страха. Ну, ғұмыр бойы бит енді қорқып яшап болмай бит. Қорқып яшап болмай ғұмыр бойы. Мен до этого уже говорил, что зачем этот после 18 лет, если тебе 18 лет, зачем после 18 лет бояться? Я в детстве тоже боялся. Там темноты боялся, там чего-то там боялся, собак боялся. Кстати, собак до сих пор боюсь. Но ты когда вот ты чувствуешь, что идет нападение или что-то в этом роде, ты можешь бояться, да. Но когда ты идешь конкретно уже, как говорится, все, ты уже вырос, ты уже идешь, ты осознал это, что ты уже мужик. Но как можно бояться? Вот это я не могу понять. Как можно бояться Путина, который сидит, блядь, в Кремле? Как можно его просто бояться? Я не могу понять, блядь. Как можно, блядь? Вот нельзя, что ли, собраться и пойти к нему, получается, и вытащить его? Что, мы до такой степени слабые, что ли? Что мы его не можем вытащить из этого ебаного бункера егошнего? Пусть нахуй там один слой штабелями лягут наших, потом второй, третий, но все равно 10-й слой все равно дойдет до Москвы. Получается, значит, башкир белән татар куркалар үләргә, а Украинга барып по призыву Путлера этого черта они не боятся. А в Москву пойти боятся. Вот здесь я не могу никак нахуй в себе в голову вдолбить, в чем страх. Где страх, блядь, нахуй, в Украину пойти мясом? И где страх на Москву пойти? Может, ты и живой останешься, блядь. Может, рядом твой брат только умрет, а ты живой останешься. Ну, Минич считаю, что гарантии на Украину пойти сдохнуть больше, что ты сдохнешь, чем в Москву дойдешь. До Москвы, нахуй, тебя никакие препятствия не будут держать, блядь. Нет там препятствий. 1500 километров до Москвы из Уфы — это хуйня. На машине я перся где-то 28-30 часов с остановками. Шуларга мен аңламайм бер әйберне. Нәрсәгә менә без сөйлибез, менә шул минем все туда-сюда распространяется. Почему никто из Башкортостана, с Татарстана мне не напишет: давай, брат, давай будем собирать вместе? Почему вы не пишете мне? Или там Руслана Габбасова не пишете: давай, где будем собираться? Если вы внутри не можете, я само собой постоянно говорю: давайте собираться где-нибудь там,
Кто в Казахстане, кто в Европе. Килигис, Килигис. Давайте будем собираться, как-то уже сплотиться будем. Вместе же, джамагатом, как говорится, думать, жеңілірек была, понимаете? Ауыр шоқларны да бірге өтербіз. Қиын шоқларны да. Я вот этого поражаюсь. И когда нас будет больше, это, как я в тот раз говорил, как дистрибьютор получается. У каждого есть знакомый, этот знакомый приводит еще знакомых. И таким образом рекламный ролик у нас будет, как эти черти устроили же какой-то рекламный ролик. Кстати, сегодня тоже об этом где-то озвучивали. В Инстаграме или где-то там рекламу сделали. Типа, если ты мужик, иди, короче, нахуй в армию по контракту. Везде рекламы эти. И в Татарстане, и в Башкортостане, везде, блядь, везде рекламы нахуй. Голодомор вроде бы коммунизм принес. Вот так вот. Сейчас Украина вам большой шанс дает всех, кто под РФ. Ну, вот это я и не могу вдолбить людям. Кто на этом пути, а непонятно уже? Салам алейкум, бауырым, қалайсың? Денсаулығың қалай, жағдай қалай бары, жақсымы? Рахмат, Аллаға шүкір. Дұрыс айтасың, бауырым. Ресейде соғу керек малдарды. Шу сигерге керек что бит? Мына сиге тұрған кіші юк, мен таба алмайм, блядь. Мен бір өзім бит сиге бітіре алмайм оларны. Вот в чем проблема. Олар да бит күп та енді, блядь. И плюс еще, блядь, манқұрттар бар мұнда. Бірінші манқұртлар шыға. Тіліміз ұқсас екен. Ұқсай, конечно. Зор барлығы менде. Зор барлығы менде. Зор барлығы менде, только аңламадым, конечно, о чем. Зор барлығы менде. На месяц свет отключить РФ. Зомби ящик не смотрели, может проснуться. Вот. Шунарға, я постоянно это произношу, еще раз повторюсь. Вдруг кто там только зашел, вот слева чуть побольше людей стало теперь. Что я хочу сказать. Если украинцы тут есть, как-то распространить. И, конечно, нашим надо это распространить. Вчера тоже говорил. Нужно не только какие-то здания взрывать. Нужно уже начинать взрывать дороги. Всю эту асфальтную дорогу, ебаную ихнюю, надо поебашить нахуй. Все дороги. Вот то, что Казань, этот, как говорится, глобальные города. Казань, Уфа, там еще дальше, там в сторону севера. Вот где вот выходят вот эти военные хуета вся, где они? Вот они же, украинцы, должны знать, где выходят военные заводы. Все вот эти заводы, дороги надо взорвать нахрен. Все дороги прям, вот прям полностью, чтобы они, блядь, вот как раз зима сейчас, как раз надо сейчас сделать, блядь, чтобы они заебались их ремонтировать нахуй. А то, блядь, построили они или достроили, нет? Платная дорога вроде была. Москва-Казань, платная дорога, блядь. Дорогая. Я не помню по ней, я поехал или нет, еще не ездил вроде бы. Достроили его или нет? М7, блядь, выходило, М7, блядь. Нижний Новгород. Горьковское шоссе, блядь. М7. Я не знаю, блядь.
Вот эти все дороги надо захуярить нахуй, блядь. Чтобы, блядь, доступу нахуй Москву нахуй закрыть нахуй. Только оставить с Украины доступ. Также, блядь, нахуй станции, блядь, все. Поезда. Короче, коллапс надо устроить. Большой коллапс, блядь. Они же нахуй обосрались, когда, блядь, потоп был. Просто потоп, они уже ничего не могут делать. А тут, прикиньте, блядь, все ЖД эти остановились, нахуй. Никто никуда не может уехать. Это аэропорты повзрывали, нахуй. В Казани и в Уфе аэропорты нужно взорвать, блядь. Во, вот это точно надо сделать, блядь. Аэропорты нахуй там не нужны нам. Нам не нужны, мы пешком выебем их. Все надо раздолбать, чтобы народ, бля, прихуел, блядь, от всего этого, блядь. Вот только тогда, блядь, нахуй, они начнут ковырять телефоны и искать спасение. Куда бы съебаться? И в этот момент как раз, может, они, блядь, услышат наши призывы. Потому что другого варианта нету. Күтүнө уттуртурга керек. Күтү яна башлаганда халык кача башлый. Как эти крысиные бега, блядь, с корабля на тонущего начнется. И поэтому только тогда мы сможем, блядь, ушатать этот режим. По-другому никак. Мы не можем, блядь, нахуй это сделать. А мне этот Рота Башкир говорит, мы не можем взрывать по каким-то жилым объектам, народ типа умрет. Да вообще похрен, блядь, кто умрет, не умрет, нахуй. Попали под раздачу, значит умерли. Сәбәп булган икән, үлгән икән, все. Мы же не виноваты, мы же поцельно не убиваем людей. Прилетело, пролетело, ну и хуй с ними, блядь, нахуй. Нехуй ходить там, блядь. Поэтому, нахуй, я считаю, нахуй, у нас только возможность пока дронить, а так лучше дальнобойными надо хуярить. Только таким образом мы сможем, блядь, дать, блядь, чуть-чуть, нахуй, такой испуг, так скажем, блядь, что напали на Башкортостан с Татарстаном. Реально напали. Да, может, какие-то хейтеры сейчас пойдут, там скажут, если мы такое сделаем, потом как раз это узкожопым, это будет причина, блядь, тому, что они скажут, вот, короче, хохлы напали на нас. Типа такую демагогию они могут выпустить. Хуйня. Так эта демагогия не работает нахуй. Нормально адекватный в Башкортостане, Татарстане, который молчит, не может, блядь, с нами связаться, он скажет, не-не-не, это не так. Это началось, скажет. Вот поэтому ана шуны башлар үшін бізге қымылдарға керек. Вот по такому направлению, а не так, что, блядь, этот, блядь, историю изучает, другой, блядь, что-то говорит Руслан Габасов, еще что-то говорят. Без крови, заебали. Да вы таким образом, вы народ, наоборот, блядь, нахуй, расслабляете. А, без крови, Руслан, говорит Габасов. Значит, без крови будет. А, ну, значит, проблем не будет. Когда-нибудь мы избавимся. Вот так они по-хуистически относятся. А халыкны күтәрергә керек только сугыш белән генә. Шунда гына була ул. Вот же Путин просто сказал мобилизация, и все поднялись, блядь, пидорасы. Почему наши, блядь, нахуй, не могут так народ поднять? Почему мы не можем так поднять народ? Сказать, все, балакайлар, мобилизация Тугельманда уже, блядь, узкофикация нахуй, блядь. Мы должны от узких нахуй избавиться. Вот у нас должен быть лозунг, блядь. Кстати, я предлагал лозунг. Насчет лозунга. Или там Алга, или какой-то лозунг должен быть у нас. Такой секретный лозунг. Ну, конечно, информированный. Такой лозунг должен быть, когда мы этот лозунг скажем, что Башкортостан или Татарстан должен подняться. У нас должен быть какой-то призыв, там, допустим, как в дикие времена, там, ау, ау, вот что-то такое. Мы должны сказать или Олга, там, или Бостык, или Босс, Туртук, я не знаю, вот какой-то что-то мы должны такой сказать, блядь, чтобы все встали нахуй. В один миг, блядь, сразу нахуй. Мужик должен встать и уйти из дома, защищать свою землю.
Вы думаете, что, во время Салавата Юлаева такого не было? Салават Юлаев один, как он мог поднять весь башкирский народ? Потому что была сплоченность, блядь. А хазырга холокта сплоченности нету. Нет у нас сплоченности. Вы, блядь, я не знаю, блядь, как вы нахуй можете, блядь, нахуй смотреть, видеть нахуй Башкортостана, Татарстана, что твои земляки дохнут в этой войне украинской. Вы на что смотрите, вы суки, блядь? Вы что думаете, нахуй? Что думаете, нахуй? Моя хата с краю, все, блядь, ульда, куйда, и все, и чё? Сіз шулай уйласаңыз, блядь. Конечно, мында бүтін башқұрт үлі біта, блядь. Тотар да. Блядь, пиздец, блядь. Мен, если шундай логика белән яшәсәм икән, допустим, яшәсәм, мин, наверное, мында, блядь, 3 телефон белән утырам, нахуй, вдавливаю разные композициями, так скажем, нахуй, внедряя, нахуй, в разные ресурсы, блядь, чтобы до вас дошло. Мне оно надо было бы? Как мне одна женщина писала, оқшашларга уйлыйсыңмы, дия. Мен, миңа оқша керек булса, мен мындай ход белән эшләмим, мен эшкә барып эшлим, блядь, керек булса. Нахуя мне это нужно, блядь? А развитие канала идет для того, чтобы, блядь, нахуй, окшашларга түгел бит, а именно продвигать, нахуй, вот эту тематику, блядь, моих слов, блядь, которым вам нельзя говорить в России, блядь. Ну, слушать-то можно, наверное. А что-то там выдвигать там или что-то там делать, да, я и по-другому могу что-то делать. Проблем нет в этом. А проблема в том, что, блядь, холокна не купишь. У меня нет таких денег купить вас. Я могу только вас наставить на путь истины. И можно сказать там Алланы юлында күрәшергә кирәк и так далее. Я могу и так говорить. Само собой, бу Алланы юлында. Джихад дия торган булсак, менә шул джихад була бу. Потому что син үзеңне җирең өчен көрәшәсең. А не то, что, блин, джихадом называют эти кадыровцы, блядь, эти наши муллы, блядь, пидорасы, которые говорят, блядь, джихад это на Украине. Это лапти нахуй, блядь, своими лаптями ебучими. Говорит, джихад. И, наверное, сагим джихад, блядь. Чмо болотное, блядь. Какой нахуй джихад, блядь, мында? Украинга барып сугышу бу джихад түгел. Мына газыга барып тұрып, шунда, шу лапти пидорас, блядь, пусть пиздует нахуй своим чеченским батальоном, блядь, в Палестину и ебашит, блядь, яхудов, блядь. Мына шул джихад была. Базара нет. Вякать даже не буду. Но ты, блядь, чмо, блядь, который, блядь, на весь эфир кричишь, блядь, что, блядь, это джихад, блядь. Bu джихад түгел. Джихад була тұрған болса, Украинада, әйме? Аллаға шүкір, мен Аллаға ышанган кеше. Мен узбек, башкорт, татар, мен барыр ем украинларына сігірге, если это было бы интерпретировано джихадом. Но видя вот эту всю систему, что творилось в узкожопой Москве, я не мог туда пойти. Это не джихад. Джихадом можно назвать, когда ты отвоевываешь свою землю, если уж на то пошло, если мы идем на пути нашего пророка, то они, чтобы истину привести, как говорится, среди населения, истину, они боролись за истину. Но здесь идет за гнобление истины, нахуй. Истинаны сигіп ташлаганлар соғышқа бара, блядь. И сіз меня еще будете втыкать, нахуй, со стороны ислама, вот эти ублюдки, нахуй, из России, блядь. Со стороны ислама вы мне будете втыкать то, что я где-то там не так говорю, блядь. Каким, нахуй, мозгами вы, твари, блядь, эти, блядь, Хабировы, блядь, и всякое вот это Шушера, блядь, Матай жиберган еще вот этот, блядь, Самигуллин, блядь. Как его имя забываю, блин. Самигуллин этот черт, блин.
Мулла этого Казани, блин. Мотоцикл отправил, Урал, блин. Какими мозгами вы, придурки тупорылые, этот, татаров отправляете на войну бы умирать? Это не джихад. Так, сейчас тикток почитаю. Кишлер yolda. Полный musulmonlarni ko'taruvli kerak. Shuni aytaman-da, qani shu musulmonlar? Men shu musulmonlarga ham hayron qolamanda, которые, блядь, в Татарстане, которые нахуй ебланоиды, где эти, блядь, которые, блядь, в сектах всяких, блядь, ваххабистских сектах стояли, блядь, игиловцы, блядь, где нахуй вы, мусульмане, татары, татарстанские? Все сидят в тюрьмах, блядь, ваши братья, сектанты эти ебаные. Qani, блядь, shular? Qani bittasi ham yo'q. Kallasiga, qutag'im hammasiga. Кутак башлар нахуй. Если вы боролись, блядь, за секту против этой власти, нахуй, если вы по вашим, блядь, книжкам ебаным, нахуй, говорится, что вы, эти гандоны, какие-то, блядь, мы неправильные, нахуй, мусульмане, ну тогда, если вы правильные, нахуй, давайте бірләшіп, нахуй, урысны сыгып чыгарык, нахуй, а потом мы с вами договоримся как-нибудь. Баламуты ебучие, блядь. Революцию захотел, жить устал. Ну да, вот ты правильно. Ильдар какой-то из страны чухнул, сидит там уже. Вот такие вот. Ухысма, Джамагат, ишьтасызма? Это Ильдар какой-то мне пишет. Уебок, блядь, какой-то татарский, нахуй, блядь. Газауат басту керек. Газауат басту керек. Мешеттерді имамдар менен сөйлесерге болмайымы? Болмайымы? Білмеймін. Білмеймін. Имамlar bütünüsü satılgan. Все станут, ты ляжешь. Ильдар, давай, дыши отсюда нахуй. Манкурт какой-то татарский зашел здесь, мне еще лечку лечит, блядь, ублюдок. Hozir Rossiya Ukraina bilan ovora, shundan foydalanib ko'p ish qilsanglar bo'ladi-yu. Ты сам из бывшей Украины. Читай мне сура Табарок, раз ты так знаешь ислам. Читать тебе суру, я весь Коран не знаю. Рамзан Кадыров — это великий лидер своего народа. Тимур Самарканд, давай дыши нахуй. Кутакбаш, блядь, не позорь узбеков нахуй. Пиздалис ебучий. Так, съебись отсюда, узбек, блядь. Ненавижу вот таких, блядь, узбеков, которые нахуй топят нахуй за Кадырова, блядь. Кутакбаш, блядь. Узбекка, вот лично узбекка отвечаю. Чупашила ебучие. Если ты за Кадырова топишь, самаркандский, черт, блядь, значит ты, блядь, ты, да ведь, манкурт своего народа. Поэтому, как говорится, без узбеклер, мы тебя обоссым нахуй за твое вот такие действия, блядь, которые ты топишь за Кадырова, который, как говорится, мочит свой народ, издевается над чеченцами. И если ты это поддерживаешь, гнида, блядь, значит, нахуй, ты готов даже нас сдать, узбеков. Надеюсь, я тебе донес, блядь, мысль. Да. Тимурлар все портят. Осундай, Тимурлар все портят. Да заебали они нахуй. Ёлка, есть адекватные узбеклар, есть нормальные, которые как бы, как я, топят, да? Но, блядь, нахуй. Яртысынан көбі коммунизм, баттагилар, блядь. Коммунистлары заебали, нахуй. Ну, не видели? До этого, помните, я один раз рассказывал, как какой-то черт, нахуй, где-то, блядь,
Блять, то ли в Узбекистане каком-то этом сказал, надо Украине помогать нахуй. Сука, блядь, какой-то депутат или кто нахуй, блядь, или кто, блядь, сказал, блядь, Узбекистан должен помогать нахуй на Украине, блядь. Ёп ты, конь, блядь. Таких надо нахуй сразу на кол сажать, блядь. Были нахуй такие, блядь, нахуй. Чупашилы, нахуй, подобие этого. Коммуняга Ахумбабаев. Коммуняга Ахумбабаев, блядь. Гандон Ахумбабаев полностью нахуй сдал узбеков в свое время. Полностью нахуй. Вот такие коммуняги нахуй наших предков издали, блядь. Которые урыс ягына үтіп алған шул вакытта. Я говорю это чисто вот в течение этих 100 лет, которые мы прожили. Вглубь, если углубляться, там пиздец, наверное, там. Кто кого продавал, не поймешь. Да, орки с Мордора, блядь. Ну, Курский, блядь. Про Курский уже мы пока молчим, потому что Зеленский сегодня сказал, что у них все нормально. Они ждали, что на них попрут. Поэтому как бы проблем нету, он сказал. Все под контролем. Ну, я думаю, я тоже насчет этого согласен. Потому что, блядь, народ не спит. Вон там этот, эти, блядь, как называется, эти скидывают. Блядь. Салют, короче. Этот, перебил сам себя так. Зеленский сказал, что у них все под контролем. И я хотел добавить насчет любой, который идет на такую атаку, вот это, наверное, любой, даже идиот это знает, что на них могут напасть. Но они пошли на это. Они пошли. Не то, что без башкортлар, татарлар, куркабутарабас идем мы против них, блядь. Мы на Москву не идем, но против них идем, блядь, за украинцев. Не идем, а против украинцев идем. Идиотизм. И вот они, получается, они, само собой, знали, что на них нападут. Но месяц, наверное, они тоже сами охуели, не думали, что месяц они могут там еще быть. Еще, ну, да какой месяц? Уже сколько они? В августе было, да? Уже больше месяца, блядь. Сегодня уже 12-13, блядь, сентября. 1,5 месяца уже, прикиньте, грубо говоря. Какого они там вошли? 8 там или августа зашли они? Вот прикиньте, они же нормальный человек, который идет на чужую землю, они же знают, что на них пойдет. Вот Путин же пошел на Украину, э, вот он не думал, что на него будет обратка, блядь, ответка. Он не думал, он же думал, что за 3 дня возьмет. Хуй-то там. И тут, получается, Зеленский там, ну, конечно, не Зеленский, там военные, короче, которые, генералы там, что, тупые, думаете, что ли? Они что, не знают, что на них могут напасть? Они на чужую землю заходят. И получается, у них было все под контролем, само собой. Поэтому как бы им терять нечего. Если даже их выгонят оттуда, это нормально. Это нормально, это война. Поэтому не нужно тут нахуй потом, блядь, истерить то, что, блядь, это узкожопым говорю, истерить то, что их выгнали или там не наоборот они дошли до Воронежа. Так что я 100% поддерживаю эту такую тактику, потому что нас тоже это ждет. Башкортостанга, что думаете, Башкортостанга, когда мы будем заходить, вы думаете то, что мы зайдем и на нас не нападут? И нас распространенными объятиями будет кто-то встречать? Хуй-то там. Вы думаете, нахуй, нам манкуртов не выпустят? Собак этих недорезанных. Бірінші, готовьтесь, айтам башқұрт пен татарға, өзіміздікілерді үтіреге. Готовьтесь шунарға. Мен әзірмін. Потому что у меня нет выхода. У меня, как этот Алсынов говорит, сказал, у нас нет другой земли, нам некуда уезжать. А вот этот әрмәнләр, кутакбашлар и всякая вот эта шушера, блядь, из узкого мира, они должны уехать к себе на свою землю, нахуй. У каждого своя земля.
И поэтому, как говорится, он сидит теперь сейчас. Вот поэтому я и говорю, что на нас попрет наши же манкурты. И поэтому мы должны готовы быть, что их или мы штабелями ложим, или нахуй их забираем к себе в отряд. И идем дальше. Но суть, как говорится, предупреждение будет нахуй. Без нёкка үтегез deyip. Ütмей екен. Все, прямое нахуй поражение. Жалости на войне не бывает. Бывает только или пленные, или убитые. Все. Два варианта. Другого нету третьего варианта. И к этому мы должны быть готовы, потому что онда может быть сенің туғаның да басып тұруға, в лобовухе твоей. Там брат может там, или через 33 пизды колена нахуй родственник. Выхода нету. Мы должны готовы быть, потому что первая полоса будет, это наши манкурты. Русские потом придут. И то они тоже русские не будут. Они будут марийцы, чуваши, мордва, тамошние украинцы местные. Вот кто-то такие будут. А узкожопые потом еще придут, блядь. В конце, может, блядь. Манашу Эверляна ведь Суляган Кешеюк. Нужно глубоко размышлять об этом. Глубоко. На что ты способен? На что ты сможешь руку поднять? На кого ты сможешь руку поднять? Где ты сканешь нахуй? Где ты, блядь, не сможешь, блядь, стрельнуть? А за тебя кто-то сзади стрельнет, потому что ты сдохнешь оттуда. Манашу процессларно мы должны обговаривать, кто и на куда, как пойдет это все дело. А без говна Суляган Кешиюк, а то все, блядь, бьют нахуй кукракям. Вот мы военные нахуй ждем, военных ждем, того ждем, пятого. Чего вы ждете нахуй? Особенно этот Рафис Кашапов, блядь, пиздобол, блядь. Взрослый мужик вроде, блядь, нахуй. Шуларга туганлар, сіз аңларга тиешсез бүтүн әйберне. Мына мен белмим, мен үземне мына мировоззрением буенча мен сезгә доношу все это дело. Бу уен түгел бу. Бу уен түгел, бу көрәш. Көрәш, менә безнең национальный Башкортстанны, Татарстанны нәрсәбез, спортыбыз бар, көрәш. Менә шул көрәштәбез без хәзер. Без тулдык икән, инәбезне карныбыздан төштекме, без уже көрәштә булырга тиешбез. Чөнки без кутак белән тулдыкмы, күкәй белән. Значит, безнең күкәебез бармы? Значит, без уже көрәштәбез без. Без бит хатын-кыз түгел. Хатын-кыз өйдә көрәшә. Бала туа, туда-сюда бала карый. Ә без урамда, без күчәдә. Мы сторожи своей семьи. Мы так созданы. Аллах Тәалам шулай сделал нас. Бүреләр дә шулай ук. Бүреләр дә үзене, как говорится, семьясын защищает. И bütün жәнлекләр дә шундый ук. Bütün хайванлар да шундый. Ә без даже шул хайваннан да слабыйга әйләнгәнбез. Хайванларга Аллах Тәалам 4 нәрсәдә йөрүгә биргән способ. Ә без 2 аякта йөрибез. Безгә удобство биргән Аллах Тәалам. И мый биргән. Карап торам, мыебыз юк безне. Тупойбыз. Мы привыкли, у меня такое чувство, да, ведь вот когда вот люди зомбируются, у них мысль только остается, мне кажется, такой вот. Где бы деньги заработать, где бы пожрать, побухать там. Вот такой логике живут Башкортостанда, Татарстанда люди. Я не могу понять вот этого. Зачем мы вот до такого момента опустились? Ты все равно, блядь, нахуй эти 2 ляма ты не сожрешь. 200 тысяч не сожрешь. Не влезет оно в тебе все равно. Просрать можешь, но не сожрать. Но они
как заработанные. Если ты живой, допустим, вернешься, но ты, значит, убил кого-то, ты убил невинных людей, взорвал города, зачистил города, и ты радостно привозишь этот харамные деньги, своей семью кормишь. А Аллах Таалям нәрсе айта? Харамными деньгами не кормите семью, дея. Это где видано такое, что во время нашего Мухаммада пайгамбарымыз нәрсекей пророка, этот, он платил кому-то деньги, чтобы он пошел на войну. Где такое видано? Явно, я уверен, такой херни не было там. Они все шли ради Аллаха, не ради денег, понимаете? А вы идете ради денег, вас купили. Ваша жизнь 2 ляма, всего лишь 2 ляма. В месяц 200 тысяч ваша жизнь. Ваша жизнь 200 тысяч, это 2000 евро, блядь. Ваша жизнь. И вы после этого гордо, блядь, инвалиды там, полупокера нахуй, возвращаетесь. То ноги нет, то руки нету, блядь. Но зато медали есть. И что вы доказали? Вот представьте, Индахаза, мен со всех сторон пытаюсь добивать, да, вас, блядь. Со всех сторон хочу заехать, да, на своей кобыле, нахуй, косой, блядь. Вот, допустим, вы вернулись, все, да, и тут заходим мы. Мы рано или поздно зайдем, Алла берса. Мен Алладан шуны сұраймын, мен кіремін deyapman, мен тайярмын мен. Вот мы зайдем, и вы там живете потом. Мы же вас найдем, блядь. Мы же поймем, что вы оттуда. Вы же не сможете скрыть, что вы были на войне на Украине. Как вы потом с нами общаться будете? Но я считаю, что кто был, это будет как во время Сталина предатели Родины. И вас мы будем, наверное, посылать куда-нибудь на Колыму нахуй. Примерно такую тематику надо будет создать. Вы пойдете в шахты нахуй. Кстати, мой дед из-за этих пидорасов нахуй работал после войны в шахте нахуй, в Перми. Угольные шахты там в Перми есть. И эти гниды нахуй заставили их, всех мужиков отправили с аулов в шахты. Потому что, наверное, людей не было в шахтах работать. Аллаха шикр, он живой вернулся, прожил какую-то свою жизнь и умер по болезни. А шахты в то время были опасные. В любое время могли бы завалить и взорваться или что-то в этом роде. Если они сейчас тоже дряхлые, все взрывается постоянно. Так, сейчас комментарий почитаем. Так, есть прикол, новые 100 рублей, сзади карта РФ, и там нет Курск, Белгород, 3 города, не помню. Как манкурты это не видят. На месяц свет отключит, так РФ, чтобы зомби-ящик не смотрели, может проснуться. Манкурт, так, после узких, так, манкурты көтпен көрісіп жүр. Так, понятно, так. И тут комментарий в ТикТоке. Осандайн Тимурлар, так, Самарканд, он найдет тебя, Дон. Так, здесь я остановился. Кто такой Охам Бабаев? А ну-ка расскажи мне историю этого человека.
Никогда не говорю, что надо помогать Украине. Узбекистан всегда будет с Россией. Точка. Вот этот Манкурт пишет, Узбекистан никогда не говорил, что надо помогать Украине. Узбекистан всегда будет с Россией. Точка. Пиздец, нахуй. Поражаюсь, блядь, шундай узбеклерден, блядь. Ну что поражаться, если юрист, блядь, нахуй, этот Бахром, блядь, который защищал всю жизнь узбеков в Москве, переобулся недавно и везде, нахуй, сказал, я его даже комментировал, что, блядь, нахуй, узбеки воюют за Россию в Украине. Блядь, он сам сказал об этом, нахуй. В тот момент, как, блядь, в Узбекистане за это есть статья посадить. Видите, двойные стандарты, нахуй, у власти Узбекистана. Потом они еще пиздят про то, что они, блядь, нахуй, невъебенные, нахуй, манкурты. Это все Советский Союз. Советский Союз научил пить водку тюркские народы. Ну да, да. Этим они взяли. Этим взяли, чтобы обрусели. Они поняли, что бухлом можно сделать человека другой нации, блядь, сразу. Перекрестились, так скажем. Я казак, молю Аллах, субхану тааля, открыть сердца татар, башкұрт бауырларыма. Аминь. Алла берса. Ассаламу алейкум с Казахстана. Ва алейкум ассалам. Рахмат аға. Қалайсызлар? Яқшы, яқшы. Өзілер қалайсызлар? Яқшымысызлар? Вот. Вот этот опять, блядь, Федор, блядь. Как этот Федор заебал меня. Вам не нравится Россия, русские? Вот нафиг тогда пишите на русском языке. Зачем вы это терпите? Это как, блядь, нахуй этот. Где-то сегодня что-то я видел, что как эта женщина возмущалась, то, что говорила, что, блядь, русские вы ебанутые, нахуй. Этот, кричите, этот русский мир и так далее. Ну, тогда, блядь, если везде у вас русский мир, и вы там топите за русский мир, ну, тогда нахуй. Башкортостан это земля для башкортов, Татарстан для татар. А где ваша русская земля? Вот она вот таким образом предъявила вам, блядь, узкожопым. Ну, я уж неправильно чуть-чуть рассказываю. Короче, она суть такая, что сказала, блядь, нахуй, все земли, то ли 28 она говорила регионов, 28 регионов, и все они земли, как говорится, не русских. Так что, блядь, нахуй. Во-первых, нахуй, вы финно-угры, блядь. Вы же даже не русские, блядь. Финно-угры, блядь. И, как говорится, у вас нету земли финно-угров, дебилы, блядь. Так что поэтому вам, нахуй, в тряпочку надо молчать, дебилы, блядь. А ваш Путин, нахуй, ваш подставил. Путин старик уже, он все, он отжил свое, блядь. У его не будет завтра. Но вы, пидорасы, потом же, блядь, с нами вам придется жить, блядь. Это ладно, я, блядь, пытаюсь что-то, блядь, адекватно что-то говорить. А вы что думаете, нахуй? Там в Башкортостане, в Татарстане нет наших таких замороченных против узкожопых, таких, которые будут вас ебашить, нахуй. Есть такие, нахуй. Просто пока им воли нету. Есть такие тоже, которые, блядь, ненавидят вас. Вся эта, блядь, шушера, блядь, все закончится, вы узкожопые-то останетесь с нами по соседству все равно. Потом будет вам пизда, нахуй. Может, лично не тебе, но, по крайней мере, нахуй, твоей, нахуй, узкожопой нации будет пиздец. Мен шуларға алып тұрамын енді мына урыслардан әймі теге бошлары жоқ енді мен мына порой білесің мына мен мына Ресейда бит енді мен дохуя яшадым бит мен Ресейдан да енді я понимал что Ресейда урыслар
по сути, туповатые, блядь, нахуй, порой. Вот мне казались они туповатые. Они могли, блядь, тебе такую хуйню какую-то сказать, вот реально, блядь, укымаганлар енді, укымаганлар. Оларны бөтенесе укыган түгел да енді, оларны когда, блядь. И меня удивляло вот такие вот, как вот выпады такие, типа, тогда что ты на русском говоришь? Блин, я поражался над такими людьми, блядь. Вот подобие того, если они вот так говорили, почему? Ну тогда ты, блядь, ты в Башкортостане живешь, идиот, блядь. Учи тогда башкорт тілін, татар тілін. Как ты с нами хочешь, блядь, разговаривать? Тормоза, блядь, тупорылые. Через переводчик тогда будешь общаться? Шүкір Алла. Жаным да жүрегім де қазақ. Орыстан жері жоқ қой бауырым. Шуны айтаман да, орыстың ері жоқ, а они хотят, как говорится, на наших землях что-то делать. Ничто не вечно, скоро они получат свои наказания, иншаллах. Да, 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 Алла верса. Алла верса. Шундай халлар, дуслар. Ну, бүгін кіші әзірек. Жұма, наверное, как раз таки вот эти алкашня бухарики, наверное, бухают. Людей мало поэтому. Вот. Пятница. Гужбаня там, наверное. Урыслар белән бергә. Как мне они говорят же. Ичәсең, ты тартасың. Мне же пишут они, блин. Аллаға шүкір, мен içmейм да, тартмыйм да. Такие у меня нету делов. Мне это не надо. Тут әлі içмәсәң дә әлі еле ходишь. Этот. В таком... В такой земле, как говорится, и с бухлом, и куревом, нахуй, раньше сдохнешь. Потом из-за того, что Золотая Орда оберегала Московию, русские в численности увеличились. Интересно. Не раб, а те, кто по Волге тащили лодки. Ну да, бурлаки, блядь, на Волге. Бурлаки на Волге, блядь. Я поражался еще над тем, что вот они же, блядь, своих чертовых каких-то писателей, нахуй, возвышают, блядь. Как будто у нас не было писателей. Как будто у нас нету, блядь, истории, блядь. Вот это меня убивает еще в их логической тупости, блядь. Потом они говорят, что мы умные, блядь. Вы, придурки, были бы, может, умными, если вы не сожгли бы нашу историю. Понимаете? Из-за позора того, что мы умные были, наши предки, они сожгли это, и чтобы нас сделать тупыми. По идее, у нас они не понимают, вот сколько этих, вот говорят, как вам это объяснить? Вот ученые, которые роются, блин, в этом, во всяких, как это Путин говорит, как это, идентичности, ну так скажем, не идентичность, а в наших генах, которые гены проверяют, то все, они не понимают, что безнен конда в наших генах, даже может наши в коже, мы не знаем, хоть где, не в сердце, а именно в наших генах уже, как говорится, заложена вот эта тактика, так скажем, ну, вот этой идентичности. И поэтому, как говорится, нас просто так, я считаю, не искоренить. Поэтому узкожопые эти, блядь, узкие не подумали об этом. Они думают, что нас уничтожат или там что-то в этом роде. Нет. Гены невозможно уничтожить.
Qozoq u qozoq bo'lib qoladi, boshqirt boshqirt, totar totar. Но мозг можно атрофировать вот этим манкурством. Можно атрофировать манкурством, атрофировать можно, но гены нельзя. Поэтому, когда они уничтожали нашу историю и так далее, книги нас сжигали, они не подумали, что гены-то есть. Получается, значит, надо было полностью геноцид делать. Надо было с корня нас нахуй истреблять. Но не додумались, значит, блядь, безмозглые нахуй. Предки ихние и сейчас тоже безмозглые нахуй. Шуларга безнең канда барыбер ул әйбер бар. Без башкорт, без татар, и мы не должны, как говорится, от этого ну, отдаляться или там отказываться. Вот этого у нас не должно быть. Бездә только булырга тиеш, блядь, как говорится, самосохранение. Потому что оно есть у нас уже. Аллах Таалям за нас придумал это все. Мында урыслар ничего не могут безгә эшләргә. Просто обидно то, что есть один патология людей, что они своим нафсом не могут исправиться. Безнең башлыклар, бөтенесе. Обычный кешеләрдә деньги. Патология это 21 века, это деньги. Айтам бит инде, как все говорят там на словах, да ведь, инәсен дә сата, атасын да сата акчага. Менә шундый заманда без хәзер яшибез. Һәммә нәрсәне сатып барышады, чёртлар, блядь. Потом думают, блядь, что же так происходит? Почему так? Почему так? Да потому что халык акчага үлгән. И добавлю вот от себя еще. Любой кеше, он должен, по сути, работать. Любой кеше хочет что-то там себе приобрести, там, сейчас в 21 веке, допустим, телефон или что-то там, и он пытается откуда-то что-то там откопытить. Это нормально. Это понятное дело. Любой хочет денег, там, что это нормально. Это все понятное дело. Но способы-то разные есть зарабатывания денег. Если зарабатывать деньги именно вот этим способом, как делают сейчас башкорт, блин, татар, идут за какими-то 2 лямами там или еще чем-то, я считаю, лучше не зарабатывать такие деньги вообще, если пришло время к этому. И они это перекрывают тем самым, что они защищать едут. Они типа едут защищать, а когда их ловят, короче, и вот этот украинец начинает их допрашивать, они переобуваются, говорят, ну, нас заставили, там, туда-сюда, короче, у меня кредиты были. Да кому твои проблемы нужны, блин, на Украине? Какого черта ты, блин, поехал за деньгами? Мне просто вот, допустим, да, ведь пример приведу, я уже об этом тоже где-то говорил, так скажем, можно сказать, разводом. Почему у меня получился развод с женой? Потому что она сказала мне в наглую, через какое-то время, как я уехал, она там из-за тупости ее не выехала, документов не было. Этот говорит, вот ты, говорит, обратно приедь, говорит, если заберут, говорит, 200 тысяч будешь зарабатывать. И это мне, говорит, так скажем, в кавычках, это
жена. Зачем это мне нужно? Во-первых, у меня была работа стабильная, все нормально, жил я в Москве, никого не трогал. И тут нахрен мобилизация. Потом через какое-то время, там грубо там, не знаю, вот не помню, сколько времени прошло. Прошло, наверное, пару месяцев. Так, я себя чухнул в сентябре. Так, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Через 4 месяца. Через 4 месяца где-то, или 5, ну 4-5 месяцев, грубо, мне такой выкидон. Типа, говорит, вернись и, говорит, пойди, говорит, воевать. Все, men ayırıldım потом onlardan. Men aytdim, menga kuch brigada kerakmisan dedim. Menga nahuy keraksan dedim. Shunday xotin bilan yashab bo'lamini? Который просто берет тебя нахуй, утилизирует нахуй. O'xshash uchun. O'xshash uchun meni sotib jibara yozdi u, блядь, pataksa. Я был в шоке, блядь. Это люди из России, которые тебя, как говорится, ни во что не ставят, блядь. Meni xotinmini? Meni xotinlar menga boshqirta totarda, birgina totar ilakdi, потом boshqirta totarda menga ilakmadi. Meni xotinlar marilar. Вот шундай хал, понимаете? И вот это меня вообще смутило шул вакытта. Мен айттым, все dedim. Біз ну, ол кіші теге, как бы, в кавычках, мусульманка вроде, туда-сюда, короче, а в итоге вот такая тематика была. Вот так вот. Шуларга мен аңладым, что Россияда хатын-кызлар уже все зомбаками стали. Их только волнуют бабки, их волнует только все вот такое вот. Мен аңладым, что реально какие-то нужны, ну так скажем, жизненные такие резкие изменения, чтобы они по-другому начали думать. А изменения только какие должны быть? Такие, когда будет какой-то ущерб. Ущерб, когда человек увидит, пройдет, может только тогда он может осознает. Поэтому мен желаю, чтобы Башкортостан и Татарстанга кровь из нос зайти и полностью завоевать эти земли. Полностью. Потому что мы это можем. Но для этого нужно собраться нам. Собраться и кеңеш берергә кирәк бер-беребезгә. Мәслихәт белән эш тотып, bütün әйберне эшләргә можно. На шулай. Я считаю, что Казахстан безгә мәслихәт белән дә, башка яклар белән дә безне поддержит. Потому что безгә инәлә торган башка күршебез юк. Как некоторые там прутся в Турцию, там не нужны они нам нахрен. Bizga munosabatni qozoqlar bilangina ishlarga kerak. Eng yaqin ko'rshimiz bilan biz munosabat tuturg'a tejibmiz. Boshqa bizga xalq keragi yo'q. Дальний, ближний нам не нужны. Мы же не можем построить отношения где-то там с Мексикой, как эти размышляют вот эти Рафисы Кашаповой, с Турцией. Нахрена нам они нужны, если они не рядом? Плюс они двухствольные. Человек, если он сидит сейчас, дружит с Россией и с Европой, он никак не может быть с нами друг. Вот это нужно понимать. Это наглую, белый на черный күрсәтеп куелган. Казахстанның халкы ничек относится Башкортстанга, Татарстанга?
и какие дела ведутся, и Турция, какие дела ведутся. Вот от этого и просто нужно размышлять. Поэтому 500 жыл поддержка бермеген Турция хазыр келіп сеңе поддержка беріп қоймай. И не нужно надеяться к этому. И не нужно упрашивать это. И намекать на это. Без джума намазга барамыз. Мустай Карим тоже красавчик. Орыстар болото тұрған, сөзлік жер астында үйлер болған. Біз кей үй хамам болғанда шіріп жүрді ғой. Шуны айтаман да. Ай, орыстар ғұмыр бойына болотта тұрған. Қой елден боласыз. Россиядан. Татар башқұрт елін ноғайма. Башқұрт. Вот. Так. Қатыны башқұрт. Так, марай. Так, мына шындай қатын керек ма? Шуны айтам. Мобилизация кезінде мен орыс емес, өз түрік, тектес татар башқұрт ноғай 6 қазақ даже құттарды. Шулай ол. Тыныш ұйқы достар, ұйқыларға керек. Давай, тыныш ұйқы. Исән сау. Мына тартыландар. Турки забыли, кто они. Да, түрікті бөліккі. Шуны айтамын да. Қазақ, қырғыз, өзбек, татар, түрікмен, башқұрт, ноғай біз қыпшақпыз. Шуны айтамын да. Просто бұл әліге исәнмісіз, брат. Исән сау. Так, шуны айтамын да. Вот эти вот, которые туркоебы, я их называю, блядь, топят за Турцию, они меня заебали, нахуй. Честно. То шунарға айтам бит енді, только арда ясарға керек. Мына біз өзімізді или құрылтай, или арда. Мына только вот этой темой нужно нам этот заморачиваться. Потому что біз бірге болсақ, біз шунда ғана жеңе алабыз бүтін нәрсені. Бізге бір кім бір нәрсе қыла алмайды. Рыпнуться даже не смогут. Ни Китай, никто. Вот этих тоже паникеров, нахуй, я не понимаю, что этот нам нападет, этот. И сим башта булен, блядь. Булен, блядь. Сим башта булен, башка кыл, укыл. Нападение придет, блядь, отобьем, блядь. Сим башта буленерге, блядь, нахуй, күтіңні көтерген. Или уже что кто-то нападет. Это получается те черви, нахуй, которые, нахуй, не хотят отделяться. Это такой пропагандоны, нахуй, который, блядь, нахуй, намекает мне, вроде втираются в отношения и типа говорят, вот типа, если мы будем отдельным, на нас нападут. Поэтому надо это делать, это делать. Ну, блядь, нахуя нам это, если мы еще не отделились, блядь. Ты отделись, а потом уже, нахуй, лечи другие, блядь, моменты. И исходя от этого можно понимать, что этот ублюдок намекает на то, что, блядь, нам нельзя отделяться, что мы как бы с Россией, это будет нормально. Как бы на нас никто не нападет. Да, они только будут нападать на Украину, там, на Грузию, Чечню, там, всех разъебывать будут они, но зато мы, блядь, в защите. Дохнем зато. Сдохнем за эту, блядь, путлерскую, нахуй, тупую войну, блядь. Узкие писатели, манкурты народов. Казахстан, время дурт. Так, мында сағат 1 болды. Мында 1 әлі. Шунды хал, дуслар. Поэтому я считаю, что нам, Башкортостан и Татарстанга, нечего бояться.
Потому что bizning eng yaqin туганнарыбыз bu qozoqlar. Biz qozoqlar bilan birga bo'lsak, bizga itda yabishmay, itda kelmay bizga. Да какой там Китай нахрен? Да даже никто не рыпнется. Э, Bizga может кто рыпнуться, Башкортостана, Татарстанга? Только урыслар. Они могут какое-то войска опять собрать там, оставших, блядь, ублюдков своих. Они только нам могут прийти. К нам кто придет? Кому нахуй мы не нужны, кроме русни? По всей России, нахуй, орудуют только эти узкожопые, нахуй. Вот это вы поймите. Никто к нам не придет. С Пакистана, с Бангладеша там, или с Японии нам никто не придет. Нахуя им нужны мы, блядь? Bizning проблема o'zimizni ishimizda, mana shunda qirda, блядь. Из них этот, если мы сумеем, блядь, избавиться нахуй от них, блядь, то тогда только может какой-то есть этот факт нахуй, что мы сможем что-то этот создать. А до этого невозможно. Невозможно. Потом еще где-то описывалось того, что кто-то мне рассказывал или что башкортлар элек заманда, и вроде Руслан Габасов в каком-то эфире рассказывал. Он же как бы историк тоже, типа, говорит. Типа, по его словам, блядь. То, что башкортлар Оренбургка юригенлер, и у них был какой-то Курултай там в Оренбурге. Получается, значит, Курултай, если там был, значит, Курултай был с казахами. Значит, Оренбург-то был какой-то Курултай. Если Курултай был, получается, значит, bizga, значит, o'zimizni bir Qurultayimiz bo'larga тиеш. Не Туран какой-то там, еще какой-то Хуяны, Муяны, Куяны, не надо нам. Вот Курултай. Обычное слово Курултай. Курултай. Курултай, вот понятно уже. Курулган, Курулган. Курулган деген сөздәндер инде чыккан ул. Курултай. Вот. Шул Курултай безгә җиткән. Можно его перенести в Оренбург, можно перенести его в середину Казахстана, разницы нету. Главное туда слить. Получается, bizni татар bilan boshqirdni qozoq, o'zbek, qirg'iz. Mana bizni tilimiz bir. Если хочет, turkman kirgan может, если хочет, не знаю, афган bilan фарси kirgan может, таджиклар, допустим. Вот, примерно вот это должна быть у нас аудитория. Нам чужие нахуй не нужны там. Вот эта аудитория, если bizga ko'tariga, хотя бы, это уже будет огромная тема. И вот еще насчет, вот это я говорил вчера или не говорил, не помню, или сегодня в мозге прокручивал, насчет денег. Наверное, да, на сегодня я хотел сказать, вспомнил как раз. Насчет денег. Допустим, Башкортостан или Татарстанда может быть какая-то там купюра своя, да, ведь не эти деревянные рубли, блядь, чертовые. Получается, сделать могли бы мы вот такую тематику. Вот как Евросоюз. Манда 28 страна. Почему вот задавали ли кто-нибудь по экономической стороне? Вот, допустим, он обитали тоже никто не обсуждал. Я видел где-то, когда-то в какой-то группе сидел, мне скидывали купюры Татарстана, короче. Люди как бы уже шизанутые там приготовили какие-то эти татарские деньги будут. Мечтают иногда. Там паспорт татарский, деньги татарские они. Ну, эмблемы я видел. Макеты. И вот я представил такую тему. В Башкортостане можно сделать свои деньги, в Татарстане свои. Но у нас Курултайский союз, допустим, если у нас будет этот Берләшкән мәмләкәтләр эшләсәк, без как Евросоюз эшләргә можебыз. Союз, допустим, Азии, там, я не знаю, Евразии можно назвать как-то, я не знаю. И шунда бер акча чыгарга кирәк. Евро белән долларга каршы. Наверное, экономический яктан у 28 страна кушылгач Европада, шунарга ул мәхкәмләнгән ул акча. Потому что 28 странаның экономикасы кергәч,
шул акчага. Шунарга евро хазыр больше, дороже, чем доллар даже. А доллар почему дорогой? Потому что Америка экономически бай, үзегене. Шунарга он доллара держится. А Евросоюз такой не был бы, если только был бы евро, допустим, в Германии. Раньше в Германии тоже другие деньги были. И во Франции были франки там и так далее. В Норвегии там эти до сих пор там и другие свои деньги есть в Норвегии. Эти чертовые кроны, короче. И в итоге, исходя от этого, этот вот этот союз создал экономический прогресс, шунарга акчалары бийикләнгән. Ә без нәрсә? Алардан кәм җиребез бармы? Татарстан, Башкортстан, Казахстан, Үзбекстан, хаммамыз керсәк, шунда ясасак какой-то акча общий, который будет эквивалентом евро белән долларга, который может аларны да сыгып ташларга кирәк булса. Вот только тогда мы сможем усилить свое, как говорится, пространство по всему миру. Вот когда у нас будут общие деньги. У нас будут и свои внутри, потом, может, потихоньку их уничтожим. А потом будет вот этот Евро-Азия, банкнота какая-нибудь такая мощная, там, блядь, до хуя нулей не было, как в Узбекистане, блядь, тоннами они носят, нахуй, этот макулатуру ебаную. Вот этого не должно быть. Нулей не должно там быть, нахуй. Нормальные деньги должны быть, которые человек может целый миллион, там, допустим, денег закинуть себе в карман и идти. И в итоге, короче говоря, он должен быть компактный, блядь, немного весить, нахуй, гектарами каягаса эшләттерге кирәк миллионарга, блядь, экономичный, нахуй. Но зато эквивалент его, нахуй, должен быть, нахуй, не меньше, нахуй, евро, не меньше. Допустим, вот деревянный, нахуй, сейчас 1 к 100, а у нас тоже не меньше должно быть в экономическом прогрессе. Вот это будет уже, блядь, наша, так скажем, совместная какая-то работа, крутайская. Ну, так скажем, да, ведь вот. Вот продвижение. Вот такие тематики, блядь, никто нахуй не обсуждает, блядь. Все, блядь, нахуй. Все мы обсуждаем только о том, что, блядь, нахуй, когда же, блядь, Путин уйдет, когда же мы Навальных поставим, или Навальные нас выебут. Вот какая-то вот тупая, нахуй, блядь, вокруг да около, да, вокруг да около мы ходим. Шунарга, я считаю, что, блядь, нужно ставить цели более масштабные, нахуй. Что без, значит, мы заходим, берем, блядь, свою свободу, нахуй, и начинаем развиваться. Вот наша задача, а не такая, что, блядь, нахуй, что, блядь, будем ждать, нахуй, когда Путин уйдет, потом Навальный придут, нас опять раком будут ставить, или потом еще, блядь, Ходорковский. Мы не должны такие дела делать, блядь. Мы должны, нахуй, наоборот, Кишина, блядь, обогащать тем, что мы сможем. Мы будем вот это делать, все, вот эту тему. Само собой, там, подымем пенсии, зарплаты, нахуй, в школах, блядь. Сегодня, кстати, скидывал в Телеграм, вспомнил тоже сейчас про это, что в Татарстане, оказывается, зарплата учителя, блядь, потолок там 45 тысяч рублей, оказывается. Пиздец, нахуй. А пенсии зато, нахуй, блядь, этим учителям, что ли, вроде бы, нахуй, 20 тысяч, блядь. И никто, нахуй, короче, в учителя не идет там, что-то такое, жалуются, блядь. Ну, а в Башкортостане еще хуже. Что, в Башкортостане, думаете, лучше Татарстана? Нихуя. Татарстан чуть больше платит как-то, он выжимает откуда-то там, пиздит нахуй из Москвы нахуй. А в Башкортостане пиздит у нас Хабиров все. Поэтому Башкортостан, он ниже, он всегда был ниже Татарстана, блядь. Грабежей, потому что больше в Башкортостане, блядь, нахуй. Шунарга, отличие Казани, почему она такая крутая, блядь, чем Уфа. Вот в этом-то и есть отличие, потому что, блядь, безнең халыкны, блядь, камбагал итеп беттеләр инде, блядь, безнең башлыклар, манкуртлар, бөтенесе, которые не дают нам, нахуй, прогресса, блядь. Вся молодежь, нахуй, съебалась, нахуй, куда-то, неизвестно, нахуй. А другая, блядь, часть, блядь, работает на севере. 20 тысяч рублей это 100 тенге. 100 мең тенге. Ну, блин, 100 мең тенге это у вас много или нет? Ну, вот когда говорят 20 тысяч, я тоже вот поражаюсь. Вот, допустим, мне уж тоже хвастаться нечем, блядь. Ну, Аллаха шükür.
вот это государство мне дает каждый месяц 200 евро. Просто, чтобы я не сдох здесь. 200 евро дают. А там, получается, блядь, 100 лет нахуй работающий и потом выходит на пенсию, человек 20 тысяч получает. Да, минимум НК. Вообще он мало. У моей мамы пенсия 10 тысяч рублей. 20 это уже, блядь, нахуй прогресс. А так 10 нахуй. 10 тысяч рублей. И в Тюмени, которые работали и в Башкортостан вернулись, ну, у них чуть там побольше пенсии. Вроде бы говорят, не соврать, до 25 тысяч. А, кстати, у меня еще там есть родственники, короче, менты, короче. Менты вроде получают пенсию нахрен, не спиздеть, не соврать вам. 25 тысяч вроде менты получают пенсию, которые оттарабанили 20 лет. Они получают 25 тысяч пенсию, вроде бы. Вот так вот. Пенсия мента 25 тысяч. Вроде вот так. Так что, Шулай, ну, может, сейчас повысили, не знаю. Ну, суть такая, что не ахти, короче, не ахти. Да, самый богатый край РФ это Башкортостан и Татарстан, но зато без бір ақшасын да көрмейбіз, вообще ничего. Қыпшақлар біз, өзбеклер қарлұқтар. Пока өзбек, қырғыз ауызбіршілік жақсы. Сәні так, татар алға. Согласен 100%. Наполеон Мәскеуді алғанда қазақтарменен бірге башқұрт болды. Шуны айтам бит инде, мында хәтле вот Северные Амуры келген бит инде, французы, я где-то тоже читал, французы как бы про это помнят, они жестко помнят про это. Вот по этой тематике тоже я хотел как бы в свое время высказаться, но откуда выскажешься? Никто мне не дал этой воли высказаться. Говорил об этом, где-то я говорил мы, не говорил мы. Ну, я высказывался еще в то время в группе Кашапова был вроде бы. Я им и так говорил, и так говорил. Нет, у них нет движения, они не хотят двигаться. Нет движения, они просто, блядь, балаболят, как вот навальнисты нахуй. Нет движения, у них нет. Даже навальнисты, наверное, резче, наверное, балаболят и выдвигаются, чем в эти Кашаповы. Вот, за Татарстан. Нет, здесь просто игра идет, вот и все. Игра на то, что просто они когда-нибудь захватят власть и все. И хотят под себя замять власть. Холокна опять создать этот диктатуру. А я не хочу такое. Поэтому мен холокка постоянно айтам, Башкортстанга, Татарстанга, біз өзіміз бүтін президентні қоюға тиішбіз. Мына біз өзіміз. За нас никто не должен думать. Там не Турция, там еще какие-то другие страны. Мы не должны склоняться. Если за нас кто-то будет рулить, это значит, мы уже все, под каблук попадаем. Это не нужно это путать. Башкорты, братья Коми, Архангельскую и Кировскую область себе заберите. И обязательно то, чтобы выход на море, на океан был. И я с удовольствием за это, я бы забрал бы. Мына Перемный Үстін, Башкортостана Перемный Үстін, до конца можно было бы забрать это все. Я в тот раз один раз путал с речками. Вот это Обь, да, там Обь течет. Ну, короче, белое откуда вытекает, белое откуда идет, Кама там откуда идет. Вот это начало, вот начало истоков надо было бы, конечно, отжать в идеале. Но опять-таки там же наверху эти Мокши, Эрзя или кто там наверху. Наверху же эти финно-угры, кстати, как раз-таки вот эти марийцы и так далее. Вверх, кто там, Воркута, там, кто там наверху. Что за земли вообще? Эти узкожопых земли, а узкожопые до этого, кого там они в рабство взяли. Вот это нужно понять. Больно что-то не заморачивался насчет этого. Ну, суть то, что, блядь, я думаю, короче, нахуй, на
на север у нас должен быть хоть какой-то ход, я думаю. Кто-то должен взять. Или нам надо взять, или кто там будет дальше, Челябинский, вот эти зоны, кто будет забирать, там эти буряты будут брать или якуты будут брать. Вот эту тематику надо рвать. Ну, суть, что bir жерде de урыс болмасқа тиіш. Bir жерде татарша сөйле мал. Мал? 20 тысяч рублей это тенге. 100 мың тенге аз минималка айлық жетпейді. Ну, это, ну, 20 мың Россияда это вообще это 3 копейки, это идиотизм полный. Вот, допустим, в Москве нормально, если ты работаешь, ты должен ну, в день 5 косарей зарабатывать, если ты нормально хочешь жить. Минимум 5. Это в месяц 150. Это вот нормально. Вот так вот. Якутия, Гуй, Воркута. Якутия, Воркута, Воркута. Воркута. Воркута, нет, не Якутия шел это. Хз, короче. Карту надо открывать. Так, Мокшел мало слишком. Мокшеларга, если что, автономия бересиздер. Ну да, вот. Нет, вот здесь же я в тот раз говорил насчет этого Нарсекей. Люксембург же есть внутри этого, вот здесь вот недалеко, да, этот Люксембург. Это то ли, блядь, нахуй думаешь Бельгия, то ли думаешь Франция. Ну, млавиту Люксембург, тра, уртада, блин. А без него ты не можешь никуда двинуться. Через Люксембург надо тебе переть в Брюссель. По-другому никак. Потому что у Юлда тра. И получается, также, короче, маленькие, которые захотят отделиться, земли, пусть они будут маленькими, но пусть они будут отдельно. Не надо их нахуй трогать, блядь, пусть у них свои школы будут и так далее. К этому надо склонять всех. Как кто-то говорил, и потом меня заткнули насчет этого, как в Узбекистане Каракалпакстан. Я считаю, если каракалпакский язык, он другой, если они считают себя не узбеками, нахуя их, блядь, заставлять быть узбеками? Вот то же самое. Поэтому как бы заставлять кого-то быть кем-то, нахуй, это приводит, вот Украина, блядь, с узкожопами, нахуй, вот к этому приводит. Это или как, блядь, осетинов, нахуй, делали, нахуй, тоже русскими, блядь, отделяли от грузин, блядь. Хз, блядь, мында, опять без шула, фашизмға келіп шығамыз енді. Если в оконцовке, если мы такие действия будем прогибать, это тоже какой-то клоунада будет. Поэтому я считаю, что еще в Башкортостане, что если будет какие-то школьные мероприятия продвигаться, то там у нас же очень много марийцев Башкортостанда. Ну, вот, допустим, бірінші хатын, допустим, тоже Марика, она с Башкортостана была. Их до хрена, у меня достым мариец бар, бірге оқыған, мы, как бы, их много. И получается, я считаю, что мына Башкортостанда и оларға да нужно как-то школу создать. Потому что они же не могут поехать в Мариэль учить язык. Значит, в Башкортостанда должен быть и марийские школы должны быть. Чтобы они, блин, не забыли свой язык, наоборот, продвигали свой язык. Если мы сделаем их марийцев, да мы не сможем их сделать, мы же не можем их, получается, в ислам приводить принудительно, как Иван Грозный. Получается, мы не сможем их в мусульманство притащить. И язык их не запретить не можем. Конечно, олар тілләрін да білмей, вот в чем прикол. Башқұртстанда яшәгән марилар тілләрін білмей уже олар. Олар урыслашкан, урысқа айланған олар. Крещенные притом. В хлам.
Вообще, алошардинцы хотели, как чтобы мы, как кыпчаки, как штаты жили. Алошардинцы. А алошардинцы кем олар? Караганды. Чтобы каждый регион, как штаты были. А, ну, как штаты, ну, в Штатах же все равно же один президент, или они как бы не подчиняются. Вот тоже насчет Штатов тоже надо изучить. А в Штатах вот сейчас там, Трамп ходит, вот про Трампа я оттуда только улавливаю по такие моменты, что не подчиняются друг другу, не подчиняются друг другу. И вот Трамп ходит в один штат, другой штат, и как бы, и говорит, там просит что-то там, чтобы за него голосовали, и тут просит. Вашингтон ничего не решает. Получается, каждый штат, получается, в Америке решает сам за себя. Хочет он, будет голосовать за этого Трампа, и хочет за этого Харрис будет голосовать. Шулайнда, типа, а? У нас три джуса, как три штата были. Понятно, понятно, понятно. Ага, понял. Ну, нет, если мы такую тематику Башкортстана сделаем, то у нас точно опять порежут друг друга. Это будет вот это безнең Уфа ягы белән башкортлар белән там это будет война. Поэтому как бы такую волю нам нельзя давать. Нам такую волю вообще нельзя давать, потому что татар белән Башкортстанда сожрут друг друга из-за Казани. Казань даст такую наводку, чтобы бунт татар может быть в Башкортостанда. Потому что этому нельзя, такую тему нельзя допускать. Башкортостанда только рульга коярга кирәк башкортларына. И башкортларына таких надо ставить, не нацистов, которые не пойдут против татар. Поэтому татар белән башкортта лишь бы посередине что-то не произошло. Вот чем загвоздка у нас идет там еще. Да. Так. Скандалист, Цумян. Так, что тут? Как вы любите эту Марику, даже русские о христианских Марийках не заботятся. Что-то не понял суть, короче. А если честно, не понимаю, вы же почти один в один. Ну, один түгел инде, койдан один. Башкортлар, татарлар. Это не один, шел, вот в чем прикол. Нет, мы-то один, йоганда. Не в этом дело, а в том, что именно в том, что безне, так скажем, как вот по истории кто-то мне пишет же постоянно, что башкортлар на своей земле живут, а вот татарлар килгән. Олар Башкортстанга килгән. Я в каком-то своем эфире об этом говорил по истории, да? Татарстан ягыннан килгәннәр. А Татарстанга олар каядан килгәннәр? Вот еще где загвоздка идет. Поэтому там идет, если глубже чуть-чуть копнешь, татаров вообще не было. Если чуть-чуть глубже, точнее, не будешь копать, уже когда образовалась нация татар, ну, вот с этого момента вот как-то будет совместно можно говорить, что башкортлар и татарлар. А если копнешь дальше, то татарлара и вообще и не было. Они были сброд винегреда. Приперлись откуда там со всех сторон. И получилось татары. Притом еще эти мишары. Как они, урслар им лакам дали, эти мишрики, мишары. Ну, урслар бетинда все меняли, они все меняли. Они бельмес, и вот меняли все под свой лад. Там везде все
хоть и татар, Иванушки, International. От Москвы до Казани татары жили вроде бы. Вот типа фигня какая-то. Ну, почти как бы даже не татары, как и по европейским темам они говорят тартары. Какие-то тартары жили. Тартарлар, блин. Нәрсән тартарлар икән алар? Тәмәке тарталар. Астрахань татарлары. Ну вот, олар ноғайлар болған. Ну вот же кто-то мне описывал то, что это Сүйінбике, вообще это нагайка. Кто-то же здесь, кто-то мне объяснял об этом. Что Сүйінбике, у біздің принцесса ноғай болған. Ну вот шунардан соң енді как можно понимать, что ноғай болғаш бет енді ол татар түгіл да енді ол. Ноғай татарлары дей алмайбыз бит біз. Ногайское ханство было, но их сделали татарами. Короче, опять это все виновато эти узкозадые, блин. Они все поменяли, и мы сейчас здесь спорим, кто кем был. Крым татарлары, почему их Крым татарлами сказали? Они откуда татары набежали туда? Крым татарлары, как они, почему они татарами стали Крым татарами? А у них язык полностью схож с турецким. У біздің тілге ұқсамай олардың тілі. Бізде, допустим, қапқа дейді, қапқа, дарваза, өзбекше. А Крым татарларда, вот помню, қапаны яп, қапаны яп, қапа дейді оларда, қапа. Не қапқа, а қапа. Ну, другие еще языки, это слова, да? Какие-то слова схожие с нашим татарским. А другой кто-то говорит, вот в Телеграме, что біздің татар тіл вообще это не татар тіл, а башқұрт тілі. Башқұрт тіліні бір какой-то течениесі, шевасы. Вообще башқұрт тілі это, оказывается, татар тілі. Вот такую тоже тематику. Короче, я не знаю, тут такой бардак. Я же говорю, мы как бы просто сбор винегрета сделали с татарами. Крымские татары, турки плюс нагайцы. Ну вот, наверное, вот что-то такое, наверное. Потому что вот у меня, как этот племянник, отец егошний говорит, что он этот какой-то узкоглазый родился. А он как раз-таки этот крымский, этот, нарсакей, әнкәсе инде менің апам. И получается, вот тебе и на. И он какой-то узкоглазый у нас. Этот красавчик. В итоге, получается, отец говорит, вот он, ногай, наверное, говорит. Ногай, говорит, перемешанный, говорит. Вот так. Поэтому, исходя от этого, в крови, получается, у каждого крымского татара есть ногай хана бар инде аларда. Нагайцы — это западные казахи. Астрахань татарларын нам к казахам ближе, чем к казанским. Ну вот, недавно тоже об этом я еще говорил, что на севере то же самое. Вот Сібірдегі татарлар, біз татарбыз дия бит инде. Үзләре копия казаклар. Күзләре дә кысык, шулай, мына, как китайцларда кызык түгел инде. А вот именно казакларның күзләренә ошый. Үзе татармын дия. Кап-кара үзе. Мин татармын дия. Ну вот явно Сібірдә татарлар, олар татар түгел. Оларны просто им сказали, что олар татарлар, и все. Олар, может, вообще казаклар. Получается, мы все забыли, кто мы. Вот и все. Нас замучили эти узкозадые. Реально замучили. Нам не дают они, как говорится, осознать, кто мы. До такой степени нас зомбировали они, и мы не знаем даже своего бытия вообще. Мы откуда приперлись, как мы, кто мы. Үзебезне теге татар дейміз, башкыр дейміз, узбек дейміз. Кто мы вообще? Фиг знает. Где наш этот предки, кем были они, мы не знаем. Вот
наша логическая нахуй оконцовка. А потом вот через лет 50 наши дети скажут, мы русские все. Вот к этому и идет. Не знаю, как нам спастись. Вот так и, наверное, и терялись нации. Вот так и все и терялось, наверное, в прошлом. И поэтому как бы мы там жили 500 лет, татары, нам уже как бы даже рот нельзя открывать. Потому что мы не знаем, 500 лет тому назад реально они были татарами или недавно они появились, эти татары. Вот такая вот тема. Как бы, как в «Матрице», фильм «Матрица» нам как бы внушили, короче говоря, через какое-то время стерли память, и потом внушили, нет, вы же татарами были 500 лет. Вот примерно вот такая логика идет тут. Мы как бы типа знаем, что есть татары, но на самом деле этих татар и не было. Просто нам внушили это, что вы будете татарами. Идиотизм какой-то. Плюс еще язык неизвестно откуда вышел. Этот язык откуда образовался. Нәрсәгәдер татарларда башкача, башкортларда по-другому. А по идее мы друг друга, блин, 99% понимаем. Даже можно 100% сказать, что татары с башкирами друг друга понимают 100%. Нам не нужен переводчик. Потому что башкирт тоже может говорить и на татарском, а мы можем понимать, хоть и не можем говорить, но мы можем понимать. Потому что там есть вот эти буквы, которые мы, татары, как бы, если которые татарский учили, они не могут произнести его. Безга легче, наверное, татарга легче узбекский использовать. Да, ну так, похоже выходит. Нагайцы — это западные казахи. Так, негізі кіші жүз ноғай. Жүз нагай, негізі. Кіші жүз нагай. Крымские татары, турки, нагайцы. Ну, ёк, а меня кажется, вот я постоянно себя вот таким мнением успокаиваю. Вот, допустим, мына бит юрта диябыз бит энди, юртлар болгон бит энди, ну, борын заманда бит энди, шул юртларда бит энди биздикилер тиги сугушкандар, яшагенлер биздикилер бүтүнүсү бит энди. Мына шул убакытта юртларда буталган энди киши. Буталган, получается, мына шул Казан, Башкортстан жерлеринде какие-то юрты жили. Мына шул башкортлар яшаган. Әзгәне анда астарак казаклар яшәгән. И таким образом они вот так перемешались, я так думаю. И выходе, короче, бер ауллар, олар даже зур теге республика булмаган улар. Мен шулай дип уйлыйм инде. Теге кадым заманда инде. И шунда кайдандыр булган образовались так называемые татар булмаган инде олар. Какой-то юрты. Кто-то вот так, короче. И шла в этой каше, в этом замесе, короче, в оконцовке образовали вот этот Татарстан с Башкортостаном, Казахстан и так далее. А в идее их и не было, наверное. Просто были юрты, друг друга они захватывали, микс. И, короче, вот, короче, винегрет мы и вышли. Сибирь татарлары были в Среднем Джузе. Ну вот в Среднем Джузе казахов, получается, көзі сығыр болсақ та дальний жақсы көреміз. Сығыры нәрсе екен ол? Қысық, что ли? Так. Бізде 700 ру бар, татар, башқұрт бар, ие. Салам алейкум. Алейкум салам. Барма дегенім гой. Барма дегенім гой. Гой. Гой это барма? Угу, понял. Так, Сібір татарлары орта жүзде болған, орыстар, чтобы Сибирь отжать
Их в татары записали. Вот. Айтам бит инде. Алар үзүн татарды я, мен ушум китайын. Мен бит инде мына. Почему я натыкаюсь на них? Потому что мен бит инде үйленерге опять хотан излейм бит инде. И постоянно я натыкаюсь вот на такую тематику. Вот. Брат, вы где живете? Мы живем в Европе. Так, да, сығыр это кысык. Сығыр это кысык. Теперь с нами. Да, сығыр это кысык. Сығыр. Сығыр. Кысык. А, сығыр это кысык, но без далай кысык это кысык у нас. Сығыр, может, литературным, может, у нас тоже есть, но мен білмеймін литературный. Сыймый деген сөз бар, но сығыр дегенні мен бірінші мәрте естім. Плюс бізде бит анда г да yok. Г. Это на узбекском есть такой г с черточкой. У нас в Казахстане многие татары не знают свой язык. Ну, это Татарстан белән Башкортстанда әле белмиләр. Казахстанда белмәгәне инде это нормально. Без үзебездә белмиләр. Об этом-то и речь. Не можем этим долбоящерам внушить, чтобы татарский знали или башкорт телен. Я же говорю, вот общаясь с всякими мирами, так скажем, біздің Ресейде, получается, көбісі вот привыкли просто урыс тілінде сөйлеша. И все они вот так говорят. Я понять понимаю татар тілін или башқұрт тілін, но мен сөйләшмеймін дия. Вот нәрсәгә ул сөйләшми. Вот нәрсәгә ул сөйләшми. Миндә вот вопрос возникает мына шул кешеләргә. Если син аңлыйсың, ә сөйләшмисең, с каким-то перепугом нәрсәгә син сөйләшмисең? Мен шуларга аптырыйм. Миңа вот, понимаете, мен нәрсәгә мен мына разный телдә сөйлим. Потому что миндә теге разный теге телдә сөйләшкәч, бәләкәй чактан ук, у меня словарный запас того языка, если нету, я переключаюсь на другой. Поэтому я миксованно я могу говорить. А когда у меня словарный запас в одном языке был бы со школы, я бы, наверное, говорил бы от и до. Но минда оборванный узбекский, бытовой язык, татарский бытовой, потому что они не использовались у меня там в училище, в университете. Мен онда я белән укыганым юк. Онда. Шунарга я не умею, как говорится, полностью излагать мысль на одном языке. Ну, может, и мог бы, если потрудиться. И шунарга миңа кушарга туры килә урыс телен, мына шулай. Шунарга бардак у нас в голове. Мы уже как бы изжили свои мозги, так скажем, в этом русском мире. Вот поэтому хотелось бы теге безнең балаларга өйрәтергә прям мәктәптән университетка хәтле, чтобы алар только татар или башкорт телендә укырга тиешләр. А без бит алай укымадык. Мына шундый хәл. Нәрсәкәйдә Узбекистанда, наверное, бөтен җирдә үзбәк телендә укыйлардыр. Теге высшее образование да, наверное, үзбәк телендә, я так думаю. Кем белсен? Менә шулайрак. Шунарга тупизм стоит у нас в том, что мы вот этот заразный урыс телен кыстырабыз бөтен җиргә, от которого мы не можем избавиться. Потому что теге связка предложений бездә килеп чыкмый. Шунарга без кыстырабыз. Без шулай өйрәнгәнбез инде уже бөтен җиргә. Я сам туркменский, живу в Казахстане. Понятно. Башкортларда ру бар, татарларда ру жоқ. Татарларда ру жоқ дегәне мен наехал на меня один день в Ютубе один татарин
Я тебе докажу, что у нас есть там. Начал говорить какой-то там Бурган, что ли, Бургут или Бар, Барклау, что ли, Барклан, что ли. Такой, типа, ру бар deydi u. Men eshitganimda yo'q andayni. Реально татарлардан меңді ру білмеймін. Я недавно сам свой ру нашел. У меня Юрмат, оказывается, башкорт руым менің. Ру у нас. Айтылә Юрмат. Менікі Юрмат екен. Нәрсекейді білмеймін даже. Так, татары это типа северные оседлые казахи, короче. Которые на севере, что ли, которые себя называют татарами, это, наверное, северные казахи, получается. Ну, шу, Минайтам битинда, это вот один этот, там же есть один старик, который, я его тоже загружал себе в YouTube куда-то, старик приколист какой-то, который типа борется за татарский язык, у Сібірдан, Сібір татарлары бізде, Сібір татарлары. Он вроде бы, не знаю, на кого похож сильно, непонятно, но вот кого я встречал, вот реально они на, этот, на обычных татар не похожи. Короче, все потерянные, потерянные. Шундай хал. Так, салат. Да, русский язык искусственно состоит из тюркизмов европейских и славянских, французских и слов. Вот. Особенно интересно меня убило то, что, получается, я думал, в норвежском весь сброд языков, как мне объясняли. Я теперь больше, наверное, верю другому, что с норвежского языка, наверное, взят русский язык, а не с русского взять норвежский. Потому что норвежский, в норвежском нюношк, как это, ню букмол, короче, в новой книге норвежского языка, ну да, новой книге, новом языке, норвежском языке, в старом, я не знаю, как оно было, но в новом точно есть слова, которые и есть в русском. Мне просто охренел. Там, допустим, огурцы на норвежском называется огурк. Огурк. Это огурцы. Но это же дураку ясно, что можно понять. Огурк, огурцы. Там многие, короче, сюзляр, но сейчас я уже не помню норвежский. Многие слова норвежского схожи с русским. Вот так вот. Қазақстанда таңғы 5, бізде сағат 2. 2 толды. Тула. Потом Россия тюркские слова, поэтому тюрков истребляли. Сначала сделали главную в Казахстане, потом депортацию сделали Кавказ и т.д. Шел. Они хотели истребить тюркские народа. Ну да, ну вот с турками, мекситинцами же, у нас в Узбекистане же тоже война была. Что-то там, сыр-бор там на Махалле, короче, кто что-то не поделили. Это тоже, наверное, это дела русских, наверное. Русские там утку кинули, короче, чтобы они вместе друг друга сожрали. И узбеки сожрали месхетинцев. Щемились они в свое время. С Узбекистана щемились куда-то потом. Ну, какая-то часть нормально осталась все равно жить потом. Выжила, так скажем. Но узбеки, если выжимают, это пиздец они выжимают, оказывается. Но это в детстве когда-то было. Типа я где-то читал то, что на Махале каком-то, то ли эти турки-мекситинцы убили женщину, что ли, что-то такое, короче, или издевнулись, что-то такое. И потом
Это все сделали специально. Да, да, вот что-то произошло, ну, мы-то не знаем. И потом там все махаля стала, короче, бардак, короче, все. Зачистка, короче. Ортаджус аргентинец. А что это, куда она делась? Уснула, что ли? Потерялась уже давно, что ли, она? Это Ника. Ника куда делась? Узбеки вроде мирные, тихие, но если клыки покажут, трэш будет. Ну вот этот трэш был ну, в древности. Ну, не в древности уже, наверное, не знаю. Вот в советское время. Потом у нас еще что было? Я же родом с Андижана. У нас было там с кыргызами еще. Наши пошли воевать в Кыргызстан. Вот там на Ваше, что ли, что-то бунты были. В 90-х годах, короче. Я мелкий еще был. И помню, что через нашу Махалю проезжали БТРы, вот эти БМПшки в сторону Кыргызстана. Тоже воевали там. Кыргызско-узбекская война была. Это в 90-х годах. Да, там один лям узбек живет выше. Ну да, да, вот там что-то было. Я же, я же оттуда как раз. Они людей стыковали между собой. Ну вот сейчас на Украине тоже. Мен шуны айтам бит енді башқұрт белән татарға вот это не могу вдолбить. Башқұрт белән татарға вот это не могу вдолбить, что вы, башқұрт белән татар, если кто-нибудь тут остался вообще, 5 человек сидят, рахмат, что безне используют как утилизация, біздегі биоматериал. Сіз шуны аңламайсыз. Кайдадыр шит дәүләттә утырган кешеләр сезгә шуны пытаются вдолбить, а вы внутри, видя это, вы делаете эти ошибки. Я не могу понять вот этого. Мне обидно просто за свой народ. Это позор. Но этот позор мы должны как-то пережить. Но лучше же, как говорится, опозориться и встать на верный путь, так скажем, чем истребляться с позором. Самоистребление, короче. Назарбаев вмешался, остановил, да? В то время наводили суеты и в стороны смотрели. Кыргыз кызба минес. Кызба нәрсә ул? Кызба, что такое? Минес. Кыргыз кызба минес. Кызба, что такое кызба? Туганлар, нәрсә ул кызба? Кызба вспыльчивый. А, кызучы. Аңладым. Кызба. Угу. Кызучы. Для СССР тюркский народ это был как заноза. Ну, как заноза, да ведь, но эту занозу они все-таки покорили, шайтаны. Потому что наши манкурты, там тоже наши предки, манкурты, они сдали наши, так скажем, опорные вышки. Сдали они этот. Ну, наверное, привели к такому моменту, что они сдались, да. Мы же не можем за них отвечать, да. Мы не можем их судить. Поэтому мы должны сейчас судить друг друга. Вот мы сейчас туганлар мына яшап жатабыз Башкортостанда, Татарстанда и так далее. Мы должны сейчас вот эту тему пресекать. Ну, что-то қолдан келмей пресечь. Валейкум ассалам, Узбекистанга. Они специально разделили людей. Травили друг на друга. Ну, шуны айтам бит енді, вот сейчас то же самое. Получается, башқұрт белән татарны, башкаларны, чечен, Дагестанны травят против украинцев, говоря, что там нацисты.
Я просто поражаюсь над ними. Потом приезжая на Украине, они убеждают, что нет там нацистов. Ну, они уже в плену. Потом едут с плена обратно домой, потом обратно едут на войну. Круговорот, пока они не сдохнут. В архивах все есть, но эти архивы спрятаны очень далеко. Нет, их нету. Этих архивов нету, я считаю. Потому что они все сжигают. Вот как наши истории они сожгли, эти шайтаны все, узкожопые. Вот они все сожгли, чтобы мы уже по их доктрине жили, которую они уже новую доктрину нам выпустили, вот по ней мы и живем. Как они же любят Библию переписывать, там что-то дописывают, там переписывают Библию 1000 раз. Вот так же Библияны жазған кіші, өзгертіп жазған кіші, олар нәрсе әлемде конституцияны жаза алмай ма, или какой-то архив не могут переписать или сжечь. Да им легко это все делается. Вот так вот. Если в древности, получается, Узбекистан, да, и этот, как кто-то написал, там дольше, чем эта чертовая Москва создана, Узбекистан, там Азия, да, Казахстан и так далее, то там явно были столько китаплар, там біздің теге оқымышлы кішілерден бүтін бір қалған болған бит инде. Оларны бүтінісін яндырган, чтобы мы потеряли, как говорится, след назад. А біздің ата бабаларыбыз бізге язган бит инде аны, бізге истәлек итеп язган. Балалар дальше безнең туылган кешеләр безне белсеннәр кемлегебезне дип. Ә без белмибез кемлегебезне. Менә шундый теге, получается, они выходили из, так скажем, с древнего мира, выходили в просвет, в этот нәрсәкәгә, в цивилизацию, безнең ата бабаларыбыз, а эти уроды узкие пришли и нас загнали, как говорится, опять в мрак. И из этого мрака нам уже вот вылезти пока невозможно. Только сугыш белән генә чыгып була инде. Сугышсак чыга алабыз без. Сугышмасак, куркып утырсак, мы опять глубже войдем в мрак. Мракобесием, короче, мы страдаем. Получается, безда только деградация идет и идет замыкание мозга в этом, в таком ну как бы, знаете, как бытовуха на кухне. Вот примерно мы знаем, что мы должны там пойти на работу, прийти и все. Пойти там на учебу, прийти и все. Дальше мы не должны лезть. Мы не должны вникать в политику, мы не должны там разделяя власть свою делать. Все, мы должны в тряпочку молчать и молча жить, чтобы нас никто, как говорится, не трогал. Но если мы вот таким образом размышляем, Башкортостан и Татарстан, мы так и будем. Отсталые, такие же трусы. И все. Их планы все были расписаны, как все должно происходить. У нас в глазах и башкортов одинаковых родов много. Алшин, Керей, Табан и т.д. Да, вот я куда-то загружал сюда на всякой вроде бы карту такую. Есть у меня там карта Башкортостана, и там бүтін жерде расписано по землям. Ну вот, менеке нәрсеке Стерлитамактан инде менеке Стерлибашево, Стерлитамак оттуда. И там на этой карте показывает, что минем нәнәйләрем юрматы были. Ну, картатайларым были юрматы, короче.
если они на самом деле оттуда были. Ну, Старлибашева там Юрматы показывает. А потом уже дальше уже идут Минг. В сторону Уфы идут Минг. Да, они хотели, чтобы мы следы потеряли. Да. Киши жүзден шыққан болып тұрма. Спать будешь? Тимофей. Ну, у меня 2 часа ночи, надо уже, наверное, заканчивать, наверное, да? Дуслар. Так, потому что этот у меня с Ютуба люди ушли уже. Да, это было везде в СССР, и оправили везде они. Ну, что на этом это, да. Ну, если уж на то пошло, у меня такое чувство, здесь больше, наверное, даже не только урыслар правили. Наверное, все-таки манда можно добавить еще и еврейларна. Яхуды еще баламутили тут воду. Это все. Потому что урысларна башыгына андай ақыллы түгел. Мына анда яхудлар кушылган, яхудларның миясе белән уже бу эшләр эшләнгән инде бу. Я так думаю, потому что все-таки финно-угры с их мозгами, они бы не додумались бы давить мусульман. Я считаю, что финно-угрларга был еще непосредственно такой мощный помощник был яхутлар. Так скажем, цыгане мировые цыгане, которые везде шастают там, жерлер юг битінде оларны. И вот они шастали до сих пор. И евреи до сих пор правят. Ну вот что на этом это, просто мы не видим. Вот. А эти, блин, прошмандовки, эти финно-угры, узкие вот эти, и они, получается, просто как бы выполняют дела ихние, как эти дашнаки выполняли ихние дела, когда убивали наших всех там в Каканском ханстве, там в Каканде, да, в Ферганской долине, этот там один писал мне, что 20 человек положили, 20 человек, 20 тысяч человек убили, а эти дашнаки. Вот так. Поэтому, получается, они не одни. Они не одни, и мы просто не можем понять, что безграничный этот нужно просто взять это все в свои руки. Вот поэтому это всем странам это касается. Почему люди, они, как говорится, не могут взять, вот, допустим, национальность башкорт, национальность, допустим, даже, да, татар, хоть пусть и винегрет, ладно уж, этот винегрет свой Татарстан с Башкортостаном, башкортлар не может оторвать с рук от этих шайтанов. Вот меня вот это, вот, не знаю, вот это не успокаивает. Зачем, говорится, вот эту всю тему как бы ждать, терпеть, то же самое относится этим Арабским Эмиратам всяким, которые видят, что на всякой Палестинда конкретно геноцид идет, никто не помогает, никто не может күтін көтереге. Если ты не можешь, тогда ты, какого черта ты вообще, ты араб? С каким местом ты араб, если ты чистому палестинскому арабу не можешь помочь? Араб арабу не может помочь. Вот где тут суть, да? Вот этого не могу понять. Если люди с огромными богатствами, с огромной страной, вот этим Дубай, вот эти все придуршные, богатые, которые строят там длинные здания для чего-то, не знаю для чего, высокие здания вот эти, не могут помочь этим бедным палестинцам,
Ну, тут что-то не то. Тут, я не знаю, вроде богатые. Что еще им не хватает, Экен? Их богатство никто не отберет. Американцы не отожмут. Там евреи у них не отожмут. Смысл бояться? Вот этот процесс тоже у меня в голове не может места найти. Ответа. Ответов нет. Манкурты. Арабы тоже манкурты получаются. Если они не могут за свой арабский мир, как говорится, э, воевать. Это просто показух, что они типа арабы. А может они тоже евреи, думаете? Кто его знает? Может они тоже евреи. Эмиратах правят все евреи. Ну может. Ну да, по сути же, вот тут еще один прикол, короче. Если уж глубже копать, то эти евреи же тоже, по сути, это же как бы по генетике, если смотреть, это же то же самое арабы, блин. Это же те же, блин, Моисей тоже, по сути, он, по сути, говорим мы еврей, это и есть, наверное, араб. Араб, который просто, как, короче, как этот обезьяна, короче, отделилась с одной стаи и сделала другую стаю. Вот и все. Получается, одни обезьяны от других обезьян отделились и создали вот эту тематику. Я так считаю. Потому что если э, все мы говорим там созданы с одного папы, с одного мамы, то получается там то же самое, эта тема работает. Просто как и здесь вот каких-то, блядь, винегрет татаров собрали, там то же самое винегрет арабов. Иерусалим отдали евреям. Ну, ну. Это точно. Это точно. Нет, я имею в виду даже вот по той тематике, то, что евреи, вот в Москве я когда я жил еще, поражался, блин, я тут Башар Асанан посмотришь, думаешь, блин, это же какой-то такой странный, носатые какие-то, непонятные, думаешь, грузины, что ли, думаешь. И потом посмотришь, ну и у меня, это, как говорится, нос не маленький, посмотришь, блин, думаешь, азербайджанцы, что ли, думаешь. В итоге получается вот загвоздка какая. Получается, эти евреи, эти те же арабы с огромными носами у кого-то, а у кого маленькие носы, это вот как раз те, которые миксованные с этими финно-уграми там, понаебанные всякие метисы. И все. Вот такой микс получился у них. На какой земле живут они, оттуда и получаются евреи. Живут они там в горах где-то, в Дагестане. Там дагестанские евреи. Тоже сыр-бор, не поймешь, на кого они будут похожи. Вот как и винегрет татар. Там с узкими глазами, тут черные, тут белые. Но себя называют татарами. Да, они считают, что вера только у них. Вот именно, шайтаны, которые создали для себя Тору, это, как говорится, так скажем, и эту Тору, как говорится, и явно они, думаю, переписали еще 1000 раз под себя. Да, в Азербайджане много евреев. Вот этот, этот Черкизон, короче, в Москве, который держал. Я же в свое время тоже что-то было дело с Черкизоном у меня. Шастал я там. Потом Черкизон накрыли тоже в задницу. И вот Черкизоновский, блин. Тоже явно это тоже еврей, короче, я думаю. Сейчас где-то шкерится в этом. В Хорватии вроде бы. В Хорватии он где-то этот еврей. Еврейский азербайджанец. И явно он не азербайджанец, я думаю. Вот так вот. Ага, ну-то фиг с ним, главное мозг. Ну, чё мозг, блядь? Мозг вот именно такой, типа, блядь, они же как бы группой шарят.
Вот наша проблема, то, что мы группы не шарим. Они же, блядь, вот эти сионисты, блядь, ебланисты, вот эти же, они же действуют, блядь, групповуху, ну, так скажем, блядь, да, секс-групповуху, блядь. У них как бы получается застолье групповое, как они танцуют, эти вот эти, да, сионисты. Если помните, в ютубах прикол, у них дискотеки какие проходят в этих шляпах такие, эти кудряшки, блин. И вот получается, они вот именно умеют держаться какой-то группе, ячейка, да, так скажем. А нас, наоборот, нахуй, боятся в ячейку создать. И мы тоже, придурки, не можем в ячейке держаться, потому что, это Менеке, это Сенеке, бля, начинается война. А у них эта логика не работает. У них, наверное, лозунг такой: если ты отделишься, значит ты не из наших, и ты умрешь голодным. Наверное, вот так, наверное, ему говорят, они внушают друг другу, наверное. И вот поэтому они держатся вместе. Вот и все. А у нас, мы же гордые, мы же все гордые, и башкирта, татарлар да скажут: да ну нахуй мне башкирт нужен. Там, или кто-то скажет: да ну, блин, мы с казахами не будем. Или там с узбеками то же самое. И гордыня, наша гордыня приводит к этому. А те, получается, в свой адрес, и на свою нацию, они, значит, не гордые. Они, получается, нахуй приземляются, приземленные друг к другу, по сути. А мы не можем друг к другу приземленными быть, потому что у каждого своя гордыня зашкаливает. Они говорят: ты гои. У них же считается все по матери. Да, притом еще это. Ну да, вот это позор татарскому народу. Этот Алсу, вот это долбоебка же, вышла за еврея замуж. Вроде и развелась, вроде бы сейчас уже. Или что там. Нахуя татарки, так называемые, блядь, нахуй. Алсу Сафина это, блядь. И нахрен, блядь, был муж еврей. Зачем нужен был? Вот я вот этого не могу понять, блядь. Сейчас, получается, бегают какие-то полупокеры евреи с татарами, блядь. Хз, блядь, как дальше жить. Я говорю, что вы не быстро думаете, но слабенький на мозг. Да, мозг у нас нормальный тоже. Просто нашим мозгам не дают воли. Если дали бы нашим мозгам воли, блядь, тут бы нахуй татары разъебали бы нахуй и с башкирами, я думаю, нахуй этих евреев. Просто, как говорится, наши любят деньги, поэтому больно сильно продаются. Вот так вот. Короче, этот Туанлар Танащуков всем. Короче, у меня в ютубе люди ушли спать. До завтра, если тема будет, завтра выйдем. Вот так вот. Ага, и мир. Ярар Танащуков. Спокойной ночи. Good night всем. Будем закрывать, потому что этот... Так. Как-то надо закрыть. Так, давайте это закроем. Так. Сейчас. Сперва закроем этот. Так. Скрин надо сделать.
Так, теперь эти YouTube будем закрывать. Тыныч окудуслар.